هم هدو خايشون إيش تشنيرات طلع كم نشتيق الليل вообще تا بش сие يوج هما يوج шумы одмах я так обычно не хочу отзываться, но именно шнырят просто всю жизнь шнырхело. Хохшад дол дуния но лоузен цунах هما им да именно от нахчити هي исламский терроризм что победить те шубохши цунах лоуза им هما им Hint hun nel dael sich kak na igolka san loza ja ay shukes da so dol dunia na shloza yok yel dael hint haturi box Гитлер малоузина цариш. Гитлером Сразу, табыш сразу. шума рум да цах бюхом хилля цер мы вообще так Ну да, и шныр действительно, Ну, потому что Гитлер и хотя Сталин, фашистов, хотя но сабут Сталин, делали, и он цау юк олой чулюш хилюш, цакия тудуиц. Ага, всю жизнь обиженный лелом мою шье компания садик я школе масса на чьяешь. Масса лилину мецундел, он ненавидит людей. Иш обиженный умею, шье даря масса хада ледалеш лилинил. И власти, что опасны мои, то что и ненавистью накоплется динол всю жизнь. И наиланд я хочу, то что властью рушила. И юар. Низко, его в психологический портрет. любом случае, хуёвый царь, эти вопрос хилер, кохчу, атомный тухарь или царь. И атомный царь тактически туа из автоматически ядерный туамбу разница, я цицанчу туха. И цанту она любой кечана тур мою из России на атуре. Сондела и хума вообще мало вероятно хум до дуня там дач и хум трогать и за это взяться один дабюлой просто-напросто хаздесан что хазплачевном состоянии у атурюва и дуня темели лом живой ум. Он тач от бауша хадел дол хума и дату ахну и излучение юту якш. И дауша десятилетиями цас он виках даться до что самое меньше аж 500 лет. ورش زرجاتش لا توصل انزل دق لا تنش تعيين هم ساعة هم بايدا يجينا ولا ليش أتوان تسيتشيلاتي طبعا إهم نش أو كإزكم نشلو يشتاخيل إبهان زي سأت خير دول شمدات ودنيا تشا حير والوقت ودير دات حتى يروي تصديش حير والجو هو أديك دو نو Закончить дошон и Харьковия царя. Хинц Украинич от Ирма Батикар, трехтонный бомбы, что присуть. То есть они же контрмерш Запада моментально украинич сообразить Ирмой. То есть все весь этот их план закидать трехтонными бомбами. Харьков, он провалится. Харьков, он ищет иеч. Мой царь, я ерги С-300 ракет, я царь уже, я деб, я смерч, я тетюха мои. Белгороде, луко хамаит, царь сам инзере луко. То есть удивить их чем-то каким-то баш, это вероятность, конечно, низкая, но персонально тебе дабол бо, шиншара тут иеч, Харькове, Шивек, дашайнеш дабол цаул, шунд ашу, милый Эрдоган. Чего он внезапно, трехтонный бомб, это. В общем, да, это может, вероятно, иду из трехтонный бомб шаляться, иду и скорее всего. Сейчас закончу. Я просто дополнить хотел, Запад обязывался разрулить ситуацию любую, которая в Украине, потому что они являлись гарантами при сдаче ядерного оружия Руснее. Гарантия, что вообще выполнится, и просто уже Шейн в 2014 году Крым да яктан адмаир гарантии эти гарантии Таю левый шкич бушун. Очахвали. Вялисо просто я хочу сказать, что бел ахшмабати украинцы ди бомбиш яца план хира мине закидать их бомбами мира будет коррупция они бомбиш я думаю посмотрим на днях увидим развязку. Тесса эти видео Гинеон, где НАТО контратакует Российскую Федерацию.
В смысле... С разных сторон одновременно. Эады, дуцигады. Ты имеешь в виду ядерную атаку делать? Да, если вот, например, это Россия там тронет натовское какое-то государство, то автоматом эти будут контратаковать вот так вот, именно как на этом видео. Я не знаю, ты это видел или нет, Да, но очень Гена, интересно видел. смотреть. В первую очередь Кавказский регион, самые близкие, Инджирлик, турецкий Инджирлик, Юхаювен. Да, и потом с разных сторон там бьют по разным городам. Москва, в том И числе. не ядерными их уничтожить Русню. Просто таки залпом НАТО может и всю промышленность, все электростанции, все государственные эти, все положить за раз, а ядерница то уже ищете. Да, чисто хирургически удары. России ПВО моя, там был пеш. Дело не в этом, ПВО не защищает, ПВО прикрывает ОЛАХ. Невозможно в такой большой стране. Китай, Китай, мою из-за моей Китай России. себе спокойно зайдет и заберет свои территории, которые... Тайвань, Тайвань, но сейчас захватит Бойтербат. Тайвань, Китай, чтец Бахкабу. Там разговора нет. Попытались Вьетнам захватить. Море людей бошса операция хилакция. То есть они сейчас дукка буки вьетнамчики дукка царил. Вот мы их морем людей операцию, так и называлось. Завоюем вьетнамча, американчи с туамбен, из-за тренированный бушсар. Быстро это дали им по сусалам. Vuorosmenu athan työsyylik vastustagisista saan segada alla buffet. Semmenut strategiski baza uga kvetnego. Bunkerne deduat suna bunker smelluha mečajuha auga kuagne 300 метров ju 3 километра лет подвиж ракет до того так что Вова не рискует. 3 километра. Тесла. Может, начнем тему тогда? Да, я закончил все. Шулигон. Сырдика юрма шогума сега. Откадава тем гаспима тадауруем. Начинаем нашу рубрику по теме становления. Стой, Сабадила. Сейчас В личку зайди, ставь. Нита будет начинать эфир. Все, понял, окей. Сам проблема. Сюри Дикел Масери. Становление нацизма в России. Русский фашизм имеет свои корни в движениях, известных в истории как «Черная сотня» и «Белое движение». Был распространен среди белоэмигрантских кругов, проживающих в Германии, маньчжоуков и США. В Германии и США, в отличие от маньчжоуков, политической активности они практически не вели, ограничиваясь изданием газет и брошюр. Некоторые идеологи белого движения, такие как Ильин и Шульгин, приветствовали приход к власти Бенито Муссолини в Италии и Адольфа Гитлера в Германии, предлагая соратникам фашистский метод как способ борьбы с социализмом, коммунизмом и безбожием. При этом политические репрессии и антисемитизм они не отрицали и оправдывали. С началом Второй мировой войны русские фашисты в Германии поддерживали Гитлера и влились в ряды русских коллаборационистов. Всероссийская фашистская партия, ВФП. До 1934 года Русская фашистская партия, с 1937 года Российский фашистский союз, политическая партия,
существовавшая в 1931 по 1943 годах в Китайской республике и Маньчжоу. Крупнейшая организация в середине русской эмиграции, образованная на Дальнем Востоке. Образовалась на базе ряда профашистских молодежных организаций среди русской эмиграции в 1931 году в Харбине, на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, где проживала большая русская колония. Лидер партии, советский эмигрант Радзаевский, основоположник русского фашизма, один из руководителей русских эмигрантов Маньчжурии. В 1943 году партия была запрещена японскими властями, однако остальные отделы ВФП, находившиеся в странах Африки, Канады и Европы, продолжали свою деятельность вплоть до конца Второй мировой войны. В 1945 году Радзаевский вернулся в СССР, где был немедленно арестован, а через год осужден и расстрелян. В 1928 году в Харбине вышла книга Горячкина «Первый русский фашист Петр Аркадьевич Столыпин», в которой автор, член партии православных русских фашистов, рассказывал, что представляет собой это политическое течение, и заявил, что Столыпин даже гениальнее современного Бенито Муссолини. Этот русский колосс, этот гениальный государственный деятель. В Харбине русскими фашистами была создана Столыпинская академия. В 1934 году под редакцией Радзаевского вышла в свет книга вопросов и ответов «Азбука фашизма», переиздававшаяся впоследствии несколько раз. В 1934 году были созданы дочерние организации при ФВП – Российское женское фашистское движение, Союз юных фашистов «Авангард», Союз юных фашисток «Авангард», Союз фашистских крошек. В 1936 году был создан Союз фашистской молодежи. У партии имелась своя униформа, которая состояла из черной рубашки, черного кителя с золотыми пуговицами со свастикой, черной фуражки с оранжевым кантом и свастикой на кокарде посередине. Посередине ремня с портупеей, черных брюк, галифе с оранжевым кантом и сапогом. В июле 1937 года ВФП была переименована в Российский фашистский союз, РФС. У партии имелись печатные органы журнала «Нация», «Шанхай» и газеты «Наш путь», также «Нация». ФВП имела свой партийный флаг. Союз фашистской молодежи, молодежная организация Всероссийской фашистской партии, созданная в 1936 году в Харбине, в которой автоматически состояли все члены организации ВФП в возрасте от 16 до 25 лет, возглавлялась Дунаевым, у которого был многолетний опыт работы в воспитательных органах. Организация действовала в соответствии с уставом Союза фашистской молодежи. Союз фашистских крошек – детская организация Всероссийской фашистской партии, созданная 10 мая 1934 года в Харбине, в которой могли состоять русские мальчики и девочки, верящие в Бога, любящие Россию, уважающие труд. Организация действовала в соответствии с уставом Союза фашистских крошек. Таузен. Возрождение русского фашизма происходит в России в конце 80-х, в начале 90-х годов. Современный русский фашизм – довольно сложное явление, которое требует определенной теоретической рефлексии. Наиболее заметным в рамках этого направления является движение праворадикальных скинхедов, известное России под названием скин-движение. Российские скинхеды имеют свои организации, и наиболее известные из них московские. Одна из таких организаций – Объединенная бригада 88. 88 – это принятая в неонацистских кругах зашифрованная аббревиатура от Heil Hitler,
по порядковому номеру буквы H в латинском алфавите. Другая организация – русское отделение Blood and Honor. И третья – легион «Русская атака». Появились новые направления. Одним из них является православный фашизм. Вообще сам по себе этот термин выглядит внутренне противоречивым. Как кажется, чисто логически довольно трудно соединить православие и биологический нацизм. Большинство современных русских фашистских организаций также достаточно далеки от православной религии. Так, один из членов уже упоминавшейся Всероссийской фашистской партии Иванов писал: «Российское фашистское движение построено на религиозных, национальных и трудовых началах. Не случайно одним из лозунгов русских фашистов является «Бог, нация, труд». Русские фашисты считают, что Россия испокон веков была оплотом православия, и православие являлось одним из объединительных факторов для создания русского государства из разрозненных для тех времен славянских племен, что именно православие осветило их путь светом истины и указало дорогу к дальнейшему нравственному совершенствованию. Еще не так давно практика скинхедов была довольно примитивна и сводилась в основном к применению грубой физической силы. Это нападение на представителей так называемых в России небелых рас. Это кавказцев, среднеазиатов, корейцев, индийцев, ну и других. При этом нападение на инородцев ничем не было спровоцировано, кроме идеологических соображений, суть которых сводится к яростной ксенофобии. Мы можем констатировать, что протофашистское движение в России развивается и в количественном, и также в качественном отношении. Лозунг «Россия для русских» провозглашают именно фашистские организации, и на него в российском обществе реагируют довольно-таки положительно. В 2004 году бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский заявил, что путинский режим начинает напоминать фашизм Бенито Муссолини. В 2005 году об этом заявил директор Центральной разведки Джеймс Ульси, а также бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Начиная с 2000-х годов о существующих в России признаках фашистского режима заявляли и знаменитые ученые, включая Тимоти Снайдера, Александра Мотыля, Владислава Иноземцева. По мнению последнего, Россия больше нельзя считать нелиберальной демократией, как Венгрию и Польшу. Отмечается, что фашизация происходит как сверху в виде кооперативизации власти, так и снизу с ростом ксенофобии. Политолог Андреас Умланд указывает, что с 2004 года Путин постепенно ограничивал возможность реально осуществлять основные политические права и все активнее препятствовал демократическим процессам. С 2005 года стали предприниматься попытки сформировать новую государственную идеологию, предусматривающую единую партию и национальную церковь. С 2007 года «Единая Россия» превратилась из всего лишь гегемониальной в теперь уже явно доминирующую политическую организацию законодательной ветви власти, а другие партии стали лишь декорацией для нее в Госдуме и региональных парламентах. Глава Нью-Йоркского представительства Института демократии и сотрудничества Андроник Мигранян тоже положительно оценил практические достижения Адольфа Гитлера в период до начала Второй мировой войны. В частности, господин Мигранян, глава Нью-Йоркского представительства Института демократии и сотрудничества, выразил уверенность, что Гитлера можно было бы считать политиком высочайшего класса, если бы тот ограничился собиранием земель до 1939 года. Стоик. Сторонники использования термина «русский фашизм» по отношению к путинскому режиму указывают на присутствие в России характерных для классического фашизма черт: наличие харизматичного диктатора и присутствие культа личности,
гипернационализм, культ насилия, массовое привлечение молодежи, высокий уровень репрессий, мощная пропагандистская машина. Они также указывают на то, что в стране практически отсутствуют все демократические институты, а выборы не являются ни свободными, ни справедливыми. При этом видно явное главенство правящей партии «Единая Россия» и преследование оппозиционеров при полном уничтожении свободы слова и собраний. Профессор Ельского университета Тимоти Снайдер в своей книге «Дорога к несвободе» также указал на присутствие в стране характерного для фашизма культа мертвых, который в российском контексте связан с празднованием победы во Второй мировой войне. Одним из наиболее популярных тестов на фашизм являются 14 признаков, выделенных писателем Умберто Эко в докладе «Вечный фашизм», зачитанном на симпозиуме в честь 50-летия освобождения Европы в Колумбийском университете. Среди этих признаков культ традиции, культ иррационального, ксенофобии, идеи аристократической избранности, культ количества в ущерб качеству, массы в ущерб единицы, невозможность критики власти, наличие в обществе индивидуальной или социальной фрустрации, элитаризм, культ мужественности, использование новояза. Следуя этому определению, ряд интеллектуалов и журналистов считает, что Россия при путинском правлении является фашистским государством, сформированным культом личности Путина. Повинуясь законам истории, не мог не возникнуть и проект маленького человека, выхваченного, что называется, из толпы. Пожалуй, одно из наиболее приемлемых определений фашизма разработано представителями Российской академии наук. Фашизм – это идеология и практика, утверждающая превосходство и исключительность определенной нации. К примеру, русский народ – это государствообразующий народ. Или раса, направленная на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия и террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия, оправдание войны как средство решения международных проблем. Подогретые на этом огне эмоции, страсти затуманивают сознание и разрушают иммунную систему социума, который таким образом подготавливается к особому пришествию. В результате черное объявляется белым, а белое объявляется черным, и в этих условиях тотальной дезориентации делаются попытки объявить о приходе политического мессии. История, конечно, ничему не учит, но все же чувство опасности в обществе должно развиваться. И второй момент – информация. Век интернета устроить тотальное промывание мозгов, казалось бы, не то чтобы невозможно, но непросто. Все же в России получилось по Геббельсу. Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Ну и третье – это рост индивидуализма в обществе. Это сопряжено с пониманием ценности прав человека. В России всегда был перекос в пользу прав общности коллектива. И русским предстоит еще пройти путь для понимания, что права личности равно велики правам коллектива. Считается, что любимым философом Владимира Путина является Иван Ильин, один из основателей так называемого русского христианского фашизма. Путин неоднократно отмечал, что часто перечитывает труд Ильина под названием «Что сулит миру расчленение России». Он также цитировал его работы в своих выступлениях в 2005, 2006, 2012, 2013 и 2014 годах. Ибрахим. Ильина цитировали или упоминали Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, патриарх Кирилл, лидеры партии «Единая Россия» Владислав Сурков. При этом Путин принимал участие в перезахоронении останков Ильина в России и даже самолично приехал на освящение могилы. Среди других любимых философов Путина консерватор Николай Бердяев. Кроме того, утверждается, что на Путина оказывает влияние философия Александра Дугина
чьи взгляды называют фашистскими. Ильин рассматривал Муссолини и Гитлера как образцовых лидеров, спасавших Европу путем разрушения демократии. Статья Ильина от 1927 года о русском фашизме была адресована моим белым братьям-фашистам. Уже в 1940-50-х годах философ набросал конституцию фашистской Святой Руси, управляемой национальным диктатором, который будет вдохновлен духом тотальности. Мюнхенская речь Путина стала тенденцией конфронтации с Западом. Это выступление стало поворотным моментом в российской внешней политике и считается программным выступлением в области внешней политики. Путин в той речи сопоставлял Россию с Америкой. Затем в одном из последних выступлений он сказал, что России некуда отступать. Путин последовательно использовал эту речь как дорожную карту для России на его условиях, в международной политике вернувшийся как игрок. Но глобальная Россия Путина вернулась как спойлер, как сила, разрушающая основы нормального миропорядка. Именно после этого обращения аналитики заговорили о начале новой холодной войны. Американский сенатор Линдси Грэйм тогда заметил, одной своей речью он сделал для объединения США и Европы больше, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетия. Западные политики, находившиеся в зале, подвергли критике выступления президента России, не увидев в положениях этой речи ничего конструктивного и восприняли как возрождение политических амбиций у российского руководителя. Кое-кто сравнил это выступление с фултонской речью Черчилля, провозгласившего холодную войну, как, например, сенатор США от Демократической партии Джозеф Либерман, заявивший, что речь Путина была провокационна и сильно отдавала духам холодной войны. Генеральный секретарь НАТО 2004-2009 годов Яап Дехооп Сефер заявил, что разочарован заявлением Путина. Так, доктор экономических и политических наук, бывший заместитель министра обороны США Дов Закхейм 24 февраля 2022 года заявил, что видит сходство между аргументацией Гитлера при оккупации Чехословакии в марте 1939 года и аргументацией Путина. То же самое отметил американский историк Бенджамин Наттанс, добавив, что как Гитлер был мотивирован поражением Германии в Первой мировой войне, так и Путин черпает мотивацию из ощущения национального унижения и горечи после поражения СССР в холодной войне и последовавшей потери России значительных территорий, входивших в СССР. Американский историк Тимон Снайдер отмечает сходство между отрицанием Путиным существования украинской нации и представлением Гитлера об украинцах, как врожденно предназначенных для колонизирования. На соответствующую действительность риторику Путина о денацификации, которой тот оправдал вторжение в Украину, Снайдер называет вариацией большой лжи Гитлера, нацистской пропагандистской техники, суть которой в том, что если политический лидер повторит колоссальную ложь достаточно много раз, то люди в конечном счете в нее поверят. Издание CNN отмечает, что Путин совершает те же ошибки, что обрекли на поражение нацистскую Германию. Историк Андрей Зубов тоже в статье «Это уже было» сравнивает действия Путина в Крыму с аншлюсом Австрии Адольфом Гитлером. Историки находят, несомненно, общие черты развития современной России и гитлерским Третьим Рейхом. И, по всей видимости, в
вполне справедливо, так как целый ряд черт обоих режимов близки до полной неразличимости. Заза. По-моему, я читаю дальше. Британские журналисты сравнили массированные обстрелы мирных украинских городов российскими войсками с лондонским блицем. Этим термином обозначают бомбардировки Лондона гитлеровской авиацией в 1940 году. Тогда только в один день, 7 сентября, столицу Великобритании 2 часа без перерыва атаковали более 300 немецких бомбардировщиков и более 600 истребителей. Размах и уровень разрушений в Украине после нападения России можно сравнить с теми, что были во времена Второй мировой войны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает News Voice. Он также сравнил Путина с Гитлером, отметив, что Кремль использовал схожую риторику относительно якобы несоблюдения прав национального меньшинства и призывов к отделению территории для начала вторжения. В риторике Гитлера и Путина много схожих моментов. Оба диктатора отрицали, что навязывают силой что-либо другим странам. Вторжение в Польшу Гитлер оправдывал тем, что поляки якобы преследуют этнических немцев. А Путин объяснил войну против Украины так называемой защитой русскоязычных жителей Донбасса. И фюрер, и президент Российской Федерации заявляли, что не будут воевать против мирных жителей. Оба солгали. 13 марта 1938 года Германия, которой тогда руководил Гитлер, совершила аншлюс Австрии. Спустя 85 лет действия фюрера повторяет кремлевский диктатор Путин. Сходством также является один вождь, одна идеология, одна партия. Чем более примитивные лозунги, тем более им доверяет масса. Хотя Россия и сам Путин используют в своей пропаганде по Украине термины «нацизм» и «неонацизм», факт остается фактом. Кремлевский диктатор Путин копирует действия Гитлера. Так что он также обречен на поражение. Это очень важно понимать. За те действия, которые делал Гитлер во Второй мировой войне, был Нюрнбергский трибунал. И сейчас очень важно, чтобы был трибунал против России за массовые военные преступления в Чечне и Украине. Политика умиротворения агрессора, политика, основанная на уступках и потаканиях агрессору. Политика умиротворения агрессора состоит в урегулировании искусственным разжигаемых государством-агрессором международных споров и разрешении конфликтов посредством сдачи стороне, ведущей агрессивную политику, второстепенных и малозначимых с точки зрения авторов этой доктрины позиций и вопросов. Долгое время увещеваний при совершении массовых военных преступлений России в Чечне привело к тому, что она вообще пересекла все границы, понимая, что мир не будет действовать с максимальной решительностью. Путин и его сообщники вполне понимали, что Запад ограничится осуждением и беспокойством, в крайнем случае наложит на Россию санкции, но не будет вмешиваться в конфликт напрямую. Однако при этом захватчики считали, что им удастся захватить Украину через несколько дней, а до получения Украины тяжелого вооружения вообще не дойдет. Но не случилось, как думалось. Козырем захватчиков для принуждения Украины к перемирию является ядерный шантаж всей Европы, и он стал возможен исключительно потому, что русские никогда не играли по правилам, а мир молча за этим наблюдал, как это долгое время происходило в Чечне. Это было не просто умиротворение, это также отказ от хваленных европейских ценностей, ЕС. А без своих ценностей Евросоюз не более чем группа стран, обладающих несколькими общими институциями, процедурами, а также имеющих общую валюту. Именно ценности, приверженность демократии и правам человека и отказ от империализма и колониализма делают ЕС значимым и достойным сохранения. Заза. Результаты умиротворения России привели к широкомасштабной войне в Чечне. Чеченцы сопротивлялись героически, несмотря на то, что малочисленный народ. Они смогли в августе 1996 года победить эту империю зла. Чеченцы бились одни, когда весь мир занял позицию России. Восток угодливо и трусливо смотрел в глаза
повторяя как мантру: Чечня – это внутреннее дело России. Запад реализовал программу Realpolitik, делая с Россией бизнес. На крови преследовали и выдавали России чеченцев, такие страны, как Грузия, Казахстан и Украина. Им казалось, что эти злодеяния, учиненные в Чечне, их не коснутся, если угодить России. Поэтому, говоря о преступлениях этой русской империи зла, эти народы стараются не затрагивать те трагические для чеченцев страницы истории, избегают упоминания русско-чеченских войн. А о преступлениях России как будто сговорились, начинают говорить с августа 2008 года, начиная с событий в Грузии. Им неприятно вспоминать свое участие в нем. Даже взрывы домов своих граждан Кремлем, совершенные российскими спецслужбами для поднятия рейтинга и начала войны в Чечне, не заставили Запад подумать, что имеют дело с опасным врагом для человечества. В Чечне погибли лучшие сыны, и у чеченцев истощились ресурсы. И это привело к прекращению сопротивления, что позволило России продолжить имперскую политику расширения империи войной в Грузии, в начале которую обвинили саму Грузию. Кремль, почувствовавший нерешительность цивилизованного мира, перешел к продолжению имперской войны уже в Украине. Для России после сокрушительного поражения в Украине при массовой политической и военной поддержке Запада наступят тяжелые времена, чем и воспользуются чеченцы для восстановления своей государственности. Чеченцам предстоит исправить ошибки, совершенные после гибели Джохара Дудаева, когда после победы в Первой русско-чеченской войне в обиде на Запад некоторые политики, как Яндарбиев, Удугов, Халимов и другие, запустили в республике российскую программу религиозной радикализации молодежи, подготовленную ФСБ совместно с Дугиным, в чем он сам признается. Эти чеченские лидеры оказались проводниками этой программы, подкинутой им дагестанскими работниками российских спецслужб, как строительство исламского государства, что помогло России подорвать имидж чеченского народа и навесить на них ярлык исламиста-террориста для включения этого народа в список международной борьбы с терроризмом. Европейский Союз должен прекратить стратегию умиротворения России, являющейся центром оси международного терроризма и агрессором. Бесчеловечная тоталитарная система в России внезапно преображалась в устах некоторых западноевропейских политиков в идеологическую альтернативу. Приверженность политике умиротворения парализовала Запад, когда в Чечне уже свирепствовал геноцид, прикрываясь расплывчатыми заявлениями об обеспокоенности и серьезной озабоченности, что способствовало продолжению агрессии в Грузии и Украине, что стало результатом необходимости огромных затрат Запада на современное вооружение для отпора полномасштабной агрессии России в Украине. Как описывала ситуацию в Чечне Анна Политковская, насильственная смерть, похищение, попытки и бессудные казни в Чечне стали почти обыденностью. Европа в который раз за последнее время продемонстрировала циничную верность своим двойным стандартам в том, что принято называть правами человека, а также то, до какой степени ей безразлична судьба отдельных европейцев, живущих на ее территории. В Чечне в 2003 году был прекращен мандат миссии ОБСЕ, будто бы финал войны. Никто там больше не нуждается в международной защите. Что подобное значит? И что будет дальше? И был ли толк в этой миссии? Европа уступила давлению. А если быть предельно точными, Европа позорно и трусливо отползла оттуда, где надо было бороться и настаивать на своем. 2003 год не был временем окончания войны,
а стал временем перехода активных военных действий и тоталитарное перемывание народа в застенках концлагеря, который Россия превратила в Чеченскую республику Ичкерия, огородив ее территорию по периметру. Закончили. Путин, у вас если попробуйте кто-нибудь вмешиваться в яш операции на Украине. И я имею в виду, и посмели же вмешиваться, да, герздала, шаек, лурью, бага. Так, соотношение сил дюнян шутия, от сраскш, дег смело елмеги, тяс ларлур кхила, ницец ларлур буй алфиет тяца. Лемуду тяцига. Руслан, хадер, их государство, спецслужб, шахуда, спецслужб, что мою, не то, что у себя внутри, внешние спецслужб, шмосу, пачалшка, воуши, агенч, мабуцер, моссу юка внедрить бина, моссу метя, шнырять, дешаю информации, добывать, ешь. Хадер, хушцальш. Кар, лило шейкшейца, военный, хитрость, щук, дунину лило шейк, ну, да, конечно, обидно, воин мала архум шцахелар, ну, шей дуалил, шмауи шевик, сондейл, аккуратно, да, шей развитие, шей государство, шей аш был наан, бакет эмш уеш мабаци, цажима 50-50 хилчи, реза был, шей берч беш, аш маю пачалх, шей, вая, отюка, пачалх, йоч, ума йоч, дон, долди, лавайн, обидно, дуй, وين ما خيتهم شتاولك شتا وين لوك وين ما ديزر خلوش دلاري تخوري يستيق خيرت يشت. Короче, Путин обломаться, дымется. Он даже не прошел у нее и гопник и клирбар. На понт взять бордуй. Чахца дели мертвцу. Сейчас, конечно, хлебнуть только дутяк потихоньку Путиник. Жим будет выворачивать шею. Очень декердать положение. Явно ядерный мотор, он делал, да, шердок блефью. Ядеркам я не верю, ядерку. Это просто так русские пугают, чтобы внутри Европы американцы шарахались население, я думаю, чтобы панику там вызывали, что аскшсан ухтац латали, то есть маневрущую ядершие, там это аудалом дуй. Никто не будет стараться. Ставка будет волшая, нюка, мацал это задавить на это Саудия, Богор был в чуа 12 уличу, сан куйха это чуко синш сам бош копейки бу хайо аустер бу границы. Это два кадуца и рук. Уже церемониться не будут скоро. Правильно. Перекупщик, бизнесмен, генеон цер. Тактик yok цер. Ca mach, ca human mach хватич. От мах шейн и мах балита. От шхватин был мерл 3, 4, 5 раз выше. Мах олак цер. Первый ход yok цер юх покупателю. Hulildo otsu muun duyordu daveli qaadedu laadna delao
اشتي أسطوب كي أسهون أولي ده تبتي غون كل شاريز والشاشي دك شو أخواتك بالماختي واوالوي اشتاچو توختار بيزنس مانش بيريكوب شيكش اشت إتاكتيك يو الخيطسون قالي لوشيك هنز وت مكرون ستاب قواسي اللي ترقيتي عشاش أوكرايني شو أوردو نادين واسقش تاني كروتشي هرق دي دوشاش وجا دي دوشاش ياو они проверили реакцию России. Потом, ладно, короче, ишь да, ну, наши военные там будут. И Россия успокоилась. Ишь тактик, шукца, лило, шинц, и ишь войска, штик дига, туа ген кваселитер Макронс. Когда дир дол швача, просто войска, штук шву, но он сказал, что сейчас в городу бой вступить в дуэл. И посмотрели, проверили реакцию, во-первых, и во-вторых, чтобы войска в города целит. Движение, юхан, ладно, просто как миротворцы там, и тут войска идут сега, Киомадир дача, все, Россия заткнулась. دي عرشار سي عرشار أكوراتنا شاي بتومنا مخدنا خوداش يونا تجوز كاش قسم مكرون ولا عميلة ولا عودة المواتي зачем ему опсал рисковать и что нормально держаться до ложка так ты усугубить это дело вообще выгодно яйца на данный момент размер санчо санкций шмы России ван масанха يشا رسي ديك потенциал шметтагю хаз нормально там он алдич вообще народец байла борш власть вошел имперский замашк шваехкан а так хазех санжу Россия волк штатский баш фантастический дик это Путин и Путин это самое или от Путина возможно сделал предложение Америку он дальше вечно Америка тоже и Палате тоже Израиль. Да, в любом случае Путин он же муцахума и чтобы вот это твоя до аккорды на уже говорит сахаш тот что да довал вот это это цай вот это переговор алишта а дерзур до алхиет солнце может сомнение срез мегнах но там ядерный план бэкан сам вот эти войска шагатана им вообще за худер мадуи Сам до Европу, но надо отдать должность Макрону. Я очень недоволен был ему. Но надо уже отдать должность свою Аллан, что уже. Никто это историю Богу. Ну, последний современном истории. Саму Ялум дати. Хазнея Санчо, он показал, что цакуя швоте дуй Россия, цакуя пугать это очень мне понравилось сегодня выступление. Как бы что там, может, не было политически. Но он смело это сказал. Саму цаолш лягчитал. И во-вторых, границу уже хазгачал плотно подтянуть несколько. Само с диабет будет закрыть надо. А те России, которые сделала на вот эти азиатов, вот эти мусульманские страны, которые ставку сделала через это, ИГИЛ свою крутят по миру. Вот пусть они вообще братуются, а потом как проголодуются, вообще свое покажут истинное лицо. Агойтарю. Да, что плотно эскер да поватин, что да из Европы. Пусть там внутри Хадичана было, да, что Арбо, что Китай, сам сердце, вообще передерутся. Россия, ата Ильяс Приднестровье, Хацаюш.
Что-то из Сербии что-то там говорили, надвигается в Сербии. Я так и не понимаю, что они сейчас эту карту хотят разыграть. Смысл ютица они разыграть даже. Начинают. Ну да. Чего, Серма моя сент мешаешь будешь, ты не строишь. Просто вопрос задается, если новчичу, хотя и умлели не аду, и метилшина. Ца клычок земли, что уже застрятинцу хотел бахшина, мирин бюхал мишлет лурьёш, метилш. Интиата продовольствие, складыш, крысы как начнут бегать. Вот единственный урожай этих жиммал по югу, по яхлушьят, хотя она урожает, юлшьят. В конце концов, потихоньку закроют. Других помощников заставят тоже потихоньку одуматься. На банковских вот этих системах все полностью заблокируют. Чаще бы собой связаться, был двух кубиш. واخر هو ندين شاين ديك هو خير دو قار وين تسوي خو شاش مبويش سيرونا شاين ديك هو دو Ой, рейс дука линчина. Ой, он ждать. Нам хотелось бы утихомирить этого Окунден, медведя Аской. Утихомирить инхаз правовое государство, хочу балин. Хаз межгосударственные договора, хаз выполнять перса. Думаю, что уж алатам туори богш. Никакой сосед спать не будет нормально после этих слов. Цанник ответственный почашек набил маят и умштыч. А пьёчу худадис, шип амман, кирам тебеч. И халсу штуич, сплотиться, да диес, цивилизованные люди должны сплотиться против этого зла. Иначе без конца горел, что и зло. Пока ее дают питаться, зло будет продолжаться, и России снабжать мяли. Россия никогда в жизни правовое государство наурил сейчас никогда. Все время гопником будет заниматься. شو عمود وهاي أصلا ويتاه دقدوشون حول شمتي رأيو قيش كان يتعتنا غاسقش نبدينين سادوجيني يوللش هو قابر شو مك انتي بوش مقونا بوتلت هوني عدينا غاسقي وعوش بو يو حول شاتيله تعمدش دالك بويلش دون إيبيك أوتي دون هر نحيز بويتون عدي نقدويت باش دقدو آخر دقشد إز دو كوزا اشتناگي نبولش خينا نرمال نخولي توام دوي يو شين تيما بيني أتاق إز دابيلو إشت وين تعيدولش خينا نرمال درقان مثلا هنز أوكرايني قاتشة قيدا بيش سجات ديش بوين سجات هو دينا تابيريغا وور شوتور بوتور تحساتو شخير بوش دون دو قابل ناخ بويسا نيت что бы и опасный почалкою финс конкретно цаистцаяхка прямо из Украины соуца баш قالم دنيا نبالي دير دور بوقت وهم خيربو الأويلين هم تصدق هنز قاريو أشيب допустить и خيربوش بقون قيورو بيا уже دقمتش чу يتش ركيتش هم خير دقون قار
и ошибку допустить. Последнее выступление после Крокуса, но Путин в Твери он сейчас госпиталя с летчиками встречался. Сега думаю, что да, у нас это он багаж, да, терполи или бож. Дагасады нет, вот ядерное оружие, твухарюся лиром бож, бич тогда, если уж такая лиры, например, хуйкетаешь, ванда почалш. Демократические. Европа поняла, нелегативные валта власти сагальдас. И пока не раздербанят уже юбой басишь, не собой бас. Пока если они оставят как есть, бита, режим чусама диня, война динна гиду сара. Европа урбу Украина хайвакарю. Если они оставят как вот заморозить я даже и конфликты, уже, по-моему, и там политики поняли это дело, Европе, что Америку, вот, да, Европа не захочет. Что они ухаются, ну, реально медведь. Да, идут. Россия не сможет существовать, уля, ниц был почалкиваешь. Россия не гундячи, геополитически существовать, должен яцы. Без гундячи. Китай ног үцүнч о юалшил. И сбоку юал, Запад ног үцүнч о. Она хочет как-то состыковаться с Китаем, выиграть Запад, а потом за Китай взяться, потом эти чурбанов задавить, дующие, мировое господство, мою тебя, как раз-то однополярный, гош был лоузрячбеш. А говорят, люди многополярные, политик. Это вранье все. Гокара хилцани расты, хилцани ше уктаряч. Породно, волшно, гоша яхцарьеч, юкер политик. Стыда нету, напрямую. Она не сможет существовать, уля, он почалшилш. А гоша Европа, как-то, если шейкам тяха, шейкам дубол, что ногчичу, алин был. Отцо, идяш был шейкам тях. Уэнт я худи дукаря. Ну, вообще-то, всю жизнь лечь мабуй, швеч, немч, знахя, дуй. Так что это издревне хайош проблемы. Османский империя, юген аяхтерца, османский, немецкий. Юген аяхтерца, вот эти игроки, передышки на жемчах были ровши. Но все равно будут дальше продолжать бороться. Так что цивилизованный мир, сторона цивилизованного мира, кто хоть здравомыслящий, того брать надо. Он делает все эти вот эти русские исламизмы, раски, китайцы, вот это проигрышные варианты. Это мракобесие без конца, геноцид, чубюр, что позборш. Вот такая политика только будет. Да и история это хорошо показывает. Гитлер по Европе масит почалк оккупировать и ад майниош хумацадеш, цуайна айна ад. Йоц Польшите. И Польш қоуса қойсин доудел мадуйцер Сталин и цуни из Польшите қачал ши союзник хилмауиши. Хилак оказывается украинш гучца дехна суни хацайна. И Польш қоуса қойсин доудел первый Гитлер телехтацон. И потом началась антигитлеровской коалиции и целяри ласкиш проиграть деш модерцен Гитлерин. Там ласкиш еш победе на бош и еш бют на самом деле от коалиции юка масит Америк, Англии, масит почалк маюцу юка хил царь инзаре дух. Даже говорят, что сам Сталин и Жуков признали Америк, ну Англию, ну царь оцадиняшеш проиграть деш, до 100%. Почти дик России, Чуба, Москва, Чукоч, добёш, малыш. Иш метца болш, цуэна и бок туам балик на царь дать. Хинца ду из
Мурат, Салам Сталин Маршал, был дома готов Серега. отдать до Урала, готов был отдать, ЕГЭ уже подписать, до Урала, да, Махали стали. اليوم بياخذني غادي يدوش عشان لاتي ленд-лиз герзы удуш عشان он был готов за Урал уйти и соскочить. он вообще был в прострации и ни с кем не разговаривал, чьи дачи, несколько дней вообще не появлялся. И вообще не появился бы. Дальше Гулабель, Ворошилов и там Хрущев и все эти, они собрались и как бы делегации поехали на это Цундачи, где он там в прострации, депрессии сидел. Поехали туда и выступить-то уже сколько, несколько дней идет война, а гор с динамикчур, гор рюкчур, холодильники, утюкчур, и камер шел Сталин, внезапно там был, больше молчит, Цундел ишца. Они уговорили его выступить. Я просто хотел одно подкорректировать. Мураду интересный, и там есть еще более интересное. И поляк, как бы Польша разделить на царь, немцы забрали, и это западную часть, восточную Русня забрала. И потом не за Польшу садали, Польша как бы Бартхилацер, эти забрали это забрали те. Сталин еще потребовал Румынии, Хало, там и Северной Буковина, Балтийский бас, как это называется, Албании, Сербии, югославские страны, балканские, совсем раскому отбить, балканские страны, еще халошен бош, целый тептер язин Гитлерин требует, я нахила Сталину. Представьте? Я от Норвегии хочу туда-сюда, уже ахаметин. И вот этот Гитлер пишет, он же когда на Советский Союз нападал, с Бадуна Сталин санес, коммунистический режим сандешмовати, шейх Амманца отчет шукай, зачем он вот эти действия предпринимает в медиа, там, в газетах, по радио, да, алди шукай, немецкой нации, зачем и почему он вот это делает. И вот как раз таки перед этим Барбаросса план наскоряк набросить им. Гитлер объясняет немцам, что Баливаль уже дохомдоч, они и это потребовали, уже десятки требований от Сталина, и мы не можем с этим дальше мириться. Мол, вынуждать. Он видит, что Сталин готовит наступление, что он там ведет эти закулисные переговоры с американцами, с англичанами, то есть опять-таки Первая мировая война Дагахмаюй, Гитлер, он же был ефрейтором на Первой мировой войне, получил награду за храбрость, газовой атаке подвергался даже, раненый был там, и страшная окопная война, и Первую мировую хилил, беспрецедентная на тот момент. Цаат Эла Цауаш и письмош от через Туамбючел Палештело Дайскиядиш, и письмо ше Дайскиорду Элт Элецелацу Эц Цигала герой Елохила Церцун. И что дюнало, что так вот, Сталин, Цунга, уже Баливаль, уже надо его самоубийственный махете. Он знает, что Англия и за Англией автоматически Америка будут им помогать, если он нападет на Германию. Так ищца. Со план не на два фронта он балуш сахился. Он понимал, что в Первой мировой войне хил враг мою Англии, Российской империи, Америки, Канады, сам хил мабуй против этого, против Германии там и вот этой Турции, Австро-Венгерской империи, то есть этого тройственный союз, будешь. И что ты должен автоматом Первую мировую нахил солдат воспринимал Россию или Советский Союз, трансформировавшийся из России, во врага.
автоматически, что они будут с англичанами шашни делать, с американцами, и надо их как-то нейтрализовать. То есть он на ва-банк пошел. Маршал Ламасвега. Пошло. Своим приятель Алмега Дарьяс. Виспел. Демократический россиец ахилла я сехикяц. Амел долгума шихена Джахар Дудаес изложить динду. Войла мел что тахушек магарите политика мел долгум доза саню халки чаквен. Хотя бы правовой дирекцию тестимони из Саядич опасный почал их глаза, хотя по всему миру надо. Вот тахан дющил я положение с Украины специально да бахбаш хитсон и том бы украинец российца был том бы чтоб экономически хер вы первый том чахбош модель хер Советский Союз юга шел разложение армии мусульмана дуй экономика мелдулма das der юрт майери сет ну реллерок юрт вец реллерок экономический и что экономик специально я он бахбин потихоньку войнам со всех чахба аргументов шара все равно идет война хер экономик югош лилош хитсон он бахбала дуй а потом уже сами они должны будут прийти к правовому какому-то диалогу и всемирной мировой государство забарться бац. Но Россия в таком формате, как сейчас, она не будет уже существовать. Да, по всей видимости. Все идет к этому. Не жизнеспособная система. Да. Висфил. Ты сосун целая заруна. Просто ремарки, Мурат, дальше веди. Советский Союз, нефтен газен, санкции шматюри западу. И санкции, что он чулт, экономику и реалию лишь бюджет, лахиалю лишь, и они не смогли дома удержать шею территорию, второе царцер. И что реалию Советский Союз. Из хинцаду, но полный эмбарго сонает раз сигурер процесс цатил почал шинца газ нефть üetçü цергер но yorah üetçü bu ну да ама бог аккуратно из-за дуцига ресурс реалеш на истощение üetçü цери ну да войн момент сразу шара Россия цистяклурят Россия ويمالجو وينديت لوش ويديتر Россия yok почалкю ниц обученга шинка шара минимум держаться долларов. Но в любом случае кай тулурдал хум датцер тулурдал саам дат и население от России ашел население очень положение тишло с каждым месяцем, каждым годом, потому что цун на войну дукахч мадьези цун миллиардами долларов ахч диез цун на войну, так и ахч чуёшел и доход цун России и царь
производить тешь цаумаят и газ нефть юахкардоцуг. Отсюда кайрмосу ауар и санкции шияч массер дахие дош сиецуаш уечир. Это уечер за бесценок бяминц. Уечоч это все уходит на войну. Мурат, Икам дукцига единственный, да, царь, метал дел, я не знаю, уверенный, тиеш ворсоюш, хотя бы хинцму, не метрию крюшел, но какой там пока молчат. Демократический, царил джеря целу, شين طلع تشريز نخاتشو خليه زريخ دقشواي империи خلاع чисто демократически Россия будет через 2 или 3 поколения. Так, дунянчу ялю поколений. Вот они будут, если сейчас мир изменит Россию, хотя бы поставить строй или правовое государство, они тогда в любом случае про империю не будут говорить, хотя что и дагчуа и хила выхарбат сондельши. Внешнее управление хирю в любом случае России цинц. Он дельш кар эльштир бола санкции шдаю горят ките и лаглет латварма будет цариш в любом случае, когда там будет изменение, новая власть. И поэтому придется хинцан зомбировать, кормить бешвас, хуются ушел реакцерк. И поэтому через 2-3 поколения будут демократами русские. Новые дунянчу было. Шхирбу. Цондейлы кар строю джовар надо, кар и строю хватей придется в любом случае хотя бы притворяться демократами. Вайн хара и притчера. Дико запастись дает на цег. Моссу аур, нефть, газ, амел, хватает чурмелю, ресурс, арио, шкана, чутур, шеер, запас, миллиардами, триллионами, шеер, за границей, куза, анадахан, ерхер, для себя экономнахан, не цану, для албыла, шпуйцер, бизнесмен, шпила, вожила, экономик, цер, кисан, штахна, дудюзн. Это быдло считают уже. Ёж, хузар, там водка, да, Сало и ахч мелдук царь затарится дня от тому обычно от ламбоч государстве сан чула десятикратном размере, дама узит аму ахч. Не, вот, сунде, свободила. И еще плюс, сейчас в России нет патриотов, которые, да, балансият ламба. Сейчас 200, 250, 300 тысяч ахч мадуй луч, цик туамба белхчан. Поэтому и дукахч мадуй цик датат дешдик. А Великий Отечественный война бож и гарзнишух Гитлер туамбечхайна шавек за бесплатно патриот швосинце бож мадат церинцдик. Цондейл ахч тедох чула алсам дадуеч дуцер. Тео шайл продукт кидек дунянчуа уеч ашма бариш. Из-за сацина придется самим это все делать, короче, нагрузки маятные конкретно. Но Путин заранее долгом дуйкера держит, независимый, цахумадать Россия, вообще контролирует вещь. Цундейл, цу икам ши демери вахтауар долш, дуй и ши амбиции шбаня. Юхцаволш, короче, чо нервничает, мадоцой украинч, курцаволш.
Что это, Украина? Да вы что, господи, да это же Украина. Мы за 3 дня Киев возьмем, бош, царь, кыстелитель, камилш. Иш дагчу айт малой царь, олук цаулшейн, махиет. Ну, когда украинец, ты слушал, Украина, ты ваш, мел, хрич почал, оружию, химоца лучше, хер, запаш, Аллах лущу, сундел, бах бинабуз, это специально бах башбу, там, чтобы побольше время, духовно медлят, каждый день там, насчет каждый день, да, шмаду миллиардами, и еще вот эти вот санкции. Ну, сан результат, да, нет, Сунхи, Гейн, Бахлук, Буэлла, Цахир, там, в этом году все должно решиться, посмотрим. Цик удора, холодная война была. Гонки вооружений, СССР. Тут я уатайнер, СССР, нищий. Ну, хорошо, ладно. Хорошо, уатай был дюнян, ла. Та проблема, я там, ой, халма, дицера. Это связано с ядеркой. Из-за ядерки решить теряться потихоньку. Но факт, что ой, ночи будет, вот в этой ситуации, как себя вести, вот это очень важно. Сохранить тордуэй. Наша цель такая должна быть. Мы не должны за какие-то интересы, мы не та нация, которая можем какой-то кому-то политически диктовать или менять ход событий. Сундела атавиез каждый ночь еще атавиез. Тихо, тяан атавиез дуй. Заниматься пока своим делом. Нам не надо лезть никуда. Дуй. Цан метти, цадюза лоится, вез. Ой, лето уже. Инца, ой, гейт на дюнян дуй, что мы чисто цивилизованным законом камял дадье, что и все. И все, вот выявлять вот эти подлецов, которые ночикам, там и чукисряч беш, буй, чукиш беш, вот эти на сегодняшний есть, которые все они. Вот это выявлять народу, объяснять, что куда нас ведут. Амма просвещать тогда, что ночи. Есть такая возможность у нас сейчас просвещать. Каждый чего просвещать тогда есть хадать. Есть многие, которые зомбировать бина быстро еще и мялил мракобесии, что есть на земле свобода, что эти те же, которые устраивают мракобесие в своем доме, сами наслаждаются, и наслаждаться, именно от скомиц и кам там и чукуш, что вообще йочел, вообще я близко бочбо, мостриш беш, специально и баркш, дакол деш дуй, и кам пенсии те хошин дуй, ногчикам. Посадили на пенсию, все. Просили пенсию, хильчан, пенсию лучше дается, а вот им дали сейчас пенсию. Вот и все можно на них вытворять. Вот. И что надо нашу надо искать интересы каждый. Хинз подключить биноцаришку Европе хабахкитна. Хок сайч чубяла, кусайч чуагойон, шай магул озгасқыш тири хок хинсох дүйч дол хол тири атлеч баваш чуалгы граничи, алгы бючи, провокационный умш моссу чайч чуалил вашку чуам, цалил дойтер цергюш. Подключить биндуй, моссу ауар, шай главный проблем, шай главный мостов тира. Atlēķi balēķi, bobieši būšok, čulo bīla bija masu metēdēt. Ko jūru pēbu habēkin šort. Ишт, бобieši būk, no мы понимаем, что Холланд сагатдеш būk, что. Самый сильный по шапку получат религиозники.
Везде, по всему миру. Все, кто вот эти бэхца, пофамильно, поадресованно, уж больше бы уже, они в анкете, как бы они Рошен уже не придавали, да, скоро начнут Рошен, Харвари, Совацари и Вари Бош, когда вода, цунами приплыть к Мадине, начнут они, это факт. Сам мы чего гункетарилш, уж был. Все время эта партия предупреждает. Атие дадол шей наник хаждек хаж шей семья хаж все отдыхайте по полной программе. Отдыхайте шей лама шей чуадия дать. Не лезьте в политику. Атие бог. Цакия чвега рошена это смет наш дяш рошен сдавать дяш рошена килунч яш табилут будете. Ну. Мы, главное, предупреждаем их. Да, Иман, все время 24/7 мы сидим здесь, предупреждаем. Сейчас Жимма Хайкал Дега, верните стадо, чеченскую стаду. Хочу дюл, Бог, Кузаха, четко сформировать демократические линии, то дау, ибо путь ячину, диндис. Махакит Халкамио, идеологии, быдлиги, молоздые чеш. Вот это мы призываем, это точно. Кто не понял, тот поймет. Что ич, дежик хигмадец. Бош болба Айман нахмабац. Да, hitница надо болба иди копать, другое сделать, на работу устроиться. Эсмет шей вошиш телефон, что шей бригачин. Жетё. Аназманши. Эомонш амин эцигр. Веш аж давай метигюшн цик хабоам. Хайрхунц Сандина дехне маса сэр санкиран шинкиран дадахита сэр что хоз кисан хума йол диктор вошахка таин занес ирахис мелчан масан всем они знают где как зарабатывать хотя лыкелердица ва якты гешин диошбу Сала, и хума дать, шей то бью, и хума дать лита. Мы не имеем права никого, ни религию, ни других, просто политику не лезть и все. Политику нет, солилишь, это, ну, политику не лезть, да хайх шмабуешь. Вы должны быть здесь находиться, вы должны завтра там находиться, здесь находиться. Лилош, мабош, не просто так. А если они будут дома сидеть, машин сюда это у них работа. Каждый день уж отбитуш мабац. Это я согласен. Да, что-то, да, улыбаться, что и? Нах, домой борг, да, улыбаться. Мацу, бож, хамел, что и? Положение куда и к царасу его. Самое главное, эрбюлаш, хотя бы за кордоном, хотя бы они не слаха, хаос без жим паргату юку, козам Михаила ищет царва, да, аж пеше стих, шей что ашбу, ну основном вот так вот. Тихо, эту волну надо, уэн хумгедоч, кидуй, амаси ужерет, чуэн ире, волна атабиес, ну вот битами гасен. Тало, холвер вистрелвер, телефон, микрофон отключить, я стала храп, шазонов, чоха. Tjurdikel, Вицвельдирсу. Salo, Да, лизи, духя. وي خطر درس hören. Weil صح имеешь штат, باش دوش studенты, я имею в виду, не школьники.
Ишмяшки, массу пятница обязательно надо пойти и там молиться. Ну, Ажал, санюрта уксу аж примерно чечно. Я работаю где-то в Грозном, ну, прикрепить воко обязательно аргуни, межги, урлами, хельвесали, обязательно вот кто-то туда едет, кто-то в другое место, прикрепленное уже, а болговую, все. И студенты, они тоже вот ближайший городской междик швырлам что студенты же дексагас а так работник они прикреплены к определенному междику. Если в одном селе живешь, тебе надо за 20-30 километров ехать в Ирландии, попробуй не поехать или работать. Это. Хагуш дол сурт ишду цахахи. ну, когда в религию отстепан ударится. Кошмар какой. Религию ударится, дердас, если ты работаешь. Вот тебя закрепляют за определенным мяждиком. Тебе надо утренний намаз обязательно туда ехать. Вот у тебя Да, там выходной. не общаться, да, царь? Да, юрт мяжги, а чего еще уж? Мы, кто работаешь, обязательно надо ехать туда, куда они определили. Сонха уж такие штуки. Сверлыш. У меня знакомая одна есть в Москве, журналистка. Как-то мы с ней созванивались, и она, вот как раз история с Крымом была, когда они сделали референдум там в Крыму, и как бы сколько там было процентов проголосовавших, чтобы выйти из состава Украины, не помню я сейчас, не скажу. И она 117. такая, да, 117. В общем, она говорит, ну вот они же сами изъявили желание, она мне говорит, что они хотят быть с Россией. А потом она проговорилась в одном месте. Ну вот мы теперь Чечне показали дорогу, как это можно делать совершенно тихо и спокойно. Вот мне кажется, она проговорилась, когда она-то знает, что я чеченка. А что Дейлер и Цунгар. Ну, я сделала вид, как будто ничего она там не брякнула. Ну, вот подождем, пока проплывет труп, так сказать, врага твоего. Все это. Вот. И потом можно будет, может получится, хотя мне мало в это верится, пессимистка я, одним словом. Бекам дикумю, бекме хачо новчикам сатес дуи кызыл юй, папа хазчу бекке. А учение, ну, вообще-то мне эта война наша казалась учение. Учение еще. Мне не казалось, что явном крупном масштабном учении царь я ешь камтя сопротивление и чудовище дюхал. Они такое ощущение, что каждый вот этот каждый админ солдат уж мабацевич вооруженный. Да и было сколько все мялил армии России чуен ялбата хейцалуш отдыхать деш войдой дойш казал майнаца. Вот это возмездие я очень рад, и что это штагучи дуется от я. Джагару нисол шила, кажется, он знал, что Шахараска хатачи атырил шиоти.
Инсан по шляпе туршерцам, по шабашке, по шляпе получает. Что дикду? 1,5-часовой Джахари, 1,5 часа, Ючух, час 29 минут. Цун ладёхчан, цу полностью осмысленно ладёж. Ашадул гумдуй, мировое сообщество, вайкомана разложить. Разложил он эти все карты. Хиетчун, хиеткуца хиетчик, цуазбагари, но он разложил эти карты. Осмысленно цун ладёж. Все свалы гумдуцу, хадючты вы. Я думаю, сейчас, надеюсь, его весь мир слушает сейчас. И каждый президент его слушал. Цухет бяндал, гуман. А ты думал, что ты диенакер. Ты думал, что ты диенакер. Это. Пока всем миром не основит вот это вот назвать Мугигери и держал весь мир потрясение, что я Хайал Мадуис. Потрясение, что он ел щуку, потрясение. Может быть, еще больше будут. Люди Кирмасери, касательно русского нацизма, именно на самом высшем уровне отцов и брат 2 культовый фильмер Балабанова в начале 2000-х. Чисто нацистский фильмер, юхтул целое направление юмора. А я лица по ТНТ постоянно и гастарбайтер, что джикш успех унижать пеш. И, наверное, Россия редко где возможно такое, просто издеваться над другими. И вся страна смеялась. И Уолтона Юха Сира Тонбельшхени Тига, я заметил, Ишайл оппозиции демократии в Беш де с Путине претензии в том, что он убивает невинных людей, там много жертв и так далее. Единственная претензия у всех была, что бомбы дорогие, там вылеты дорогие. Ну, это много денег уходит на эту операцию. А так о людях, о жертвах никто не говорил. На давних пор Путин противник Буки Бубу, что Европа Ашполнах именно шай чуахабол, скидабол, шаз, цар, цандак хир, цар принимать еще критики отцук, и нацизм в Уолтонах. Именно прям нацизм критиковать чаще, от раз, как оман, начаш дезердоти, именно и момент, что даже правильно толковать его царь, именно в политическом смысле. Шейн выгорел же. А сейчас уже Уолтона берег доглош бенш, хищена доглош бенш, хилохо хюро, пехкиша, дайте хренах, короче. А вообще да, это Украина и хилот. Вообще да. Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, все халбы, старые коммунисты еще сидят в управлении. Это ваши ребенок, мамаси, штанючу, их президенты, я имею в виду, царь, шей, кома, лейбинах царь. Они готовы пожертвовать своей нацией, чтобы удержаться у власти. Шейхом лейбин, как рыбы в России, обязательно наш был араб, шхитё, узбек, таджик, киргиз частями. Единственное, Казахстан так более-менее держится, азиатские страны.
Миск нах бухош, цигар, дым, дождь, кус хочу бежать, кайра, и дождь, унижать, больше даже ушло конха, либо что нацизм, махчур, реагиация, нацизм, как делался, нацизм, как еще, унизить еще, это, как силы нужны. Ну, там мадахари, отбьете вас как глубоко. Это шашми, и амцах есть. Ну и что в униженном положении. Еще то, что у них там 23 февраля это праздник, это тоже просто показатель Украины. Нормально, пачка хили шум, да, коррупция. Да. Да, мы всегда хотели, что слабый президент Дарбецерова, чтобы удержаться у власти, Шейхомах, Лейба, Кичбал, правительство, президент, Держбан был сейчас. Это поэтому униженное положение. А вот Джагари, хати, чего бы вы пожелали гражданам вот, Советский Союз, да, конечно, почалка, что чего вы пожелали, я желаю то, что они заслуживают, я им пожелаю. Это, то, что заслуживают, вот они заслуживают это. Насчет 23 февраля я, в проценты скажу приблизительно, но точно знаю, что подавляющее большинство населяющих Россию граждан даже не знают о том, что в этот день с нашим народом был геноцид. Потому что вот на протяжении всего времени, что известна моя группа в России, ее слушает много людей, 23 февраля с огромной географией люди поздравляют меня с праздником. Прекрасно знаю, что я чеченец. Это говорит только о том, что они не знают, вообще не понимают, что происходит. До сих пор пишут: Артур, поздравляем вас туда-сюда, слушаем ваши песни и все такое. До сих пор. Просто потому, что они не знают, что с нашим народом случилось в этот день во время жизни Сталина, Берия и прочей там этой нечисти, которые с нами, не только с нами это сделали. Это просто вот факт. Многие даже не знают. Я не знаю, наплевать им, или власти не распространяют это, особо не педалируют, хотя должны давно уже признать, что это был геноцид, и хотя бы как минимум извиниться. Хотя это не поможет, конечно, и извинениями такое море крови не смыть, но как минимум, да, нет ничего подобного. Население даже не знает, что это было с нами. Это я просто вам гарантирую. До 23-го... Знают, но знают, как им это заложили. Что, мол, мы фашистам помогали тогда, из-за этого, наказали Бог. Хаон. Ой, цердери хаон, ой, геноцидини хаон. Кидадолум шцадичи, аршитуан цабичи, шерцажим, ой, цлерем был шум шешелари. И 23 февраля они поменяли бы. И именно из-за уважения к нам. Но у них этого нету. Поэтому они плевать не хотели на нас и на любого. Просто на Бумурата, руководство, конечно, хадер, зажимо посвященного. Просто от простой нахан и цахар, и хуже, чем хахуш, и ларца дарала. Настолько незначительно, настолько так языком получено. Да, ты прав, совершенно верно. Я говорил вот о простых людях. Большинство не знает, это правда. Геноцид, думаете, вы дадухич, вы Белбу, вот там 50% населения мацал, что накрыл за эти 13 лет. Эти вот в 20-30-х годах вы генофонд мои на царь, это был, а или монах там образованный,
ملولسك سير دابيخنا وي يورتشكر تحمدن سير دابيخنا نوخش عيدل ليلوش والسقوي نوخش عيدل ليلوش والسقوي يورتا تحمسوش أو بتيب يوصام وقت نيستر هم نيستر تايفا نبي تايفا نبي صحون ده بقى لخبوك هاي شوات سالو ميكروفون تكلم بقى خلق نيستش بيقول Ошабиш царь, они сослали в Сибирь, что дух населения Халкина царь, 20, до 40-х годов. Постоянно геноцид ходил по Индии. И в 44-м году 40-50 тысяч молодежи забрали в армию, там где оставшихся всех они сослали. Salo, исторические справки благодарил Свободила. Тözен Свободила, социхолун. Соцакията гуду гайшун, цан простойна цара и бог. Хар интернет юк ял мелханю, машодор интернет, телефон, шнага юл. Маси гор шарадон, уинт яин юл геноцид от интернет, чуа сиса еш, чукуш ашмадуй وي داخ وي حقد الأرشي وي تيرريش خلاري إما خاتان مسارنا каждый русский знает это что-то ويت إيرديان خلاري وين إيهم دين خلاري просто смешно душу خاشون تان شادي مراد اتسع تجمال خيش آوردو اتسع مراد Урс хях хубов, хяч маяцицуны поздравления, как нормально, что россиянин сан яхвачи поздравления. Так, есть люди, которые не в курсе того, что сам арч хяха я аду хена цунца и укунца бала боч. Но это ненормально опять-таки. Ну, хуолцунах, просвещен хунбацар, информация лахалахтун тяхки хунбац бош. Вот их действовал дальше хобаку. А так, хуолцунах, целый народ شابش ورش حق بيخم شبوخ بنخشي اتعيل انفورماتيا خا هوقايك تخا بوش ايش ديق ولا شي تعنيش سخلتنا تون غلوريا جو على عاش ما يعطيك يبقدات تاوش بات ما ديتيش ما بيشوش زشيشات خاتان بروستان ويجدنا داتي خا Вы в советское время школе, наверное, здесь тоже есть. Я застала тоже это время. Слушай, в учебниках, например, ничего не было. Ничего, ни слова. Там было, что какие-то пару строчек было все-таки, по-моему. У нас даже как-то одноклассник на конфликт с учительницей по истории из-за этой депортации пошел. Говорит, вот, и слушай, на доступе тоже не было так вот интернета. Вот считайте, это поколение, если оно потом не интересовалось историей, вообще так и не узнало об этом. Например, Бахас. Я уверена, что сейчас в учебниках истории России тоже нету этого всего. А молодежь, она такая, ей поскорее бы эту школу закончить, а те, которые идут дальше учиться, как-то они получают эту информацию. Или не хотят ее слышать, даже если получили, пропустили мимо ушей все. Я тоже думаю, что многие из них даже не знают, как и что там было, как краем уха слышали и все. Мяло по телевизору нет, об этом и говорят, а Цухайна вообще не говорили об этом. Даже и цаха нормально до سيبك ماسي شارع интернет что инзари дукас кшязинак жаль что Сталин во всех не добил тогда бож просто выгодно да цены иду и шадик просто моя еще защищать он ящик цара и цен да илдуха цен шадик шейн выгодно дик шейн вернее шейн выгодно до дочь хейна цара мотично цер
То есть Второй мировой война хэчо, ты спроси микрофоном, опрос, да, эти знают, старые, может, знают, четко харта, они за полчина. Вот современный мир это не знает. Спроси Второй мировой война, Хилла, они не знают ответить молодежь. Стоят, вот передачу, он делал. Aslan dukka nakhshay istorica, dukka nakhshay motsaha. Ровно так же царь воин хилакцаха. Просто нех интерес, они живут своей жизнью, и хан бухила, мичхила, просто искать им даже неохота, им даже не интересно. Просто праздник праздник и вот где-то в списке друзей цанах живут, он дает heute поздравления. Сунам, и намеренно, что догда твоя этин, а сунам догдор дацали, ну, аж баха цахас. Ну, давайте так и жду твои. Мика, я хотела дополнить, Эльчи, я тоже вспомнила про школу. Не то, что нам не давали об этом говорить, нас еще заставляли собирать деньги на подарки мальчикам, чтобы поздравлять мальчиков с 23 февраля. Ты помнишь это, Мика? Да, конечно, я. Да, и вот это уже от семьи зависело. Вот в семье, у меня в семье вот это был вот культ иди царибой, гумдацар. Вот постоянно говорили детям, напоминали о том, что было, бабушки, дедушки, родители напоминали. И я просто умышленно не сдавала деньги никогда на вот эти, на подарки. А иногда даже не ходила в школу в этот день, чтобы... И причем у меня в семье, например, и 8 марта было запрещено, потому что Мюльшбой, Черкси Арбях, балкарцев, то, что выслали. И мы как-то им сочувствовали. И русские все прекрасно знают. Они все понимают, но у русских атрофировано это, потому что их геноцидят со времен царя Гороха. Для них это вообще в России геноцид, это же обыденное слово мое, там нету ни одного народа, который не подвергался геноциду. И при всем при этом у русских, как Мурат сказал, какая-то безграничная, бесконечная ненависть. Вот и Аларк царь Гуттар, Сталин, правильно вас Сталин давил, чучмеки, царь Гуца Аларвайк. Все прекрасно, все знают, и Артур тоже прав. Вот когда Артур сказал, что его поздравляют, как ни в чем не бывало, у них это чувство атрофировано. Они все батраки, они все рабы. Для них это обыденное, это для нас геноцид, а для них это обыденное ихнее дело. Поэтому сейчас дикдобош, они поздравляют Артур, но где-то в глубине души они знают это и злорадствуют. Саелищен. Да. И когда царь хаясту лучше и лорш молодец, они знают ситуацию прекрасно, поэтому использовать дешбу. Царь Кадыров и радикалы, демократы, хамилла вала ханахчу, для них мы чурки все, поэтому шейн выгодно долдалу мандяш использовать деш, айяладеш, лилошду. Кадыров хороший, من باش گوش مایی وینش الناس امام ديلي شيء بايرق حباخ كبيش ما باتان هورش просто выгодно бутан через них ой нохчин я геноцид латя инца. Мурат, шей потомственно с расхождей управлять даже ашу системе еще несколько столетий потомственно управлять даже расхождей в России. Я имею в виду России, они потомственно управляют.
سالو شي توا شي بيرش تسحيوش اش بمهتوني غاسقي تحنا ديق بق مداق نو ايتي ناشي ورقي نيكا قداني زبواي تبوش تشودلوش حلقي واش ما يوش بس يعني تسير كاج دي سياتنيك اجينت ما يستوكاش ما يغاسقش شايرش ديس كاج دي سيا если не пятый шаешь спецслужб шука бел болбеш ما يوش ووشي ياتцалуш КГБ ищет структур мою Sunde raskish shesh botsuk amtsa diezonsa. Yetsani omen oshsa biezo. Тян, шашаться без. Мика, истхла, ты что-то хотела сказать? Да, я сзади Эльчинс про геноцид своего народа, да, я тоже вспомнила кое-что. Сейчас я цифру не назову, но у меня вот память у меня очень избирательная, так сказать. Но, например, Питер, тогдашний Ленинград, в 1939 году, когда репрессии были в Советском Союзе, говорят, за одну ночь выселили, по-моему, треть населения с Ленинграда тогда. Их тоже геноцидили, ты права в этом, да. Особенно интеллигенцию, он в 39-м, 38-м... Вот репрессии начались вообще в Советском Союзе с 1937 года, кажется. И вот эти 2-3 года он там свирепствовал, все это. Я вставку сделаю обычно, когда говорят, например, русских. Ну да, действительно, раскошь, если абсолютное число вот так взять, то их больше всех. Вот эти, что царская власть, что коммунистическая, больше всех убивала. То есть там разными способами. Замордовывала, в крепостном праве держала, солдаты на 25 лет забирала, на войны какие-то бросала, где они погибали миллионами. Зерно отбирала и от голода. Голод по Волжье, голод не Волжье, то есть тукахом геноцид. Но это не имеет отношения к этническим геноцидам, как бы отдельно гумдуи. Как бы это сравнить? Раски за то, что он русский преследователь на территории вот этой империи. То есть титульная нация, как бы его не мордовали, как бы там немецкие цари, там вот эти грузины, евреи, кто бы у них там, украинцы во власти не был, нету ни одного случая ни с каким русским, ни с женщиной, ни с ребенком, ни с человеком. Он был подвергнут каким-то репрессиям за принадлежность к этой нации. И вот чудовищный всех времен и народов негодяй Гитлер объявить войну, потому что типа за принадлежность нации людей убивал. Это что? То есть насколько это считается супер страшной вещью преследовать кого-то на почве принадлежности к нации, дальше какой-то нации, дальше это, ну что ж, представь, вот идет там, не знаю, 5-летняя девчонка, ее раз и в Сибирь, где она от голода умирает, там на казахстанскую степь, просто так, за то, что она принадлежит какой-то нации, то есть это считается, ну, страшной вещью. Сколько бы режим Русни, там, не знаю, в 100 раз, 100 миллионов раз, он, если больше убил бы своих русских, там нету, не найдешь ни одного убитого за то, что он русский. А вот за то, что они чеченцы, вы найдете очень много. За то, что они прибалты, найдете очень много. За то, что они украинцы, вы найдете очень много. И ключевая разница, вот эти все хорошие русские, вот эти русские, которые кивают на это. Мол, нас же больше убивал этот Сталин. И слабые ахиллесовые пята. Они сразу убегают, когда вот это объясняешь, когда им говоришь это. То есть нельзя сравнивать эти вещи. Это вещи разного плана. Какие-то пертурбации, революции, у них там очередное идеологическое перековка общества, и они убивают своих, это понятно. Но при чем здесь, что они за принадлежность
какой-то национальности, то есть чисто представьте, просто один дочь, и цацан угрожает дира дочь, цацан абсолютно цанхум дира дочь, вот так они детей, женщин подвергает, убивает просто, или подвергает нечеловеческим условиям, где там большая часть умирает, или еще, или просто расстреливает, и это они делали по национальному признаку. Поляк шмабаянца за то, что они поляки. Никакой другой причины у них в Катыни убивать вот эти 20 с лишним тысяч поляков, это были там интеллигенция польская, там, писатели, журналисты, с высшим образованием. Нах будешь, и в случае войны такие люди сразу офицерами становятся. Это обычное дело, что при высших учебных заведениях бывает военная кафедра, там сборы, и человек с высшим образованием или там, колледж, чакляхник, автоматически в случае мобилизации забирается как офицер. То есть образован так был. То есть это были обычная польская интеллигенция. Царь просто за то, что поляки военно будешь, никакого другого там причины у них делать это нету. Это дело Гаска с чудовищным вот этим треском вот этих сравнений проигрывает. Это невозможно. Вот эти вещи не сравниваются. Вообще абсолютно. Убийство за принадлежность какой-то этнической группе и шейца. Такие вещи происходят непрерывно, где государство, там какие-то революции, там, диктаторские, например. Корейцы, например, сейчас в Северной Корее диктатура им периодически там несогласных убивает. Но если они из Кореи выйдут и будут, скажем, за то, что девчонка идет, за то, что она, скажем, я не знаю, бурятка или, не знаю, монголка, скажем так. Просто ее убьют за то, что она принадлежит. Вот это будет считаться более, скажем так, чудовищным преступлением, не имеющим никакого, оправдания, тем более сравнивать его с этими вещами, что у них там внутри страны происходит. Тесла, ты совершенно прав. Но русский народ – это такой странный народ, которым очень мало надо. Русская водка, колбаса, селедка, и лишь бы не было войны. И гаской, ни на телевидении, ни при при власти. Их нигде нету, они батраки. Ходят по миру, лилшбук, пьяницы. А на верхушках их же не подпускают. Армяне, грузины, кто угодно у них. И в телевидении, евреи, массобу. Гаска боцуш. Просто они это не обозначают, у них такая внегласная война. Создали искусственно народ, русский народ, он вообще не существует. Это же империя, твои слова, Тесла. И вот то, что в этом народе они собрали, эту кучку пьяниц, по миру пустили, а телевидение, средства массовой информации, все занимается абсолютно не русским народом. Хоть одного мне перечислите русского. Путин. Наконец-то у них появился русский царь, и мы наблюдаем последствия. То есть я что хочу сказать, Заза. Вообще-то как такового этого русского народа нет. И в этом-то проблема. Шейца национальные, из-за сознания, вот этого всего не было бы. В том-то и дело, что их взяли, манкуртизировали, вот все эти финно-угорские племена, которые там в лесах жили, то там Чудь-Мерия, весь Мордва, кто там только не был. И Орда, добавь, Орда, Тесла. Да, Орда пришла, ушла. Но они вот из этих народов шей национальных, умцан, создать один, естественным, скажем так, путем в кавычках, да, все равно да, людское какое-то направление, это нельзя называть полностью, будем давать в кавычках, естественным путем цара царам создать один, потом царь шей подчал, шей традиции, правила, прийти какой-то государственной системы устройства. Так, этого всего не было. Но дело в том, что их, взяли, манкуртизировали, отобрали у них все, новый язык им поменяли и сказали, что мясо империи, душу какие-то великороссы был. Потом уже при Союзе русские бушуяли. По Союзе уже в конце 19 века уже они это, мы русские бошу. Тут и дяхкан хилла цари.
А при Союзе уже формирование вот этого русского народа уже закончилось. Вот сейчас наблюдаем людей, у которых как-то нету корней дальше, ну скажем так, 150 лет или 200 лет. Там их нету, это мясо империи, просто такие. Оно замордованное, там столько репрессий сделать. Кто там будет выступать? Оно только умеет пить водку и в этом, не знаю, вот этом состоянии белой горячки нападать на соседей. Да, там Петр Первый привез этих людей, там Екатерина еще со всей Европы, вот эту немецкую слободу, всяких ученых, там всяких расстрелили итальянцев, всех перетаскали, и они где-то так в этом Садовом кольце что-то отдельное. Вот существует вот это два государства. Одно это вот с таким западным вектором, потомки иммигрантов, и смесь с славянами, там еще кто приехал, там освоился, там цивилизованным стал, это вот Садовое кольцо. И что за этим всем? Вот это самое замордованное, придуманная, манкуртизированная нация, которая только там водку пьет и по телевизору им какую-то бредятину в качестве пропаганды вкладывает, арабский царюк, не знаю. И участвуют в «Пусть говорят». Вот весь русский народ, и пусть говорят, что. Я нацизм именно в плане пропаганды. Чех мухьол, раз олеца нацминшис, Кавказ, балах хибеш, балах там Москва, туха цара, полицию хечу, да, весь народ ликует, правильно их отправить домой и так далее, и так далее. И они не понимают, что царь Кавказ, это хечан, это азиатчин, это и ячел полиции, царь не смеюси, выш царь архиса, бэй атабаха. И полиция шабеш бол беш царь ньюс, просто царь и болха, канте або бол бог юх. От этих царь уже алхумацахуд. Вот и момент, что... Я всегда это говорю. Шайн маюс цани, дерега, шайн мадус цанис. Dus ненавистят нахил и патриотизм, гунадинак и нацизм, и шаек, да чуюли, через это их же самих используют, против них самих используют этот момент. Царь даже, они не чувствуют это сами. Вот Харкамялвай долды штат случай, да, Гесон, у меня одноклассник живет здесь, в Лондоне. Он как раз вот на начало военных действий 24-го, когда война в Украине началась, он как раз целовал, и он ехал из России на своей машине. Он поехал, он выезжал где-то через Литву или Латвию, какая из стран там граничит с Псковом. Туда, потому что все закрыто, короче, самолеты выпали, все дела, но он все равно на машине должен был ехать. От границы таможенный контроль чаквал шена тигаляч был с российской стороны таможенник Шбацер. Царь Кирш проверить где, но у него видно жительство у него или ПМЖ, не знаю, я в Англии. И они его, когда пропускают, когда проверяли эти документы, надолго уезжаете, типа того, он говорит, да я живу там, он говорит. И они говорят, мол, приказ никого не выпускать, что-то такое. Вот я сейчас, в общем, разговор пришел к тому, что этот мой одноклассник сказал, вон, ребята, вы их только что пропустили. Аска, Беш, которые студенты, не знаю, ехали в Европу. Уже они-то точно не поедут воевать Эйлербах. И когда мы с ним часто созваниваемся, вот началась война, и первые, которые пошли в Украину, это были буряты, это были еще кто-то, и очень много дагестанцев в этот поток пошло, говорят. В общем, Шеймахуль Шейкам Лорда Рихтабыш в начале войны, во всяком случае. Можно я скажу? Тесла.
Вехмобила. Миллер бара, лардагер, газ барбариш, камлардеш, или я не понял. Да, когда война началась в Украине, они первым потоком, в который ребята поехали воевать в Украину, это были буряты оттуда, потом с Дагестана очень большой поток, говорят, в первый, вот этих первых, которых закинули туда. Ну да, ну, в общем-то, спорно это. Буряты, бурятам попало чисто потому, что буряты ростом низкие, китайч, монголш, будешь, и их все время забирали в танковые войска. Настолько это Советский Союз часто делал, что они уже превратились в такое... Мой отец был танкистом, мой дед был танкистом, и я буду танкистом. Буряты стали вот такой супер танкистским народом в этой, ну, системе этой советской армии. Они под раздачу попали, короче. И бурят, как я рад был, Кобзону при посещении больницы. Дагестанцы попали под раздачу, потому что им очень понравилось оккупировать Мадинни. У нас русские сразу же восстановили эти советские части, все эти огромные, Гекала, Учуевичу, Геидия, Ханкала, и еще добавили еще. Не просто так старые советские восстановили. Их полно было. Они еще добавили. И у нас вот огромная вот эта группировка вкусная. И тут дагестанцы решили, что зачем им куда-то там в Сибирь или за Уралом или служить. Можно там через 50-80 километров куда служить. Еще контрактникам. Мало контрактнику давали 100 с чем-то тысяч, по-моему, летехи. Зарплата была за 100 тысяч, когда доллар был 30 рублей стоил. То есть хорошие бабки, короче. И они вот так годами у нас вот этими контрактниками прошли. И пол Дагестана в качестве контрактников у нас прослужило. Естественно, это в мирное время как бы этот контрактник, но тут он был, больше тебя сразу же ты должен по контракту по этой системе Барсери, тебя сразу забирают. И, естественно, их всех забрали. А поскольку они считали, что украинцы, Русня уже в голову всем вложила, что они там как Крымсон на победным баршем все прокатятся, они все на ура там пошли, их всех положили, а сейчас они любыми путями, и они, и осетины, пытается отмазаться. Короче, военные швы, аудишься, вот кадыровские, и швуза, а что плющие. Но они тоже там скажем так, не особо усердствуют, но, понятное дело, мелочь, усердствовать, Цадоха, там нету безопасных мест, поскольку у украинцев артиллерия, хаймерсы, еще, которые в тыл бьет. То есть от того, что ты там напередок не пойдешь, еще ни гарантии нету, что не факт даже, что возможно ты где-то училище или школу расквартировать. Туда что-то прилетит, это больше шансов даже, чем, возможно, на передке или там на второй линии ты даже больше шансов имеешь выжить. То есть он делает себя параметры, шансы умереть. Поэтому сейчас вот эти осетины, и ингуши, и юхеры, и кабардинцы, особенно и дагестанцы, увидев все эти трупаки, любыми путями пытается вот все спихнуть там, и да, насчет этого ты права, они наоборот, что сейчас они пытаются, кого можно вот закинуть тебя, Шайгаской, Ларебеш, особенно Петербург, Москва, Арбеш будет, вот этот по Олцунах революционный, скажем так, электорат или недовольный, электорат, который может какое-то недовольство выразить, протестовать, и протестные прослойки. А сейчас как раз таки они очень этих нацменов пытаются туда кинуть, каких-то этих нашли непальцев, индусов, негров каких-то, то есть кого-то с Африки, кого только они не пытаются, кубинцев, говорят, уже пытаются, то есть которые в России получили документы вот с этими событиями. Да. И таджики,
Шейл, вокзал, аэропорт на сегодня показывает полностью в России, таджиках, депортация еще, а кто здесь получил гражданство, 100% всех отправляют туда. По-моему, сами сбегают. Они поняли, что сейчас их начнут метелить по всей России, скажем так, не по устному распоряжению с Кремля. Все эти силовые структуры сейчас из них будут делать козлов отпущения. В том дело, они просто убегают обратно, там, не знаю, в Казахстан или что-то. Из России главное убраться. Ох, телевизор чул, агоич, химат, аэропорт, вокзал, южных царях. Откуда он столько их было в России? Довел агоич. Работать будет сало в Москве. Заполнено. Как они заполнят эту брешь? Они же там все эти низкооплачиваемые грязные работы делали в Москве. Уж добыл, чем они заполнят, интересно, этот вакуум? Нита истралитеш, нита хуалиагр. Сори, вистрала. Я не заметил. А вам не кажется, вот этот теракт, который Путин провернул в Крокусе, что он это сделал чайнахом, русским же нужно только какой-то враг нужен, чтобы его выселять, выгонять, обзывать чурками и туркми, таджик, арбахархам, чтобы их занять чем-то. Мне кажется, это тоже будет. Да, солдата нет. На передовой солдата нет. На войне. Им надо ищаться кого-то закинуть туда. Солдата нет. И не будет, как сказал Джагар. Локально, бог там было. Солдата не будет. Вот не хватает солдат. И им надо на какую-то, на самую слабую нацию надавить, и чтобы кинуть их передовой. Мне кажется, даже у них иракская индукция, тут есть манера это. Манера, не знаю, вот их не... Они видят, например, их убивают в Украине, потихоньку убивают, то есть их генетический фонд русский выбивается. Пусть их там половина будет, но все равно выбивается. В Москве таджики, наоборот, будут, то есть через какое-то время Москва будет полностью таджикская, а русских в украинской войне поубивает. Так, Цуман, по-моему, у них и шовинистически возник в голове этот план очистить Москву от этих, скажем так, инородных элементов, которые могут это, не знаю, породить потомство, которое потом станет в Москве доминирующим, не знаю, населением, популяцией. Хотя это глупые теории, но у вас, когда ты думаешь о русских, надо всегда какую-то глупость, учитывать все равно в качестве этого фактора уравнения держать. Дальше аудал мыслишь больше, включая и гибню. Да бигнам шваш Путине. Просто проблем. Та шейн лоалуш бахлуш беш бат атак zu миллионами да чугах корбукыштык. Миллионами. Да. Не, миллион нахцу кривича герзи просто там и лухар даже. Это человека военного одеть, это 20 тысяч, по-моему, или 15 тысяч. Реально за законное обмундирование, там зимнее, летнее, всякие медицинские эти, не знаю, исподние, там, не знаю, носки, не носки. Вот все это военное снаряжение, оно там 15-20 тысяч минимум. Тесла, он сам 20 тысяч хузахума и отцов. Я знаю, что американцы там и 50, и 80 тысяч снаряжений бывает у солдат, и 100 тысяч. Но я минимум беру, вот, да, пусть даже их это мясо. Минимум 50 тысяч рублей. Вот так вот.
Чтобы одеть Про на доллар будь. говоря. Я на долларах говорю, 50 тысяч. Что вот человеку одеть вот это военного закон экипировать, это 15-20 тысяч долларов минимум. Техник вообще, техники есть, бензин, не бензин, логистик, миллион саган логистику, это должна работать вся страна на эту логистику, миллион саг снабжать вещь. Там все должно как часы отработанные быть там. Но невозможно. Я теперь возможности. Просто нету, Мурат. Ну, там еще в круговую Россию охранять надо границы. Это же не как раньше слабые границы, а сегодня помощнее. Китай, все там такое. Китай тоже, ну, все народы ждут, чтобы Шеши, Лат, Хаостюнгер какого-то момента ждут. Адакше, это все круговую заборяться, Россию охранять круговые границы. Это ишь нахбате, шуте. Да, если он 3 хигдую миллиона. хайня, что чему бейцерон, они не ожидали такое сопротивление. Это 100% этим уже очевидно. У них 3 миллиона силовиков. То есть это люди, которые умеют обращаться с оружием, у них даже автоматы, наверное, есть шей. У ФСБ, там районный ФСБ. То есть их можно собрать и кинуть их. То есть там некому воевать. Они не будут, не пойдут ФСБшники воевать в окопы, в шей кормить и под дронами сидеть. То есть от отчаяния дешь. Не от хорошей жизни они там этих 10 тысяч не пальцев нашли, там 5-6 пунктов по набору добровольцев в Индии открыли, знаешь, лучше более украинцы пожалуйста, там, не знаю, кубинцев, там, не знаю, негров каких-то там набирает в Африке. То есть от хорошей жизни дешляться, это показатель того, что у них дела швах. Если бы у них дела были не швах, они бы этого не делали. Тесла, ты знаешь, мне кажется, что такой институт, как генофонд, в России вообще никогда не имел ценности. Ни потеря генофонда, его качества, ни отрицательная селекция их вообще не пугает. Большая часть населения в принципе об этом не думает. А власть, наоборот, это только приветствует, потому что, это же идеальное рабство. Представляешь, хозяин гнет им спину до треска в позвоночнике, а ему рукоплещут годами. Это поразительно. Я не могу не учитывать, у них же есть какая-то прослойка, как вот этот Гиркин, Стрелков, там Кочков, которые белые, русские, северные, русские нацики, и они есть также и симпатизанты, ФСБ есть, и в армии есть, и в правительственных структурах есть. То есть какие-то русские нацики, скажем так, они есть. Иначе всех этих бей-черномазых это не работало бы. А оно работает. То есть можно в толпу с факелами собрать и наускать, то на грузин, то на таджиков, то на еще кого. То есть это работает. И власть знает, что это работает. И на этом почему они это делают? Да, чтобы выгнать черномазых мигрантов, А так ты абсолютно прав, я понимаю, что кто там у власти, ему вообще наплевать, что там, главное его власть и деньги. А там хоть негры населения, хоть китайцы его не интересуют, это понятное дело. Я говорю об именно этой прослойке русских нациков, которые довольно-таки большая. Кстати, они и были, наверное, основной этой силой, тараном для удара по Украине, наверное. Да, не получилось, и, видимо, их надо на что-то натравить, на кого-то натравить. Пока их эта энергия на правительство скажем так, не повернулась. Я, кстати, касательно последнего теракта в Крокус-Сити, вполне допускаю, что это не было с подачи спецслужб. То есть это легко могло быть и что-то стихийное, что-то то, что они или не предвидели, или явно там из-под контроля вывели. Такое тоже может быть. Это могло бы быть, Артур, но дело в том, что ИГИЛ, теракт Яшен, это смертники. Они убивают, потом их убивают. То есть исламские террористы это всегда смертники.
Я не помню, были какие-то случаи в Израиле, например, или на Ближнем Востоке, чтобы смертник с теракта чтобы он, не знаю, на автомобиле уезжал спокойно. Это он рай Яквиан Мауи, он срочно должен отправиться в рай, а тут необходимо убить всех кафиров и взорвать кого можно. То есть, просто таки это ни в какие ворота не лезет. Причем таджики не пользуются, скажем так, славой каких-то этих радикалов. То есть, когда у нас последний раз таджики, радикалы кого-то взрывали, на кого-то нападали? Ну, я просто как раз из той серии, что вот ты как и говорил, что то, что касается России, нужно какую-то дуристику, да, какую-то вот щепотку дурости туда приписывать. И вот она как раз в этой ситуации, в этом теракте, она есть. Я когда услышал суммы, которыми соблазнили этих парней совершить вот этот ужас, вот это и есть та щепотка дуристики. Ты можешь себе представить, он туда пошел за 250 тысяч рублей, и еще столько же ему обещали. Это я не знаю, что... Я просто не понимаю, какой уровень жизни, какое мышление должно быть у этого имбецилоида, чтобы пойти на такое за, я не знаю, чупа-чупс он купил, там, не знаю, сникерс к чаю, все, и деньги у него закончились эти. Мы знаем, что такое 500 тысяч рублей. Это ничего. И вот как раз эта дуристика и то, о чем ты как раз и говорил, оно и наводит меня на мысль, что это может быть вот реально вот то, что не предвидели. Поэтому я... Артур, да, я могу только возразить на это. Смешно, по русскому телевидению транслировалось из-за Галустяна, что Джумшут, Равшан, таджик, швариш, узбек, я не знаю, по-моему, они как раз таджикам играли там. Типа, да, это была передача «Наша Раша», да. И там вся это строилось на том, что они по-русски же плохо говорили, насальника, бош, не повторяй за мной, бош, чьеха вешус, прораб, боха, они ко всякие глупости говорили, казались дебилами полными, но как только они переходили на свой этот таджикский язык, и шел вот этот перевод, синхронный, зарубежный фильм переводить, голос. И там они разговаривают так интеллигентно, там Собчак Хаечев. Он говорит, посмотри, как ты видел ее плащ, говорит, бартендер. Там Ева Херцегова гуляла в нем на каком-то рауте, бош. И они так разговаривают такими умными шеями, вот так, короче. То есть, когда на чужом языке ты не умеешь говорить, ты кажешься людям таким дебиловатым. Из этого, исходя, просто говорю, что эти таджики, они не дебилы, пойти, тем более коллективно, пойти убивать, 100% зная, что их убьют. Тем более таджики, которые, находясь в Москве, постоянно под стрессом, знают, на что способна русская милиция. То есть русская КГБ, русская ФСБ, они знают, на что они способны. То есть поэтому сейчас это таджики, они не глупые, это персы, кстати, Персидская империя этим территориям, а персы очень умные. То есть и таджики сейчас, их 100% самую думку, то есть им обещали что-то машину перегнать, 500 тысяч, и они перегоняли машину. Никакого, скорее, в театре их не было, скорее всего. Они просто перегоняли машины, а потом их и делали. Я могу пример привести. Войнох Чечен точно такой хундирца. И не один раз, кстати, они это делали. Автобус захватить. С одним калашом какой-то ногчий внезапно оказался в Минводах, захватил автобус. А он в тюрьме сидел, оказывается. То есть он в тюрьме сидел, потом внезапно с калашом, откуда у него калаш взялся, говорю, зачем он вообще Минводов, как он из тюрьмы вышел. Они его, снайпер застрелил его, ОМОНовский. Он ходил он вообще не знал, что он делает. Он в автобусе, он ходит вокруг автобуса, как он это пот со лба стирает, и не знает. Его привезли сюда вот так, в это обстоятельство, кинули, все, нету выхода. То есть автобус, его снайпер застрелил, все. И якобы это заложники. Точно так же, был случай,
прям самолет у этой, типа самолет захватить на Куале, короче, у штанги самолета, его на месте экзекуции, то есть застрелили тоже. И что, подстава, ешь, террорист, терактивный очень. Гибня много раз нам делало это. Когда это развалится, и какие-то документы, свидетели, все это будет раскручиваться, у нас глаза на лоб полезут. Сколько они нам вот так фальшивых терактов приписали. Сам Яхцахиечка. Это гибня, она поляков 20 с чем-то тысяч просто расстреляла. Что и там какой-то теракт подставить каких-то людей. Это для нее вообще детский сад, короче. Она это сделает одним щелчком. Проблеме очень. Я не думаю, что эти таджики вообще... Ну, при чем? Ну, таджикам нет... Где в Игиле были таджики? Чтобы радикализовать какое-то население, там должно быть какие-то войны, пертурбации. Если это были афганцы, то можно еще. Если это были бы там сирийцы, иракцы, не знаю, ливийцы, то тунисцы, то еще понятно, потому что это страны, где войны, непрерывная война, всякие гражданские войны, нападения, оккупации привели к радикализации, дебилизации населения. Когда население невежественным становится, дебилизируется, то автоматически религиозный фактор халайол, они способны такое. Таджики уже, не знаю, после развала Союза уже 30 лет живут, там ничего особого не происходит. Какие факторы могли радикализовать таджиков, чтобы они в Москву поехали и ни с того ни с сего, с Бадуна, начали расстреливать в театре людей? То есть их нету вообще. Нету таких факторов вообще. От слова совсем. Musa, Üstikör, Машвор. Ederim по теме. Тема русский нацизм юкой. Надо цума эдеря. Не могу наладить телефон свой. Тем хую бараш. Повтори, где? Тема какая? Русский нацизм. Русский нацизм, да? Ну, русский нацизм, если прослеживать Хаял Орум, Петр I 400 лет назад искусственно создал и этот народ, из московитов сделал Россию. Титуле народ и на эту империю, да, и он мудро скомпоновал по уголовному принципу. Вот в лагерях заключенные, там 1 миллион, например, заключенных, а их охраняет в общей сложности 10 тысяч. Вот. Почему? Потому что они, эти сидящие там люди, заключенные, они разделены на масти, ну, на группы, они там масти называют. Масть воры в законе, урки, там, медвежатники, там, работяги, там, и так далее. Создали и противопоставили их друг другу, время от времени устраивая там конфликты искусственно, чтобы ненависть, взаимная ненависть там не угасала. И за счет этого в лагерях они добивались спокойствия. Вот точно по такому же принципу организована Российская империя, империя зла. Вот люди разделены на противоположные, противопоставленные друг другу национальные единицы. Вот это все подогревается на всех уровнях. Абсолютно. Даже на уровне там творческой интеллигенции, там, поэты Серебряного века, там Саша Черный, Андрей Белый, там Бальмонт, Хан, они все Маяковский, даже они, каждый по-своему там свою лепту носил в раздор между народами империи. Вспомните там
стихи этого Маяковского, стихи о советском паспорте. Там речь идет о том, что вот, как на таможне на Западе где-то там проверяют паспорта разных национальностей. И вот он там пишет: с почтением, например, берут паспорта с двухспальным английской левою. Ну, то есть английские паспорта с почтением берут. На польский, а поляк, они все время воевали против России, там, ну, кровные враги их. Когда-то и владели, пусть коротко, но владели даже Россией, Москву оккупировать. Поляк счелся без сам. И вот он пишет, Маяковский, на польский, на паспорт, то есть, выпяливают глаза. Откуда, мол, это, и что это за географические новости? То есть, что Польша не народ, не нация, там, не государство, там, что это за это такие отбросы Эльч-Сандуй. То есть даже на этом уровне они ненависть внедряли, ну, впрыскивали вот в нашу эту социальную среду. А с другой стороны, титульный народ Юэлю возвели там определенную там часть империи зла. А у них все время русское поле, хотят ли русские войны, там русская зима, русская береза, русская. А вот такое там болезненное, патологическое, вот эта вот концентрация внимания на русское, оно вызывает обратную реакцию. Даже в детстве я, например, возмущался, почему это русский. У меня там сильные немцы, казахи, русские, ну, пацаны там рядом со мной, я себя лучше их всех считал. А почему это русский? А я чеченец. И вот во мне с детства это возмущение было. Царь русский, бах, а почему я не могу сказать, я чеченец? Хейл там, там, меня из школы выгоняли, там, сестра меня ремнем стегала, как Сидорову козу, ну, и муж молиться, асхшный боже. Вот, и что-то на взаимной ненависти, вот, как на дрожжах воспитаны там в течение последних 400, во всяком случае, лет, такая разнородная масса. Вот она сейчас составляет империю зла, и, к счастью, она уже подходит к концу, этой империи. Да, мало. Вот, потому что если империя не рассыпется, не бывает миру в мире. Вот, и что-то на этом. И потом те, кто считает себя русскими, их на подсознательном уровне их огосударствовали. Титульный народ, титульные религии, боже. То есть любой русский, он ассоциирует себя с государством только. Вот мы, когда война в Чечне, там, в 91 году там совершили революцию, которая вылилась потом в бандитскую лафу, к сожалению, войну. Вот, ну, на первых порах там общий энтузиазм был, там все, я по телевидению обратился там с приветствием, мы покажем миру, как чеченцы могут там жить, сожительствовать там с другими там религиями, нациями, мы построим такое государство. Наконец-то многосотлетняя война кавказская, только сегодня она закончилась, 6 сентября, 6 сентября. Обратиться, что на подъеме были. И когда мы формировали списки кандидатов в депутаты, там, ну, Гасты, Бацарк, ни одного русского нет. И я по телевидению все время там, ну, до дня выборов, во всяком случае, все постоянно, если кто-то из вас там более 40 лет, кому есть из вас, вы должны помнить, как я солировал по телевидению республиканскому и призывал русских участвовать в выборах. Мы делаем общее дело, мы против этих ядовитых заводов, выбросов, против эксплуатации, мы
Мы все одной судьбы, там, включайтесь. Вы должны быть в чеченском парламенте, в чеченских органах государственной власти. Я обращался к русскому населению. И при всем при этом, вот один единственный, я его сейчас фамилию забыл, врач по профессии, он был так, хороший парень, умный. Вот одного его мы наскребли. Вот из всей массы, там около 300 тысяч русского населения было к тому времени. Вот из 300 тысяч одного вот этого врача мы, он стал баллотироваться и с треском прошел, всех победил, только потому, что русский мы его протащили туда, в депутаты. А весь народ, все население, оно сразу стало против нас. Только потому, что мы были против империи. Мы сокрушили эту империю. Обком партии свергли мы. Вот, мы уже в их сознании мы были инородцами, врагами. Вот, поэтому они, вот, как только начались вот эти наши движения, там все, они массово стали покидать Чечню. Вот, настолько им было бито. Народ, государственный народ, а государственные люди они были. Те, которые психологически считали себя русскими. Вот. И даже сейчас вот, у меня есть там одна знакомая, я хочу там, вы узнали, кто она, известная там, мадам одна, с высшего света. Вот мы с ней часто переписываемся. И вот в последнее время она, Муса, ты знаешь, ты, конечно, там такой-сякой, то есть там похвалит, но ты недооцениваешь нас, русских. Мы все-таки дали цивилизацию, а они меняли, они начинают скатываться. Она вроде бы крупная фигура, там, университеты заканчивала, там, в высших кругах там крутится. И она заражена вот этим. На подсознательном уровне заражена, что она принадлежит какой-то необыкновенной нации. Значит, там огромная работа проведена. Разные вот эти тютчу, мютчу, поэты там. Вот, Россию не понять умом, там она в шляпу не помещается, там, вези, вози, там. В Россию надо только верить, она не так даже. Вот. И поэтому из года в год, из десятилетия в десятилетие, вот, они настолько приобщились вот к этому государству, слились на подсознательном уровне, что их те, кто считал себя русскими, их не волновало, что их как скот торгуют ими на базаре, обменивают десятками на борзых щенят там, и так далее, порят на конюшне там, все равно они гордились, что они русские, что их барин порит, что там по любой там провинности. Это скомпонованная нация, это вот это все массовая, эта вселенская зараза, она уйдет только после того, как рассыпется империя зла. Вот, на 20, 30, 40 государств Россия, если рассыпется, это, кстати говоря, это было бы великим благом для самого русского народа. Великим, прежде всего для них это было бы благо. Может быть, они потихоньку, мало-помалу приобщались бы там к высоким материям, к самоуважению, к уважению других народов, другие там, воззрения, религии. Вот. И сейчас мы, я думаю, на пороге грандиозного шухера, когда империя, наконец-то, последняя империя, вообще-то она не последняя, почему последняя? Китай тоже империя, Франция империя, Англия империя. Только Франция и Англия цивилизованные империи. Здесь нет явного насилия видимого. Вот, людям дают жить, там,
покушать от пуза, там, поспать мягко. Вот, человеческое отношение. А вот в Китае, там, где еще? Индия вообще мракобесная страна, это там вообще кошмарная страна. В истории человечества не было такой страны, как Индия. Там 90% Это такой. Это ужас. Они миллиардность, там говорят 1,2 миллиарда, если взять за истину вот эту цифру, то 1 миллиард минимум индийского населения, они настолько зачумлены, что только внешний вид, по внешнему виду можно заподозрить, что они люди. Они живут в ужасной антисанитарии, плодятся как крысы. И даже в кино сходить, говорят, для них это недостижимо. Ну, и они некоторые там какие-то кучки, они собирают там по копейке, одного посылают это самое, в кино, тот смотрит кино, приходит и им рассказывает, они там сотнями там вокруг садятся и вот слушают, вот, что было в кино, о чем было в кино. Вот. И причем они и ропоты говорят, у них там нету по этому поводу, никто не ропщет. Они из столетия в столетие уже воспитаны как рабы, даже не рабы, рабы-то иногда восстают, ну как не люди, как насекомые. И вот они со своей участью насекомых уже свыклись, для них это тоже своеобразное благо и спокойствие. Вот, и вот это какая-то малая часть этих брахманов там, короче, есть там 3-4 этих касты руководящие. Вот они занимаются государственной политикой, вот, оскверняют храмы, сикхские храмы, мусульманские храмы, давят других, кто не согласен с ними. Вот. И что, ну, я отклонился немного. То есть империи, народы сохраняются в рамках империи, в рамках политических альянсов. Иначе в современном мире выжить невозможно. Современный мир, мир конкуренции, политической конкуренции, экономической конкуренции, не может ни один народ выжить вот сам по себе просто. Вот. Одни французы, например, или одни англичане. Вот, обязательно в альянсе, там, в НАТО, там, Сиан, Миан, Бош. Там, вот, только вот в таких альянсах только. Вот, поэтому империи, конечно, есть, но вот именно Российская империя, она самая гнусная, она должна исчезнуть и незаконно по всем человеческим, гуманным, гуманитарным требованиям, меркам, вернее, несправедливо занимаемые земные площади, вот 1/7 часть земного шара занимает паразиты, да, они не имеют никакого права занимать столько территорий, в то время как полноценные нации, там, Япония, да даже тот же Китай, хоть они и злодеи, ну, вот, пассионарные нации, там, креативные нации, они ютятся там на своих, Японии, вы знаете, на островках там, Хонсю, Кюсю, там 5-6 островов, это гряды. Да и Китай там, территории мало все равно, общая площадь большая, там треть, это, да, по-моему, даже 2/3 пустыни Гоби, потом Тибет, горные массивы, и только побережье Хуанхэ и Янцзы, и вот эти вот, океанское побережье густо заселено. Им тоже жить негде. Вот. И они законно претендуют на свои 1 200 000 квадратных километров своей исконной территории. То есть эта империя должна быть разрушена. Да, Алла. Вот. А она существует вот по этим причинам, по которым я бегло пробежался. Еще. Муса, а разве Англия и Франция это империи?
Ну, они не называются империей, просто у Англии, вот, говорят, над Англией никогда не заходило солнце, то есть у них там и Австралия, и Индия, все, весь земной шар почти там, ну, много территорий у них было, поэтому над ними солнце не заходило. Но над ними и сейчас не заходит солнце. Но почему? Потому что у англичан созрел общественный интеллект. Вот, у них там свои полководцы гениальные появились. У Франции, например, там Шарль де Голль, это величина, которую даже сами французы до сих пор не вполне оценивают. Вот величие Шарля де Голля, Бонапарта, Наполеона. Вот. Ведь Франция что же давила, там, угнетала этих североафриканцев, там, марокканцев, алжирцев. Вот. Ну, у французов постепенно вызрела элита, мыслящая элита, во главе с Шарлем де Голлем, как ни странно, хоть он и профессиональный генерал, военный, но он тоже был интеллектуально очень развитый, всесторонний был генерал. Вот. Они созрели до понимания того, что надо переформатировать отношения между колониями и метрополией. Вот. Потому что наш век, гуманизированный все-таки в какой-то степени век, невозможно вот так вот сохранять рабство. Они дошли до этого уровня и поменяли, дали свободу всем, пожалуйста, живите, будем на равноправных. Вот. И сейчас, пожалуйста, вот, французская империя, она империя. Ну, не называется она империей, но она империя. И Англия империя. Вот. Ну, зато как мы живем во Франции. Вот, Маршал Тушук, Масега, Деширу Кулдала, та же Франция, те колонии, что она якобы отпустила, она дахяца моя, все их валютные сбережения Франции Караду. Все валюты контролируют. Да, я договорю, да. Недостатки можно у святого, у пророка находили недостатки в любой империи, в любом государственном образовании можно кучу недостатков найти. Есть во Франции недостатки, но Франция, Англия, надо отдать должное вот этим двум народам, например, и Испании там, кстати говоря, тоже, что эти народы дозрели до того, что до осознания необходимости переформатировать, изменить отношения. И они изменили. Есть, конечно, там у Франции свои интересы, у Алжира свои интересы, у Марокко свои интересы. Вот. Это есть, но нет звериных отношений. На территории Франции, собственно, Франции, континентальной, так сказать, Франции, пожалуйста, живут алжирцы, депутаты, там, в правительстве, нормально живут. Тут французов современных не упрекнешь в том, что они так откровенно там угнетают там, и так далее. Точно так же, как и англичан. Вот. А у русских вот этого осознания нет, и у них элиты нет, и не предвидится этой элиты у русских. Крокул, Ситтию и Миттию, массовое убийство показало, что у русских нет элиты. От Юлии Латынина, там все вот эти вот русские, хорошие русские, они все не прямо, но косвенно, с реверансами, но стараются как-то там передвинуть стрелки, перевести стрелки с ФСБ, от Путина на там этих исламских там ИГИЛ, МИГИЛ. ИГИЛ, это куром насмех, ИГИЛа нет никакого ИГИЛа. Это выдумка КГБ. КГБ, ФСБ, креатур моей, нет никакого КГБ этого. ИГИЛа нет никакого Бен Ладена, это выдумки. Вот. Это все ФСБ организовало это дело, спецназ ГРУ переколошматил этих, там, нашли этих 4 дурачков, на их морды посмотрите, там зачумленные, там
малюсенький, щуплый, там, по-моему, автомат Калашникова, он едва поднимет, каждый из них. Вот, их в темную использовали, их, на них все навесили там, и все. Вот, понятно, идиоту ясно, ежу понятно, что ФСБ это сделало. Вот, но Юлия Латынина, вот я ее слушал несколько раз по этому поводу, мне интересно было, что она на этот раз скажет. Они же до сих пор, и Латынина, там какой-то Кац появился у них, как черт из табакерки, новый политолог, каркающим вороньим голосом, он до сих пор утверждает, что чеченцы взорвали дома в Москве, в Волгодонске. Весь мир уже знает, уже книги, фундаментальное исследование было. Но сами бывшие ФСБшники уже детально уже рассказали, как они там взрывали, как они нанимали там Гочияева, Мочияева. Там, кстати говоря, Гочияев в момент, на второй день после взрыва писал мне там, вернее, звонил мне, просил моей помощи. Там, это долгая история, не буду отвлекаться. То есть и Гочияева их использовали в темную. И им предложили там снять в аренду там помещение, и там сделаем то-то, то-то, там дали им деньги. А эти дурачки, двое, Гочияева, второй, я уже забыл, вот, сняли эти подземные помещения в этих домах. Вот, а ФСБшники взяли туда, завезли эти взрывчатые там гексоген и взорвали дома. И, кстати говоря, руководил конкретно вот этим механизмом закладки, там, взрывы, руководил сидящий в тюрьме этот фашист русский. Да, хороший русский шундует, Тумсу Абдурахману, und это Иги, und это ФСБ Галария, видимо, тетку спасает парень. Я его и не слушаю. Там мерзкий вид, даже бетихажи, цавицу. Тошнит, когда я смотрю на него. Вот. Эту ситуацию, в общем, тут много можно говорить, но в общем, еще только следующее. Следующее, Кенти. Позиция. Ладу, шваршук, фаолом. Я просто сегодня не в теме чуть-чуть. Да лаху, что, я, например, не согласен с тем, что сегодня ведущие европейские страны являются империями. Вот этот цивилизованный мир, он уже давным-давно отказался от империализма, от имперства, полностью извинился перед народами, которые они держали в заточении. И вот эти люди, они вышли на такой уровень, да, когда своим каким-то благородством, своей толерантностью, своим прорывом в науке, они вот таким вот образом привлекают к себе там остальную какую-то отсталую часть вот этой планеты, и тем самым им все начинают симпатизировать, да? То есть вот как своим каким-то примером могут другим свет, какую-то цивилизацию, что-то принести, да? Ну, только вот русская вот эта недоимперия или империя, она вот осталась в этом каменном веке, там, в прошлом, потому что они всегда там хотели, видимо, быть рабы, они хотят всегда дорасти до царя там,
Ну как у этих там цыганчи, духица, до бароны, до расти, до лесче гор цыганенок. Ишь, короче, такое-то психология, ука рабски. И как, Раб хочет другого раба боя. да, как бы они вот сейчас все отказались уже от этого, они, пользуясь случаем, сейчас вот хотят нагнать вот это то, что упустили, своей сущностью, о, мы везде Бог. Она в собственном этом валяется где-то, мало, а это он, человек, короче, хаксан sana, ой, а мы гунядин, мы первые в космос, мы гунядин Бог, что теперь психология. Ишь на этом как бы легче будешь, а вот мир, он давно вот это вот отказался от всех жестокостей, насилия, там, принуждения и так далее, и взяли сторону развития, взяли сторону вот этой толерантности, взяли сторону такую, где человек там как бы к людям относится как ну, к себе подобным, там начинают друг друга понимать, где-то прощать. Ишь, цунде кызылши ишаядул цуман. И вы общество юкахилхум что дайман, но вы, к сожалению, из-за идеологии, наоборот, отодвинуть не начут ешь. Дала все-таки, что тица дамду из духа ночи висим. Ну, духа шейх датер бинаш бутавайс. Вот, и хум ишталеется в дуне Ты в прав, основном. Ибрahim, ты прав, я же... Поэтому я бы не назвал это империей, потому что и зритель это неправильно понимает, да, которому 24/7 в голову вдалбливают, что ни одна Россия плохая, ни одна Россия захватывает людей. Вон, смотрите, индейцами что сделали американцы, что французы этими магрибанцами сделали, боже. И дурачить беш. Эти уже давно отказались. В Австралии, в государстве австралийском, которое независимое государство является, ничьей колонией давным-давно не являются. Америка ничьей колонией давным-давно. Англия, бог кто амабин, они за свою свободу отстояли. И сегодня это лидер вообще свободы в мире, то есть свободолюбия. И если взять Австралию, то в Австралии есть день извинения, когда все австралийцы там, то есть приезжие, белые, выходят, и этот день вне зависимости от возраста, что они только недавно родились, что они вообще не причастны к прошлому вот этому своих предков. Они выходят и извиняются перед вот дедукцией, то есть день у них извинения перед местным коренными вот этими народами. И эти коренные народы, они сегодня нормально имеют одно из лучших государств, то есть все четко права, как и подобает, то есть они там хозяева. Добавьте ислам. Пожалуйста, ислам. Да, именно что я хотел сказать, ты тоже правильно сказал, то есть там добавить нечего. Специально, что империю имеет, нах тилбо, что империю считать. Даже что касается вот этого финансовой этой операции, например, деньги там Чада или Центральноафриканской Республики через французский банк с международной какой-то гарантией, через него ешь. Это обычная практика. Никому деньги Чада не нужны, если чтобы с кем-то сильным они должны, у кого есть мощная промышленность, чтобы их сделать ликвидными, там, чтобы они деревянными не были. То есть это добровольный выбор вот этих африканских государств использовать ликвидность или, скажем так, международная признанную стоимость французской валюты, то есть их банковской системы, институт. То есть это добровольно они делают. Точно так же раски
до вот этих всех. Не факт, может, даже сейчас делают, я не знаю. Уже шеквель. Распри использовали, Центробанк был привязан к доллару. Но не то, что американцы пришли их, что так колонии, давайте, не целый то, что русские хотели, чтобы рубль был конвертируемым. И чтобы он был конвертируемым, они договорились с американцами, что те будут их деревянные рубли считать за валюту и давать свои американские долларовые гарантии. А Распри в ответ обязали, что они не будут печатать лишние рубли и соблюдать вот этот баланс. Короче, столько нефтяных долларов мы заработали, столько рублей мы и напечатаем. То есть доказательство, да, гости контролировать Deutsche, чтобы их деньги были конвертируемы. И все, то есть французы никого там насильно своими деньгами пользоваться не заставляют. У них такой возможности и нет в нынешнем глобализированном, раздираемом противоречиями, конкурирующем мире, где там китайцы пол Африки фактически, скажем так, экономически оккупировали, то есть юань-цан. То есть там выбор у них есть, кому обращаться за, скажем так, финансовыми обязательствами. Да, я имел в виду империи в классическом смысле, они вымерли все, кроме России. Ну, имеется в виду альянс, я имел в виду, если как-то назвать, там, допустим, не империи можно назвать, а там военный, вернее, экономический альянс, там, допустим, французский, английский, там, где нет насилия действительно. Вот, я же подчеркнул, что здесь во Франции, в Париже, в лучших местах живут алжирцы, марокканцы. Вот, то есть полная свобода. Но соль в том, что отдельно взятый народ не может конкурировать там с другими народами. Вот, поэтому все равно вот эти вот объединения, военно-экономические альянсы, только вот в рамках этих альянсов могут выжить большие и малые народы. Большие народы. А малые народы должны, такие как мы, малочисленные, должны находить нишу удобную для нас, для выживания. Вот. Нам выгодна ниша западной страны, Франция особенно, Англия, Америка. Вот. Мы должны быть проводниками интересов этих государств, европейских, цивилизованных государств. Вот. Только в этом качестве мы, чеченцы, можем сохраниться, как вид, можем сохраниться. Вот я в этом смысле. А так, конечно, здесь нет антагонизма во Франции, в Англии, в Америке. Вообще в европейских странах нет такого явно выраженного антагонизма. Есть конкуренция экономическая на уровне даже частных лиц. Там, сосед с соседом даже конкурирует иногда. Вот. Это заложено в людях. Государство с государством конкурирует. Там. Каждый свои интересы защищает. А так Запад, он гуманный. Гуманный мир установился на Западе, в общем-то. Там с какими-то недостатками, конечно, но гуманизм здесь господствует. В то время как Китай, Индия, Россия это является вот, отрыжками средневекового мракобесия. Я в этом смысле. А так, вот, Ибрахим прав, что сейчас совсем другое. Вот, империи, может быть, даже слово империя нельзя применять здесь. А как это, ну, военно-политический союз, там, экономический союз государств. Вот, можно, наверное, сказать. Все, Просто эти государства, они для того успешные, научились себя правильно вести, правильно вообще в этом мире сосуществовать, что вот эти там бывшие колонии, бывшие там вот это
Они, наоборот, все тянутся и равняются на них, хотят быть уже там, добровольно хотят быть похожи на вот этих вот, да, то есть на людей, которые несут какую-то пользу, свет всему миру. Ищут, как бы, Точно. ищут формат у тебя. Вот этот Халлер и Нюкел, что он нашли, это вот как раз Веста, они вот доросли до этого, все уже отказались от этого, они вот реваншируют, да, если мы Бог, да? У нас нет границ, в России нет границ, Бог, везде мы гуляли первые, воровали у всех технологии, всякие и так далее. Поэтому в Алжире французского президента встречают как своего президента, с ликованием, рукоплесканием. Англичане тоже английскую королеву встречают как свою королеву. Правильно, совершенно верно. И в правительстве, в английском правительстве индус, не индус, а кто? Пакистанец, по-моему. Мэр Лондона, пакистанец. Мы можем представить, чтобы мэр Москвы был чеченец. Вот. Хасбулатов случайно пролез, это чисто случайное стечение обстоятельств. Вот. Ельцину кто-то посоветовал, и он заклинился на нем. Вот его отвергли, дважды его отвергали на голосовании. А Ельцин все равно возвращал кандидатуру его и буквально с кишками протащил его председателем Верховного Совета, если вы кто-то помнит из вас. Его же дважды прокатили. Бабурина хотели выбрать. Вот. А в Англии, пожалуйста, мэр или премьер-министр даже, нет, мэр Лондона. Вот. Во Франции очень много в парламенте, в министерстве много там арабов. Вот. Так что поэтому сейчас предложи среднестатистическому алжирцу, как говорится, чтобы он порвал всякие отношения с Францией, он заклюет тебя. Вот. Никогда он не захочет порвать отношения с Францией. Франция для них уже колыбель, родина, вторая родина. Франция, по сути, им дала вообще цивилизацию, там, их научила всему. Совершенно верно. Если, например, вот эти русские, вот эти мужичьи, которые там в лаптях, еще будучи, вот этот у них крепостное право, и там целыми группами, там, селами даже, меняли их на собак, на всякие там эти аксессуары, скажем так. Вот эта среда к нам ее, шла на нас там, и наоборот у нас полностью отрезала нас от наших корней, от цивилизации, от всего. То есть и культура у нас из-за них деградировала. Потихоньку мы начали уподобляться им, и наоборот, обратный процесс в нашем случае произошел. Да, совершенно верно. Нита, хотсахом али аларк ала. Давайте взбодрим нашу тему.
Да, я просто хотела сказать по поводу, ты помнишь, ты говорила, что не было упоминания насчет депортации народов, и в школах как-то это преподносилось тоже. Я просто свое время вспоминаю сейчас, и у нас был учитель по истории, и как раз-таки она тоже так, ну, выразилась, и потом уже в учебниках по истории я прочла такое, типа, у них было так написано, что на основе фактов сотрудничества с оккупантами, вот именно карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы, по-моему, крымские татары тоже там были, что якобы было принято решение ликвидировать такие государства, даже ликвидировать государственное образование этих народов внутри СССР и подвергнуть их такому коллективному наказанию, насильственному переселению и депортации в вот эти восточные регионы. Это так в учебниках было написано. Вот, собственно, как бы, что касаемо пропаганды. И у нас был учитель по истории, и когда я ему задавала этот вопрос, приводила доводы и истории своей семьи, рассказывая о том, что это явная пропаганда, это неправда. У нас была депортация. И по сегодняшний день даже где-то в учебниках до сих пор есть учебниках по истории. И на журфаке у нас тоже был преподаватель, и он опять-таки ту же самую ошибку делал, постоянно говоря о том, что мы, дескать, были сторонниками каких-то там, то есть на стороне этих оккупантов, как бы так. Но он еще при этом утверждал, что якобы это намеренная даже ошибка. То есть они это не говорили публично, но где-то там в кулуарах они все равно понимали, что как работает вот эта диктатура в России и вообще, в принципе, что это явная пропаганда снова, то есть как бы оправдать власть и вот это вот то самое постсоветское время, как бы. Вот, как бы такие вот дела. Что касается вот именно, как сказать, вот этого абзаца, его до сих пор оспаривают. По-моему, этот Даудов, он кем там является сейчас, я не в курсе, но он якобы писал какую-то там петицию или куда-то там во все возможные органы, но тем не менее они все равно эту ошибку даже не пытаются исправить. То есть, это как бы вообще вопиющая наглость. И сейчас даже говоря об этом, мы тогда на тот момент, вот школьники, да, моего времени, подростки, я сейчас, конечно, не подросток, но в то время, да, 2000-е там годы, у нас также было, что всех там заставляли вот на 23 февраля приходить там какие-то подарки делать, еще что-то, но мои родители меня просто не пускали в школу в этот день. Как бы для нас это был траур, и самое главное, вот просто детям с детства, мне кажется, это говорить, чтобы они понимали это, чтобы не было этой пропаганды и повторения вот этой истории. Как бы если кому-то это очень важно, знать свою историю просто в семье, чтобы это рассказывали и не забывали. Вот и все. Я бы хотела об этом сказать. Да, эту тему поднял Артур, продолжила Мика, а я просто присоединилась, просто так говорю, это не моя была тема. Более того, об этом надо говорить, не просто говорить, обязательно наш народ должен добиться того, чтобы вот этот геноцид и насильственное усиление с уничтожением, там, сжиганием, скидыванием с обрывов людей, там, расстрелом больных в больницах, там, где кого топили, где как, короче, со всеми вот этими методами, да, там, агрессии, убийств и так далее, чтобы вот это, то, что над нами все произошло, ему должна быть дана оценка.
Если этому будет дана четкая оценка, как она была дана после Второй мировой войны гитлеровской, фашистской Германии, после этого уже в дальнейшем повторять такие же методы становится неповадным. То есть, когда осуждается то есть вот это дело, оно должно быть осуждено. Все даже сегодня сдохшие вот эти ублюдки, которые совершали вот этот геноцид над нашим народом, они должны, истории, их имена должны быть им дана, они должны быть обвинены, да, вот в этом геноциде, в соучастии его. Только так это работает, дальнейшее предотвращение. Только таким образом. То есть это все наши отцы, деды, там, вот это наше прошлое поколение об этом говорило только в таком формате, что вы должны помнить. Не для того, чтобы мы помнили там потом в подушку себе куда-то, потому что на тот период эти люди, они не могли по-другому говорить. Но они как бы до лучших времен, чтобы вы потом сделали, когда ситуация поменяется, вы четко довели это дело до конца, поставили на это печать, чтобы весь мир признал это геноцидом, и чтобы в дальнейшем предотвратить, наказать всех там, повинных задним числом, передним числом, без разницы. Осудить это, там, кто является сегодня правопреемниками вот этой системы, они должны в какой-то форме понести полностью ответ за это. Как бы только из-за этого в Дuyuchmadare здесь смотрели, то есть люди, которые сами выкидывали из поездов своих близких тела, там, их эти трупы в снег, там, люди, которые целыми там селами сжигали где-то, да, там расстреливали, вот это все очевидцы, они говорили, дить смотри, не чтобы, опять-таки повторюсь, чтобы мы там, они тогда не могли сказать вот так, эти ублюдки должны быть наказаны, потому что этот режим все еще, они являлись заложниками, в плену находились. Но сегодня мы тоже в плену, по сути, находимся, но у нас огромная часть сегодня, и вот этот железный занавес, он не такой, как раньше. Поэтому их до конца довести до этого буквы. О геноциде 1944 года нужно обязательно снимать документальный фильм. Очень хороший, серьезный фильм со всеми пробами. Я, к сожалению, думаю, что, наверное, с очевидцами вряд ли получится. Я не уверен, если сейчас живы, много времени прошло. Просто человек, в принципе, не живет от природы так долго. Ну, может быть, есть единицы, я не знаю, но в то время они, наверное, были совсем детьми. Из взрослого населения, подвергшегося этому ужасу, конечно, уже не осталось никого. Вот. Но какие-то пробы найти, документы, документацию, все это снять правильно, и принимающую сторону там из Казахстана тоже там поснимать у казахов, спросить, как было, наверняка у них тоже есть свои истории с этим связанные. И этот фильм обязательно нужно отправлять на фестивали документальных фильмов, их очень много и в Европе, и вообще во всем мире, и надо отправлять это как работу, это должны видеть, должны знать. Более того, я вам точно могу сказать, что это в принципе баснословные деньги такой фильм снять. Здесь скорее будет сложно собрать информацию, спикеров, с кем-то поговорить, у кого-то взять интервью, а в принципе технически снять, смонтировать это совсем не сложно. Я, может быть, не совсем в тему, но все-таки тема смежная, как мне кажется. Хочу вот что сказать. Вот мы, говоря о высылке там и так далее, все время говорим, пытаемся оправдываться, что не все чеченцы были предатели, там, с Гитлером не сотрудничали там, и так далее. Бог что это. Вот у нас нет общенационального сознания, общенационального отношения к таким очень существенным, судьбоносным фактам нашей истории.
Вот, многие чеченцы кичатся, гордятся даже там Топа Чермою, Орцы Чермою. Орцы Чермоев был российский генерал, убийца чеченского народа. Как можно гордиться убийцей твоего народа? Или Хампаша Нурудил убил 920 немцев. Ну, как можно гордиться? Ну, немцы в то время, там, гитлеровская Германия, это людоедская там страна была, понятно. Сам Гитлер был вселенский людоед. Но тут просто один людоед, Сталин, против другого людоеда воевал. И вот мои, например, родственники, там, дяди по отцу и по матери возглавляли восстание в 1943 году. Борзой восстал против советской власти, там, и сутки сражались против войск НКВД. В этом бою погибли у меня, там, и дядя погиб, второй дядя погиб. Ну, и я горжусь вот ими. А Хампаша Нурудила, ну, я его не обвиняю, что он там, его забрили в армию. Мой отец тоже 17 лет вместо своего старшего брата пошел в армию. Ну, и он не знал, что делать, он спасал своего старшего брата. Потому что старший брат уже имел семью, а он был еще не женат в то время. И тот факт, что в армию пошел, там, по неволе, там, как-то, ну, можно там закрыть глаза на это, но гордиться, что он сражался за интересы там НКВД, ну, для меня это кощунство, например. Я своих детей всегда воспитывал в ненависти этим там, ко всем, кто служил царю, советской власти там, и так далее. Там даже 2 дочерей я обучал там, разбирать, собирать автоматы, там, учил их стрелять из автомата, из пистолета там, и так далее. Ну, и 12 лет одному сыну было, 10-11 второму. Они чуть больше минуты могли разобрать и собрать автоматы. Я их воспитывал, чтобы сражаться против вот таких чеченцев, а против русских, само собой. Ну, и все время им рассказывал, вот эти вот наши герои, а это наши предатели. Они все знали, там все эти Орцы Чермоев, там прочие, всех Мазал Кушаев, там, всех врагов знали, всех этих. Вот, у меня в семье такое было, а в другой семье, вот по соседству у нас жила другая семья, там, Татьевский семья, она старушка была, Сухаю князь, то есть она гордилась тем, что она дочь, ну, влиятельного, богатого там, офицера российского. Вот. Если твой отец был офицер, все, он был стукач как минимум. Особенно, если он в органах был. Вот. Иначе быть не может. В органах ты не мог прослужить там несколько дней, если ты не вредил своему народу. Вот, то есть, вот нет у нас одних и тех же критерий, да, которые должны быть для формирования общенационального сознания. Вот одни так говорят, другие так говорят. Вот, тут тоже как мне кажется, может быть, я допускаю перехлёст, но мне кажется, надо чеченцам четко знать. Вот, все, кто воевал на стороне советской власти, царской России, это откровенные враги, но в любом случае не друзья, и ими хвалиться, гордиться ими нельзя. Вот. А семью свою надо постоянно готовить к войне, к сражениям, учить стрельбе, спорту там, и так далее. Там. Значит, ситуацию, я, может быть, не совсем в тему. Нам нельзя оправдываться, что мы там во время войны там не служили в Красной армии. Очень плохо, что служили в Красной армии тот, кто служил. Очень плохо. Это гнусное пятно на теле чеченской нации, если он служил в Красной армии, а тем более в царской армии.
Да, ну, собственно, герои и негодяи, ну, нельзя их винить, они же империю ты нах будешь. Я не виню их. Да-да, я понимаю, ты не винишь, это понятно. Просто я хотел немного этот советский миф, что ну, все эти советские герои, там, Матросовый, там, я не знаю, Кожедубин, там, нет, самолет сбивал украинец на американских самолетах. Все это мифы. То есть такого размена, чтобы советский солдат убил 1000 немцев, то есть 1001 немцы Савина, вот этого солдата, а он 1000 убил. Такого размена с немцами никогда не было. Немцы 5-6 раз минимум уничтожали всю советскую армию. То есть ее снова набирали, мобилизовали всех этих крестьян, сибиряков, там, казахов, Среднюю Азию, всю эту орду снова вооружали, снова американцы, им пуговицы и исподние, короче, по ленд-лизу поставляли, им снова винтари вагонами подгоняли и снова кидали их, вот эти мясные штурмы, короче, немцы. И немцы их снова, вот так 5-6 раз за эту войну, вернее, за Вторую мировую войну. То есть вот такого размера, размена, даже 100 немцев против одного, чтобы там какой-то русский убил 100 немцев, а немцы одного русского. Даже этого не было. Потому что немцы такие потери просто не перенесли бы. Они с Советским Союзом не такая большая нация, и они на 2 фронта воюют. Они в Африке воюют, они в Англии воюют, они в Нормандии воюют, они на Ближнем Востоке воюют. И тут с Советским Союзом еще воюют. И если какой-то советские там люди убивали бы даже 1 к 2 немцев, то есть в каком-то приличном количестве, немцы быстро закончились. То есть советские мифы про это, Нуродилова. Зачем им нужен был вот этот миф, я не знаю. Ну, сам Нохчицын, наверное, он какое-то отделение немцев положил из засады. Эти 10 человек стали там, 9 человек, там сразу 2 0 приписали в газете «Правда», и чтобы в дух поднять, Хисенбойш был раскрывать, чтобы их дух поднять, в газетах печатали там, вот этот снайпер Васильев убил там 300 фашистов, 900 фашистов, там 1500 фашистов, и в эту серию пошел и Нуродилов, который, видимо, там 9 с Максима уложил какое-то отделение немцев. У немцев ассы швушун танковые, которые по 300 танков уничтожили. То есть у них есть танковые экипажи, которые уничтожали больше 300 танков. Там, причем не только советских, там, а еще и на Западном фронте, в Бухте, ассы даже 250, там, 260 танков уничтожали. У них есть вот эти воздушные ассы, самый результативный ас всех времен и народов. И Хартман из немца ушел. 353, по-моему, сколько-то он уничтожил, то есть самолетов сбил. То есть такого размена не было, забудьте, имеющие. Это все равно сейчас Путину верить. Что Путину, например, сейчас такая этот украинский цадинабош, цадицарь, то те шармадати, потому что у нас тут информационный век, мы можем открыть телефон и увидеть, как русским делают мясные штурмы, им на голову скидывают гранаты, их пачками убивают кассетные американские вот эти 155-миллилитровые снаряды, хаймерсы. Мы все это видим. То есть делается тешь. А тогда мы же не свидетели, но врали они так же. Даже, может, автобот сделал, телефон чего сделал, интернет чего сделал, да еще круче врали. То есть вот эти все сказки, мифы советские, забудьте. Это все ложь и вранье. Сама риторика вот Советского Союза о предательстве чеченского народа, что якобы мы их там встретили там с белым конем и тазиком пельменей, или как там это у них было, она просто в корне абсурдна. Как вообще можно предать того, кто изначально твой тиран, который вот пришел, все у тебя отнял, уничтожил большое количество народа, твоей национальности, забрал все твои ресурсы, лишил возможности
распоряжаться землей, создавать свое государство, строить свои инфраструктуры, институты, дипломатию, там просто государство в принципе. Все у тебя забрал. Я боюсь, что чеченцы даже вот в большинстве своем не понимают потенциал, вот насколько изуродовала Россия наш народ и нашу землю, насколько, сколько было отнято свободой уже несколько веков. И вот как вообще в принципе такое можно предать? Предать можно друга, я не знаю, там, супруга, еще кого-то. Как можно предать того, кто изначально уже несколько веков твой страшный враг? Я не понимаю этой риторики. Точно. Мика Мика Истхала. О, Ватсон Бехмобила. Да, я по поводу вот Чермоева абсолютно согласна. А вот Хампаша, вот Нуродилов, мне кажется, что это больше всего раскрученная такая вот сказка, типа Цухайна, дружба народов, они вот такие жесты делали. Вот. И Цунде царь раскрутить инсан агурцу, и ца вина, и щи вина, и немцу, герои, и сон этики ему там... Я была, кстати, на его этом лета есть на Мамаеве Кургане. Мой папа мне часто в семье рассказывал, что и вот эта политическая номенклатура Чеченской Республики, когда даже Нохча Хабяхканчхэна, ссылки Хаякбуд, Цаякбюбельч, там уже работали Нохчи, именно на руководящих должностях. И вот это вот люди, которые даже не сослали. В общем, я хочу сказать, что среди нас были Нохчи, которые помогали Озгасхшанове депортировать Дяшхена. И их не сослали, их ни семьи не сослали. Они, естественно, были, как правило, все КГБшниками засекреченными. И их имена, он даже по именам некоторых называл, но сейчас я не помню уже, как-то вот далека была от всего этого. И вот и когда мы приехали, вот в 53-го года разрешение, в 53-м году нас реабилитировали, и люди-то возвращались несколько лет, не сразу же все приехали. Хабях каншхена, уже шейтига бобяш, шорт ногчу бубаркцу. Да, правильно. Можно я немножко добавлю по теме империи? Цажимал недоговоренный Исарва и другие темы пошли. Дело в том, что в современном мире официально империя только Япония. И то она империя без атрибутов. Это значит, она вот веками называлась империей, у них сохранился этот институт императора, а на самом деле это самое нормальное демократическое государство. А вот империи с претензиями на империю на сегодняшний день осталась, наверное, только Россия. Потому что основной атрибут империи – это централизованность власти. Это значит, если государство создано, состоит из разных народностей, разных этносов, и они объединены в одно государство, и если в этих частях этого государства, в этих, по-разному их можно называть, налоги все собираются в центре, и центр распоряжается, куда что передать, и единовластие. Этой империей, если управляет один человек. Вот Россия на самом-то деле с вполне современной, с демократической конституцией, формально она де юре, скажем, она оформлена как демократическое государство, а на самом республика, так называемая, а на самом деле это самая настоящая империя, потому что на местах власти нет ни у кого. Все губернаторы назначаются одним единственным лицом, который правит всем государством, все главы республик назначаются этим, ни один объект государства
субъект государства, ни один, не имеет никаких прав, никакой самостоятельности. Это и есть на самом-то деле де-факто империя. А вот, например, если возьмем мы Америку, там она вся состоит из штатов, 51 штат, но эти штаты, каждый штат имеет свое законодательство, распоряжается своими средствами, богатствами, налогами. Есть распределение региональные налоги, которые остаются на землях. Есть налоги, которые платятся в государственную казну. Поэтому насчет империи сегодня, что это Англия империя, другой империя, это не так. И Германию тоже можно назвать империей, если мы говорим, что она состоит из разных земель. Но вы знаете, что это вполне демократическое государство, каждая земля имеет свое законодательство, свой бюджет, и они вполне самостоятельные единицы в составе одного государства. Если так говорить, то империей можно назвать и Европейский Союз. Европейский Союз, потому что это больше он на самом деле он конфедерация совершенно свободных государств, у которых просто общая политика, может быть, общая армия. Вот такие разновидности. Поэтому той империи, которые раньше были, и вот эти разговоры о том, что Франция или Англия до сих пор являются империями и порабощают какие-то народы, это все неправда. Это все не соответствует действительности. Единственная официальная империя – это Япония, и то она формальная империя. На самом-то деле это демократическое государство. Только в России сохранился этот авторитаризм, который на самом-то деле в настоящее время уже перешел в тоталитаризм, потому что сейчас ко всему, что они ведут, они добавляют общую идеологию. Если общая идеология, то это уже совсем другая разновидность построения государства. А вот на самом-то деле, по сути, де-факто это империя, потому что народы все порабощены, ни у какого народа нет никакой свободы, все назначается, все поощряется. Сегодня даже официально легализованы пытки, это все у нас происходит на наших глазах, но это совершенно ненормальное явление для современного мироустройства. И думаю, что это не может долго держаться в таком состоянии. У меня все. Переисывай. Тесла, ты хотел короткий экскурс провести по истории. Я тоже хотел вписаться перед Теслой, потому что тут эта тема, когда проскакивали, там был момент именно насчет вот этого нашего геноцида и о том, что мы просто, если мы хотим в будущем не повторения его, мы должны сделать все, чтобы этому мир дал оценку. Свой бючпалта, зюкти буй гуняйден, зюкти сердинай, вождинай, бошвахин, зюкти нормально дали своему Холокосту оценку сполна, вполне нормально. И сегодня они с ними бы опять так же футболили бы 100%, если бы они бы всех вот этих ублюдков не привлекли бы к ответственности, не сделали так, чтобы весь мир вот это дал оценку этому произошедшему, вот этому народоубийству. Вот просто и
جوكت بوي نجوكت بوي تر إش بوي تر إدري وجدري خدان تغن أز جوكتش دول دوينال تر دول حقيقة تر دول просто تا юга цаболш дагыяштары هم наверное сун цахьеты вайкомате датся сун вайкомате даже чого до алхиеты цадул хун швейцам качество швейцам менталитет цадул хума просто от идеологии что я чу бесен вэш волк вэш кэн шай таниша короче и алла что просто да то есть еще дек дол что претендент шел что куда что таким же происшествием, таким же народоубийством. Осталось только ногче братствен включиться в это дело и хилой дабаран чантаться мерлили нагишадул хум юх и хум гинаш и хум шакюгрол и дак дадух ши иште иша юл قزل شي هم تير دقع خيلدول هم يديت سديت ايش شي إشاء دكتور داي إن داتسا لا просто قاعدة مدو أسبوع منتهي وين تهم وين нам игина мадайте это взрослое поколение прошло через у нас уже из-за того что этому не дали оценку мы повторили почти повторили то же самое народоубийство оно повторилось и оно еще будет повторяться и повторяться если это не остановить один раз. Еще дополнить, наверное, что просто этим тем Теслу. И каждый раз ходил, что помню, каждый раз раскрываю, замежгишь, и меня будет чаще. So раскрываешь, и что их им чёрт ябьем, а ты должен дать. Но раскрываешь постоянно, арча душ, ал ермоло волшен дюнса и копеек штёшь. Эти голцы оставлены к шкирина, как всегда, эти иду. Вайн эват джеткиш сани Америк сани цапачал тела. У нас бы тоже получилось бы, наверное. Вайн эват тагват. Да, нейсн дуэс, нейс бра. И ты хватя ешукой, оджук ты шенте мун хватина Америк. Цер ты хватин мою, ша Америк, там ария эн сигла чума цаюжа там. Цер шаддаг динах шен Америк. وهي معيش تير سن حدل شيك وقدو حيقل دو شادك دو просто وي بل باتسق سن عياح كان سودا والوي شو دا سيخ كروتشي شتا دو عمشتن فهنا دندن boş отстехаен шаек шашхули ело цауш там هغدون شاش بيخم شو импери شو шаек гой мастау масужук тишицу уж венду халбела все духала мазден до анештен Велчанд. Надо и знать, короче, тебя разобраться до еды. Ишт аудла лиело де лота, там хумантица до. А так потенциал, я могу еще дек дол штук дичан. Şu jüptiş liyetsalı jüptiş sen paçal inrelere ilat kerdiye şu prafu katsa diye şabratna taqiz büyük qadnaysan büyük adam vaduş edüjeni işteyiş Цаома цаирхлар батаган представить аделик дуния халха та нохчи ком представляет что президент вала и парламент лицо народа там цауются детские идеологии шала и ешта دني وين تتسا حاجيت هر دني وين دحال دحقش مدو وي ногти джуктиш тяхецбу ходит занимается черти чем поэтому бег буйгох дынен никого винить не можем сами в это влипли جوكتشام خطابة شايفة شالقين ودنيا تاع أمريكا كل بيات روسيا كتابيات شين ويقدنا دولشن شي دروجيت شي باتشال تيوتان
примерно от арбой махка, сун ежикти и арбой ежикти разница я сун ушта уж на политическом, уж жизненно, ворса был божна, батюш, ушайнается, ушайна, бугас уж то, та на любой метя, один это, дуаш то, почал, тут евреиш, хан евреиш, собьешь евреиш, не набидит, печола, алгастош, всю жизнь ехабеш, и кура изуш, этюкид. شيء ماستر هو تسقوش وابوي يوز ماستر هنا حلقة بعد صلوا توصلي يدك دي باش Бывает пока арбо хуцахаэдо переключиться дынду. Не то, что там жукты, арбо хухаэдан хуерша, в Палестинч бушон, в Сирийч бушон 17 миллионов, в Палестинч бушон 8 миллионов. В тамунадын Москву бой шбушон, в да баган Бангладеш, колоды чуваш бунохче. Нэн тири, вори, дэн тири, короче, да. هنادن كلوديت شيء حجر شيء هنادن أجاك يزبي بوش وإسلام الدنيا كروتشي جناتسيد مسلمان شوفوا خيج بوشن نوخش شغم سين على ضايقش بيخمش كروتشي كيفيش إيش يخدش بقول И да, что это религиозная тема, здесь ехать сюда и тем, да. И главное, хинт долго до самого и просто твой дух хаят, и он долго буквально за шишоки, кошоки. И то ночь уй, абусал бой бош, то декамел дуй, дел да, экамел лаху одина сатодия штук. И что запайт бош, хез чена, бусал цахул ночь цахил чи, ночь хез бусал кальвези. И захую цауше, дух хадат се долго. والله сам боялся никогда в жизни религию худу алхате nic и он дуй моде да был что сатуди яшта ала ош и он да что вот держал да что он что хеше вот дук из да طبعا يقام على الموضي وعبوس البلج نوختي غلش سخلش موخر بوصل عندك شو هذا عشان ما نعودين نشوف رياضيش عندها ده شو خاصة بس درجة وش عايزين نضيع ده أنا ما حياة وش تريلي شغلوش وش موسمتي أو جيزني سألو زورنا ميرين عايش نيستك ده نيستك ده هوني كيت بوصل بقى لجان كنت جمحلو شلوه طوان بقى اللي هو هبيستخلج وبيوخم شعلقه вообще بيوخم ديالله يالهو مشن бош. И он шлитин был. Хинчал не то, что бусул, а вахабийство это, а уже все кефир-то, суфийство, Аллаха, даже кефир. Ибраим, яхенш, дагёгон суна, бьючо, дела, бакмаду, дела, да, пиштурки. А Зинаида хочет сказать что-то. Мы вас слушаем. Если хотите, можете что-то добавить. По-моему, нет. Ладно. Продолжайте. Мила выставил еще Шушин, когда как бы пауза здесь, даже если сильно один из участников злоупотребляет микрофоном, можно перебить даже, твоя проблема, ясно. Маршал Дума, Серга. Дел маршал Дума. يا شيت تحر ألدو هم ده وخبيست اتستيمنت يقول ديلا حلق دك دوسون حيوحت حتشوبلاح وجيم ولاح سرازو كوتش بيدر وبيقي نغدوي ويشتون ليل شو ازدوتهم أوغ تاع ازدوتش لورشترق حلق عمج خيلجا ميق خيلجا تين يوحي ليشترق عدوي تغن لاجدينا أس сон цачо неудобно хул бехкине халга мажин сунде as даже маж даешча бехкинах олсе хун даёш оле хун цают ахоле дуй уже до того дошло дуй уже бехкинах шеш ол и мажит оле иштол деделак ой таган дуй
Штундук. Халық мажхылч тезет белла олар. Тезет сада белла цун оле. Иштлилошар халмаж. Мужчины брились начисто. Если борода, значит у него кто-то умер. Такхан ялчего и даюшар. А хинд масу и можно шинлилшку. Прямо даже страшно на них смотреть. Но А как и зудри облачились в черное. Вот тезят вот ты накцарвай эцмахка. Духкундук. А с платком такая же, в принципе, как бы идея была, что девушка, если как бы у нее была повязка на голове, то это означало, что к ней не может подойти мужчина там или даже просто через кого-то спросить там, где она живет или кто она, просто ее имя даже не мог познакомиться, потому что повязка означала, что она уже замужем. И как бы, а сейчас их просто не отличить. Я встречаю некоторых девушек, ну, наших, да, как бы вот здесь, в Европе, и когда я им это рассказываю, они уже здесь как бы выросли, и они даже иногда удивляются. Они думают, что действительно это так и есть, но большинство из них тоже попадают вот в эту пропаганду именно вот этого ислама, и ходят в основном все покрытые. А когда ты просто им рассказываешь, они вот просто, ну, удивляются очень, говорят, что, ну, мы даже об этом не знали, то есть нам родители об этом не рассказывали. И еще очень популяризировалась тема по поводу того, что если ты мусульманка, то ты можешь выйти замуж за, не знаю, любой национальности. Главное, чтобы он был мусульманин. И вот у меня такой, знаете, вообще в голове творится бардак, когда я слышу, что бусулбхалчхумадац, типа, ничего страшного, даже если он русский и мусульманин, они уже до такой степени доходят. Ну, это просто абсурд, это ужасно. Мы переживаем вообще, ну, трагедию, прям полномасштабную трагедию. Насколько это все. И вот эта молодежь на данный момент, они даже понятия не имеют, насколько вот эта вот идеология этого ислама, они уже на арабов стали похожи. То есть у них есть такое даже, ты с ними разговариваешь, у них через каждое слово, вроде бы ей там 18-19 лет, но она настолько на этом, ну, повернута, но цумбех паци. То есть мы понимаем уже сами, что откуда это идет. Прежде всего, это идет от родителей, как бы. Поэтому надо своим детям объяснять, что мы чеченцы, мы не арабы. Нам не нужна какая-то, какие-то, знаете, азы или в плане воспитания. Нам это не нужно. У нас и так это есть. Поэтому, ну, как бы так. Нита, это не столько влияние родителей, сколько Мария, когда это самое, Мария кёрчу дыч, и гум штяхарчу шей. Потому что шей дикал кагейт ещяц, это же уже в привычку вошло, ламас кара дуй, марх дуй кара. Тогда только она благочестивая. Поэтому им приходится, чтобы выйти замуж, одной части, чтобы выйти замуж, а второй части, чтобы удержать уже и мискаляцерк. Ладно выйти замуж, но Хажагинь, когда меня это вообще очень страшит, я боюсь этого, что на сегодняшний момент наши девушки соглашаются на брак с другим человеком, с другой национальности. То есть для нее это как бы уже в порядке вещей. Главное, чтобы он был мусульманином. Или там даже они между собой бывают, что такие группы существуют, где они просто рассылают это, и как бы вот там есть, но он, знаешь, он истинный мусульманин. Ну как это? Ну это просто в голове не укладывается. Они наши враги. Ну, по сути, если так говорить, да, если говорить не на более таком мягком языке, в кавычках, как бы они оккупанты, они просто как бы все 400 лет нас уничтожали, и вы вдруг через религию
начали познавать их как нацию. Ну, что это за бред? Познавать в плане того, что выходить за них замуж, как-то вообще контактировать с ними, это, ну, вот этого они и хотели. Это как бы, вот это называется пропаганда. Вот это, чем мы сейчас с вами занимаемся, мы просто говорим это людям. Мы должны это продолжать и делать это, потому что некоторые люди, они просто не осознают, насколько эта пропаганда, она вот до мозга уже костей туда вкладывается им в подсознание с самых малых лет, что типа, если ты мусульманка, значит, ты имеешь право выходить там замуж. Это все равно, что вот находить какие-то, знаете, лазейки, ходы, альтернативу какую-то к этому применению. И вот эта вот русофобия, они же, русские, они только этого и добиваются, чтобы нас просто вот как нации не существовало. Мы вот этого не должны сейчас допускать. Да. Нита. Да. И слова, Бехмила. И слова. Нет, я уже закончила. И я хотела сказать, что, например, я застала тот период, о котором ты говоришь. Зудбер, Маридова, Зудбер, и Холори, картать полоску такую или вообще без косынки. Маря Йолзуда, ее различали до Вайзуда штаму, тульт и хада дохки йол. И единственное, как бы я ингушей не считаю все-таки другой нацией, я считаю, что мы один народ, иш цаны, мухах и это. Вот это были единственные люди, за которых нам позволялось выходить замуж. И то с какими-то оговорками, например. Моя мама мне нет, так это самое, индуич тамбаца. Вот. И только ногти. Все. И муха вела, цун иман дуца хваттер, цуламыз дойца хваттер, марх кобица хваттер, цаум хватчдацер, бюч ногчи матбуй, ще бух болшкан твой, все. Вот так было раньше. А hinter флокия чатин хульштек, как бы наоборот, и арабские эти методы их женитьбы, и междга, даберы, и дештул, и показух ясар от зучины бэштагины юг, а потом они даже могут и не жить дальше вместе. Это же просто узаконенная какая-то, ну не буду выражаться. Вы все понимаете, что я имею в виду. Всю жизнь тятя думает и ночь, ich tan агор цут хуман тойжен и лилварду эльч соцтятя люк. Настолько это молодежь, ну молодежь, она впитывает то, что вокруг себя. И еще я хочу боже шенлица юалсо, но у нас все-таки общество патриархальное, и мне кажется, что если мужчины поменяют свою модель, вот эту модель, да, то и женщины очень легко ее поменяют. Мы как-то все-таки вот этим семьей, Зудбер, она воспитывается в семье, и она должна делать то, что говорят родители, то, что говорят братья. Мы как бы зависим от них, да. И если вот эту модель поменять смогут только мужчины. Мы можем туда возмущаться, говорить, но ложишь, если они изменят, то мы очень легко перестроимся. Да, правильно. Да, это 100%. Запрос есть у ребят. Они спрашивают сразу, лама здесь, шуйхо, так аурил, шуйхо, так оли. Такой запрос есть. И если это уже деваться некуда, если это все так, и женщины говорят, да, идут на поводу. И зудри галбохшпеш, инопланетян шмабати, какой запрос в обществе, вот под это они подстраиваются. За себя постоять дейдош. Нет, это так не пойдет. Это эйдош. Уже таких... как это сказать, самоубийц уже среди женщин, наверное, нету. Так что у нас идет, вот Нита сказал очень важное, ключевое слово, пропаганда. Мы, как нация, какие-то люди нас продали. Кто-то
если поковыряться, мы быстро вычислим этих людей. Кто-то получил деньги, получает деньги с Востока и внедряет у нас вот эти вот, это не ислам, а это внутренние установки всяких сект. Аль-Каид-холар, Иақи-холар, цей внутренний установок, цей уставший ищуванчу квешеш. Люди, которых купили, они нам их заносят, и они отчитываются за нас. И вот они должны показать результат. Так, сколько процентов женщин? Вот, женщин уже 10% женщин одели это хиджаб. Уже 20% одели хиджаб. Мужчины сколько? Все с бородой. Безбородых даже избивают. Они отчитываются, а мы с вами просто самые настоящие. Я не люблю это слово, но мы на самом-то деле быдло просто. Нас используют, и мы позволяем это сделать. Мы это просто позволяем. Пока у нас вот гражданское общество не возьмется само своему, то хочу, а волонтер, что такое? Нам никто не платит. Мы рискуем, и тем не менее, просто в омах, хуль что, доглош, в ушах эти, хочу, делиться дешь, советовать дешь, хан, ху эдер дешь, мух, выйти видать, что тупик чурбок, что такое. Вот так вот, если когда наше население поймет, что это мама, да, доходу, вообще куда нас ведут, вообще мы что, овцы что ли в конце-то концов, мы возвращаемся к тому, к чему мы привыкли, к нашей духовности, к нашему национальному. Если мы к этому не вернемся, вы уже телханду, потому что далеко ходить не надо в нашей истории. Никогда такого не было, чтобы мужчины с собой на войну брали своих жен. Они, если там погибали, эти жены попадали в плен и жили в плену. Никогда такого не было. Но женщины, у нас другой образ. Это те девушки, которых хотели пленить из Даадьюта, которые прыгнули в реку. Вот это наше национальное. А женщины, которые остались там, поехали за мужем, с мужем поехали, муж погиб, там остались, попали в плен и живут в этом плену, это уже не наше, уже воюем штатиш. Я, например, знаю одну историю, она меня очень сильно задела, халдук и пережить. Какая-то журналистка это была, или это была правозащитница. Скорее всего, это была правозащитница, и ее пропустили в Чернокозово. И где-то в коридоре у стены умирала чеченская девчонка. Уже она совсем уже плохая была. И вот она вот над ней остановилась и сказала: скажи мне свое имя, фамилия, откуда ты, я, может, попробую тебе помочь, может, твои родственники тебя выкупят. Эта девушка сказала: нет, я хочу умереть безымянной. Вы можете это представить? Это какое благородство, это какая ответственность. Вот она, чеченская женщина, а не те, которые закутались, делают то, что им говорят, вторыми женами, третьими женами, развели этот бардак. Это не мы, это не наше. И нам нужно спасать себя. Нас никто не спасет, если мы сами не спасемся. У меня все. Вистул Швайца, Алер Дерсон, Шупорбанс. Тигахуду вот с этого арабского мира тигах косвенное порабощение дают. То есть ментальное порабощение, да и порабощение умов. Полный рост вайком, хайкал шхалят, да, хор, каждое второе слово у нас на арабском, там, да, то есть и русские этому помогают и способствуют. Почва, идешь бухаешь, да, вот. Тигахуду ванюка и арабский мир я говорю. И для русских это выгодно, потому что в случае чего они могут Западу сказать: вот смотрите, они арабизированы, они те же террористы с этим своим, да, вот
террористским исламом и так далее, да. Вот, то есть и специально, да, шумду специально дают пропаганду, и вот само понятие нация бухомду и войнук, уничтожить тогда. Сон лично больше, но бубох шлелш будешь, но когда я спрашиваю, кто-то по национальности, они как-то, не знаю, тупят, отвечают, типа, я по нации мусульманин. То есть до них не доходит то, что национальность и религия — это две абсолютно разные вещи. Асинцаум ол халх аси элчхена запись ицахилер эцхена, и не получилось закинуть у вас из-за какого-то бага. Сой бусулбу оправдываться дэшвац вообще элбагас, дуй. Ama arabizm boğum sonuç o çujdayu son öşat ya арабизм öşat ya русизм öşat. Азбор гуду в общем говоря войнука инация боғым уничтожить дардёх вайх арбой лейшер дёхдеш еш пропагандю. Вот тоже многоженство. Халк войнука зудиалор и хум ждиц чо эхдер сунам хинца эхейт идиц. Бехкинех юках, даже сейхенернех юках, из-за диалор бохум вообще все, что связано с этим браком, идит сон эхет. А хотя я вижу, как многие сегодня сидят в этих инстаграмах и так далее, да, и только и говорят женись там и так далее, уже про женитьбу говорят. И сейчас дошло до этого многоженства. Многоженство — это откровенный плевок в лицо, в лица нашим женщинам. Воздудри вахта орду и полный рост. И я не понимаю тех женщин, которые защищают это многоженство. Самаир, если мой муж будет доволен, то я тоже довольна, там, ради Аллаха, Боже, короче, да. И некоторые со мной спорят, например, зудри, تعاوني عادين شيء دايشي يقر تعاني خلا شيزود خلا قزود خلا بوخش ويدايشي خلا بوخش. Они пытаются это доказать, это нам навязать, что у наших отцов многоженство было каким-то нормальным явлением. Но это было не так. На это, как я сказал, указывает то, что в войнюках было стыдно вообще говорить вообще про женитьбу и так далее. Что там говорит про многоженство? Совели бехкмил. Ушла, выставила, что ли? Вистул шуаца эрдерас. Впервые второй, третий раз бы вас почва. Мухау бара, или? Хахди бэраса, дис бэр. Ну вот, и теми, и многоженство было, теми, и юсун, чоусу, напрягать вещь, что и таганляж. И на полный рост пропаганду, это Инстаграм, что даёшь. Вот каждый второй блогер, ногчи, вот эти чеченские блогеры и блогерши, да, каждый второй говорит про это многоженство, то есть пытаются сделать среди нас вот это многоженство каким-то нормальным явлением. И я, что нормальное явление, Ханнас удахаза элбахас, вот с этим нужно бороться, да. То есть полный рост и арбующие традиции, они называют сунной, то есть пайгмара мелдинаг, они называют вот эти бытовые моменты даже сунной, но они даже не знают свою религию, да. Сун един дойз. Асмаалр халгайлар синцаул, я могу любому доказать, что это не сунна, что это бытовой момент, и что мы не обязаны это соблюдать, арабишан дахазах албахас, то есть опутать до царь момент, или их, не знаю, их купили, может быть, этих блогеров, потому что я знаю, что есть такое явление сегодня среди блогеров, что им вот айдол белхой буй, вот эти, они им платят, чтобы они подкидывали какие-то темы. Я тебя перебью, Бехмабилла. Просто это диктатура называется. Это им не платят. Они сейчас пытаются выжить в условиях вот этой катастрофы, которая происходит.
И они вынуждены именно так говорить. Если ты хочешь быть какой-то известной публичной личностью, есть определенные рамки, которых ты должен придерживаться. И так всегда было при диктатуре. Им не доплачивают, они просто от страха так себя позиционируют и так себя ведут. Там больше никакой идеологии нет, в принципе. Ну да, скорее всего, давление есть шхарются. Говорите только об этой теме алдуи, короче. Вот. Азмалар и все хак дела дуи хум дуи. Я просто понимаю, каково это дуи и многоженство бохум. То есть, лично Лелин дати, но все каким-то образом хак дел хум дуи. Я в детстве такое пережил дуи. И я понимаю, какая это несправедливость, какая это мерзкая тема дуи. Это надо, не знаю, против этого нужно бороться. Чтобы информационно, как бы, бороться против этого, да. Это в норму вести, да, мегар дать, ну, ахир дать, ну, нормально, хилит дезыш дать. Бехум дуй, неуважение, арбой, шуга, зудри, вахта инбу, ну, ишт хилит дать, ну, зудри, вахта, мегар дать. Сон as ишт эл, что зудри молу ол. Миле вела визен куна ук, цен ногчи ук, респект. Wallah, прямо слушаешь этого парня. Визен гонах суна ухай. Законно, да, смыслить тяж. Ишь, да, иман харкома, не дакайхта диешту. Вы просто уахтайнатаган, хазнех санчук. Цахума ришиоч ала вюруй, хоатей, хаул кдуй бокш. Полностью давить тяж, уахтадеш дуй. Сундел, хоша, нохчу бокчу, ши азгл диешту, дюзен даал. Не стесняйтесь, даал, дуй, цахдала ати, цапака ал, ятубат, куза даал, ямагиет. وقيرن وقع دغيرش بقي وما دات مهتك بقدوتي دغايت ديس Сам мижги коча баланс. Ставета дуи. Юшта коча бахалс. Да, пока ногчи не отряхнутся от себя, дуй, лай, гумш, дада, диеста дехканду. Уэндух датюш. Кетоуш датюш, и ишти хайкам ойхаздак. Надо очень думать, дяшты, кому жим сандал диез селч, ох. Галдел дуэкам, но тем не менее потихоньку ради чего-то сандал диез кахик диез том дать. الحين تسخة شو غيرت مقردات عام دي قهيك دقدو همش работать надо в общем. Просто надо немного нашему сознанию уже наконец-таки прийти в понимание того, что пока существует эта диктатура, никакой свободы и вообще, в принципе, свободы слова нам просто не увидеть. Что касаемо тех, кто живет здесь, конечно, мы будем вести работу, и даже если я, допустим, встречаю каких-то вот девочек, которых я понимаю, что у них есть какое-то представление, но в большинстве своем это те, кто уже родился как бы здесь, в Европе, и они не застали тех времен. И от меня, с моей стороны, я всегда объясняю им и рассказываю, что вот это знаешь, что вот такое это было. Им это очень интересно. И они задаются вопросами, хотя бы среди своих, если мы будем распространяться, это как-то информация может подействовать на других людей.
Я в этом уверена 100%. Поэтому чем больше как бы среди своих и близких, там через кого-то еще, просто даже знакомых, встречая здесь, мы должны об этом говорить, поднимать эти темы, не стесняясь. Вот и все. Мне кажется, что с помощью вот этого слова, свободы слова именно здесь, в Европе, мы хоть как-то сможем посодействовать этому. Не то, что как-то, а 100%. Я знаю, что есть в любом случае заинтересованные люди, и их будет больше. Ela تعهم دو سوق جوابيست قال شول دو قانير декладуш аж дой. И видя, что творится вокруг, дой, нах мич, куда они катятся, дой. جوابيست قالوش استع إزلوش аж ورسو. Но хинц, шен лерк хирдук, раз они могут на эти темы высказываться, свои позиции держать, почему я не могу, дуй. То есть мне это надоело, дуй, наблюдать за тем, как Адамашах Маймал шел, что и мне надоело за этим наблюдать. Сунда в дальнейшем хочу высказываться, дирду, сайн дагадегас, эрду, قيتاga дуй, сабистхал цабяш. Цага аллерсон, дуй, қайр мақайр, из мало. Чем больше нас будет, тем лучше, дуй. То есть они же, вот эти люди, которые против нас создают какие-то группы, чаты, они же говорят, типа, их там 2,5 человека, их немного, там то все. Сейрсан ойлил шнах бац, это отщепенцы, это какие-то маргиналы и так далее, дуй. Сундер, они думают, что нас мало, но на самом деле сун бойш инзаре нахбу сасан ойла ил шдуй, харчат юяцарэш ашбу изаш. Они даже не знают об этом. Но кучуах и хэахэ шумацулш аш берш, цэг, эласу, цэкэдиш без хунца хул, цар хунца ол, чтобы этим людям, которые против нас, чтобы им показать, что у нас немало, что у нас много, что мы можем. Короче, это был бабеш буквой, чтобы им показать. Вот. Да, дуклах, Нашу численность. Визендейл, и хагар, дош, Молодец. мейлин я сдоил. Какой ты молодец, а? Я прям горжусь тобою. Да, Айлшвейл, Визендейл. Зас, ты слышал? Прям уже, вот видишь, вот эта молодежь, которая уже, они прогрессируют эту ситуацию. Бахканашем уже запугать, бинакар, дуй, цабеш, багаясам особенно. Европа дает возможность, свободу слова, дуй, шей бестрил, шей свободно высказать мнение, никого не нарушая, дуй, никакие законы не нарушая. Шей дистрил ам, даал ам, шей луштек, дуй, шей луштек бороться да ам, цу нет я, дуй. Ишт her нохчи, вен дюхала, вен мостри болбеш бу, и хир должду, да, иман. Нам надо сосредотачиваться. Каждый гражданин для своего будущего безопасности, это дуня, что борьба юч. Сундела вой мостриш мукбац аш. Сутки, 3 смены, вой дюхал болбеш бу. Сундел, мы должны не спать, вой вахтадеш, кирдейт me, кирвели, тадел, все, хайнте хаин бог, дуа адам. Вот он, двое идут где-то в пустыне, далеко идти еще надо. А весе холжим он дуа бут я давигался бог сенум дуй. Мегер дати шинте квасит дуй сидло. Сундела наоборот холди что и ахтария че сидло хаю сеннек мичи аиеста со лил шил хайнек те кваси шуй или этига нистелха ваганди на латер давела дуй этига дуй, но нежелательно. До конца надо свое отстаивать. Это мир цивилизованный, экономический, развиваться дальше. Аж бум, нам не стоит там, ни под кого плясать и танцевать. Молодцы, молодежь, кахиек. Аж гойтер дуар гойче на арсуст масадна, хаз образованный халкиян, хаз политик, юзаюш. Кахиек собирайтесь, гоушен доз. Не обязательно стараться убеждать кого-то.
Сами учитесь, развивайтесь, шашин, знание вас объединит. Цатулам ваш, ардур дуй да мула. دينا مارش يوغل визендел. Ход сахом али Аллах. Можешь говорить. Дина, присоединяйся. Аслан, можно я скажу, да? Аслан, вот ты сказал, да, Европа дает возможность, свободы слова, и вообще, в принципе, как бы здесь это является таким кредо. Но дело в том, что, знаешь, вот у меня есть знакомые, которые не так давно, да, допустим, переехали в Европу. И вот 8 лет назад они были как бы за аннексию Крыма. И сейчас уже, когда ты у них спрашиваешь, у них спадает это, я не знаю, как это назвать, розовые очки. Они просто настолько начинают понимать и осознавать, что до них доходило на тот момент, когда они проживали на территории России, до них доходила настолько пропагандистская информация, что они были зомбированы. Действительно зомбированы, не просто люди в это верят просто так, нет. Ты когда что-то делаешь там по дому, на кухне, ты же включаешь телевизор, ты автоматически не можешь это как бы осознавать. У человека существует сознательное и бессознательное, то есть это остается на бессознательном уровне, и как бы человек начинает это потихоньку воспринимать как за что-то действительное на бессознательном уровне. И как только ты приезжаешь куда-то в более такое, знаете, консервативное общество, демократическое общество, где вообще, в принципе, чтут и уважают тебя как личность, как человека, у тебя спадают вот эти вот розовые очки, вот этой идеологии, вот этой пропаганды, того, что тебе вливалось просто годами. Поэтому, пока существует эта диктатура, эта пропаганда, я думаю, что все вот эти вот воздыхатели, как сказать, вот этой политики всей, которая сейчас там происходит, они как бы тоже несут коллективную ответственность. Безусловно, несут. Многие со мной спорят, утверждая, что нет какой-то абсолютной коллективной ответственности, но тем не менее она существует. Я помню там 90-е годы, когда произошла инфляция денег, когда уже все начало меняться. Не я конкретно помню, а вот просто по рассказам своих родителей, как на тот момент люди выходили на улицы, просто, не знаю, там бомбили все, что можно, лишь бы убрать эту власть. А сейчас они просто все молчат. Или там, допустим, кто-то сейчас скажет, возможно, что у них какие-то там преследования или еще что-то. Нет. Если бы они захотели, они могли бы свергнуть эту власть. Но так как их все устраивает, но так как пропаганда на 100% работает, пока этого просто, я не знаю, это просто не избежать. Пока люди верят в это, поистине просто верят в это, что существует какая-то справедливость, но ее просто нет. Вот я хотела просто подметить тот факт, что все-таки те, кто переезжает, наоборот, у них потом формируется очень другое мнение. И они сожалеют о том, что на тот момент они считали так. Но, к сожалению, это тоже не под их властью. Как я уже говорила, что это вот все на уровне вот этой пропаганды и диктатуры работает, вот это вот зомбирование людей. Поэтому как бы тут тоже так все очень в подвешенном состоянии находится. У меня все. Да, очень обидно. Обидно думать еще в 21 веке, что народы целые втянуть один айдлу от сумщукой. Сами чеченцы, они не противозаконные, а наоборот законники. Мы не хотим ни с кем соревноваться, драться, мы не хотим. Мы хотим просто себя, себя показать, выплеснуть все наружу, дать энергию, которая есть
строить, дом построить, что-то, технологию какую-то сделать. Но когда в государстве появляются идиоты, полностью, которые хотят вот не по законам судить, а вот по личным своим манерам, конечно, это очень две разные вещи. И вот целый народ, целые бюджетные деньги на подавление этого народа, все туда сбрасывается. Конечно, народ и вот этот устанавливает таким образом законы. Вот это обидно очень. Надо как-то потихоньку подсознание людей каким-то приемом, значит, народ, пробуждать народ, что против этого тирана потихоньку надо, мы не сможем вот так физически противостоять против диктатуры, если никакого помощи нету, если люди только думают, мир думает только, там это далеко война идет, лишь бы нас не коснулось. Конечно, такими понятиями и до него дойдет в скором времени вот этот монстр. И надо потихоньку пробуждать этот народ, который находится или, не знаю, в спячке, или в страхе по разным причинам. Потихоньку наша цель, демократическая цель, это пробуждать народы, которые, не народы, а свой народ, который загнан в угол. Потихоньку, чтобы они развивались, понимали, искали себе безопасное место, где-то себя, свои знания воспользоваться, иметь Европа самый дикю, который можно свои знания использовать. Инцадл, хума, это вообще дикообразие мое. Вот ночью, дикообразие мое. Вот стогин, от снахан, арабу, летер мобу, аскшин, арабу, летер мобу, садамулурду, это же уму непостижимого мадуй. Шинан му ялгирю цанавау, ши вейтен, dus ахчбани хай от идеологин, тяхвял от рабский идеологин. Шинан му ялгирю. Так нан киет цеестен дохали алиези ду нис доти. Дух дуга румшвай нюкат. Надо осознавать это все, потому что это цепочкам отдается весь нашей нации. Цаму зулам дини. На весь нации, дух даст, отдается это все. Масара тахдир, шулхар зулам, дичь. И что мду, да, я согласен с тобой, намного. Вистхал Мегисо. Машвол, вистилдеш, демик. Бюстикел масери. Маршадор, илдеги. Да, просто поддержку вас освещу, что Роман Вестхаля Ашворса, Бада Гал, что так хабар голос ватса, но аж мелдвич так сакир хадвич что бас, аж сакир амелил мыслишь хавич что. Я вот несколько лет это все вижу, что он мотор, неужели что на гуштатстве армоле, да? Как наш народ превращали в каких-то бедуинов, да, и можешь херчин, да, ты зудри гич, да, и вы зудри хока. Я просто, я вообще эрвол, да, и до такой степени нас изменили, да, и мадицери, халвы, просто мажитер и йол, ажол, тилер, это траурил, а так велч, лело, шумно, а сейчас это превращено нормальном вообще дазаре, обыденный день, надо ведь нахцер. Во что они превратили наш народ? Ой, арбой, сто целовой зудри, тацбеш. Боже, мас бить сурбати, карабаш, сан и мажочин, дуй. Можем цвет, бог, да? Йорчуна, кочкарш, дуй. Ой, ючела, Саид ездит, Сайкорт могу, я же могу жить так, как я хочу. Зачем мне навязывать это? Бог бушу наш бешпек, где рейс халшун, да, алдукда адуэлшу. И мос сомон проблем, и религию шунвай, и шамадава, и дацала, бесполезно дашун, и вокруг да около хабардисов. Всему виной это религия. Ой, халхсан, и религия лела ешь. Ой, халхсан, амекштат, я имею в виду, когда мы жили лет 40-50 лет назад, когда жили люди. Ишт мадатырвы и религии, ермос амайерсон, хинсвай, нуала, сохя, швац, во что мы превратились?
Бедуинч хлопой натуральный. Хар ю хуюца, хар арбой сам биумуш хетсуниш, сониш буш бус, со инах гичмек шваци, олш хаздат адуй, но сон инах табиесун, сон цер хакдел умаш дат абсолютно. Цер морт хаш дат сон, цер религии хаш дат сон, цер сахумаш дат сон. Сон охчу, я хочу придерживаться своих чеченских традиций, сей чеченский адач, сей мос сома сейник десон. Сон хаш дат чуждый умыш, тем более бюгумыш дуй сон бюг хетиш. Мне это не нравится. Я вас поддерживаю полностью. Томаттан шерват сон бест мобил хазала дикцала. Но сакира болбал бек ашхабюч бук я восхищаюсь вами. Да рез холшун, да дукуда дойлшун. Ишт поддержка ля шворксашун. Сахумерду, вот я слушаю тебя, не то, что ты дейцеру шварц. Если спокойствие применишь, ты далеко пойдешь. Ну и молодец, в чего мы превращаемся? Это монтя беш буабу, вая та хайра югоста дуарш или духом пасца дяша, дик юрам пробежка е дик барг самадари, думать-то ваха вешу ночи. Что тебя. И борьба, всего лишь борьба. Это жизнь, борьба, цундела. Вот что мы превращаемся. Как наши мозги работают, тем мы и превращаемся в малу, медлю. Дуйцак има дай, цундела, кечар худио легдилна адиештац, худирду жуаптал диешту, духал худирду, кан хукячина, мич дукшду, все и хадиези. Позор майор, ёх, да, бьёшь мабу, да. Это смешно, издеваться. Это надо нам трезво понимать, а не стрессовым ситуациям. Юга вял меллаш, пробежки, хазмета воли, надо дальше идти. Иду, таня из малу, да, ца виряч, да, ца зулам, да, ряч, да. Мы хотим жить, дуй, он геноцид есть, то амнеште, бомнаш маят, что бьёхом шкочер ёл алэш дуй. То он карир ду мичау, дунянц гергелу лилда, то хайкал тёрду, то варидаеш дун да вилкш долш, нахяц лила, шхошал лице, хошал лилда, шнах дутхо. Трой истории шнах дутхо. Он ал, бабуинский, раски, он шчумакил тон, дуй. Партии ленинизм есть он, что коммунист есть он. Ничего не надо нам ваше дует. И отвергайте есть, который население на тагани мажуаша ира. И вот этот безграмотный, просто шение ацарьецан день халха около мажуая, это на да мау да саши дюзел иш гушвала. Даже не стакин хюк бокас да дег да. А дюзел не стакин ха. Это войны то уж да, ладно, образованный волш, мажуй, наоборот ему надо говорить, а это была, маж дать, дать. Вот этому человеку он идет, он красит, потому что он ученый, потому что идет ему это дать. Он ответственный за свою бороду, да, за свой волос, да. Хошь хують, а те хажин, образование юч. Бусебдиня диктационный бош. Дешево это выглядит, да. И что ты очень спокойно вот себя возьми в руки, контролируй, а вот ты очень далеко пойдешь, Юкач. Баркал. Маршуа, шугма серга бюсты кахал. Да, маршал, воха без мяс. Из шех какую-то вот говорят, вот да, цепить то. Еще плюс и маж. И мажа причем тут мажу яти сакша век хула религии цани вообще смешивать туда еще. Причем тут хамажи дели, причем вообще ада уэлич да там нагбилом дез. Абьяхте бош почему причем болхан делать все блокуэли. А маж хилча цахилча да адман елла кивяхте я шин ещё Чьи тови, пожалуйста, хаз нормально, нахсан, хаз что аккуратно, вяси батторж, хаз лили.
شين سلوچو مالي شين سيزا نو إس ريليجي سميش واتن وإن شاء الله ونادنج وشيزا لوزونج شنا أتوقع بيزم أخشى أكو توتا إتنا أتو جو دات قلوة فتخون كوت أتي ديالوجيس وندا جا تنشي ميتد ما يتا قاهو تبي شيخ ستادوش تقوه ونادن تان شيخ وباه بوش ويا حتون نشتي ويتا حتون سانخين خلو كاكيتا وبيجدينيا إشت ما دوي هم سنا إيريليجي تهم بريميانا إيريليجي دلا إدي ما صعب كده لما شاد لما إيريليجي خاص ديش دوش ديش إيش ما يوينز ديش حاج يحكي ويس تهم بريميانا إيريليجي نا قدرنا دلا إنتريس قيادة سوت أوس عندنا ديش ما هو الهدوتي أغنية تعدو توقنا قدود عادي ده حاج ويس ده وخبيز ميوغو دوتون سنيزم ميوغو دوتون ويتساح ديكو دوتون هلوغ يقاح دي دوك تساح نسحال خسلان سالة إيلاري خزنا يخسان جو خال حال دوك وتساح ديتي شو جاي تن اتنا ناخ يخكنا موش ايزينا ويكو بشيش فورت تمناش درتيك ديتا إيلا دغا شو غولا اوش باش بوتا غولا ايدو تانا بلميانا تار ليلوشتاق قارتو شايق شاين الدين شو ولا موسى ولا حاجة بيستا أفضل سفرش تخن دي شيء دو بوي إنفرماتيا دوستو بيو تليفون شو حاجة اتدعوان إيت وقت دوا حاجنا يتعمو كريتيكا واحد يشتعهم دو هون يتع اشتريتي لادنا حان تعمو ديس نقدتي اتساعد انترنت شو ورد عادي شانسيو يا أخي حل حديلة شو связи ولا يسقع حماجي Причем тут создатель, творец небес и земли, а велик вселенной, правильно больниц, Амажи. Причем это и религиозные, и захуются, хузбузал швая, когда сажим хлебет, может вообще не аши вахти, цунюяхи собственные. Чинла алиели, хазнахсан, хаздающие, культурно хазадевать, садеш, хазнаха, нюкахат, шаару, чайна, жим сагвала, شيء أقولي لي جيم وقو ولا شيء أقولي لي إيش إشتاق شيء سليدنا خزنا مالنا خلبيز ليه اللي عمجنا تمجر القونا كل شيء ياتر أجوج غتوبوت شيء تعمت ما ياتر الدنيا ده قار بدي عوض ذات مش المدو ميق دات ده شعري ذكر درتر يا إم يا قياس بريتشوم Люди ميلتو рассуждают космические связи, а мы рассуждаем إطلاس бороды. بوديو سيك تا تتو إطلاس سيك الشو توان بول بل هو радикализировать дин под видом борьба против терроризма хочу бехкин это дина мел хаклуш беш дали яош бойш имаж даже еш войндак дохкой имажик даже дабиш тепис бойш полностью нохчичва и худам хэдэ темлой вога безми отсуман полностью худам хэдэ шеш юния шеш имажу шуах юч полностью цуога биш меллиелин шеш лилу белыш таган инс ашма элер аккуратно мажунца лилю мех да унца душа مج ملخص طوري رخيهم بوش اشتينو شات ديش صاحم حلوة 99% مسيرجا جيمشونجا وقشونجا مسيرجا واخيتنا وآريان سايشت واخيتنا это для чего делается для того чтобы нохчишь дальнейшей борьбой за свою свободу и الدنيا اتصالات радикализировать беш бутар хинц первый борьба против терроризма
и полностью Динма Бöля, Юния, обратно радикализировать, чтобы Дунину Уэйтум Дютер Дочь. Ишт Бобеш Букушоин, да. Война и вообще гуша да, умш. Мурат, сам хат мы гордалевик. Мож бараха, причем тут и можи дели. Можешь делать связь декольшую. Причем тут вообще борода делать сами. Важить добош, леуш, но будешь обязательно левуешь, бош, от тедекана. Ну и маж лелер хумадати масара киеч камнеш лелеш европейч лелю. Ну радикал эсчулк تتعن لازعقش ما يقدع داش مج واخي يحصل وجه قوش خلق زي ملو سوندي اشتخيل شادو نو طبعا 90% نوخش وما يحتي واقعيتك المي Я верю, что очень сильно великий театр. Интерна и молодежь, как из Европы, обещ, мелч, на руку играть до царь против чеченцев, дуй. Сами себе против, отца, дуньян, дагоич, богоч против религии того, дуй. Когда можно это дома исповедовать свою религию. Нет, от политики укрепляется. От хал, от Мураду дицен камелч от авац ди что изначально баянуш мажуаша даже мечбоа табрашур корича сразу вышел хинца массу баян вот сами вот этим начали хинца, потому что это все контролировать надо, а ты беш полностью от царя терпеть еще, куда толпой их поведут, туда они должны идти, это от пенсии даются, пенсии яки цахум яц, ну и ночь яки еш буара бой, дуй, ор каждый мичар юакарются, га и дас, ишт мабац белх саума, да, по России его по дюне даскусь. Короче, нас превращает, черт знает чего, дуй. Пока молодежь и путинский молодший буйку в Европе, а беш и дин хайрдеш беши, и чоугач, махбеч беши, это путинские эти музыканты. Иш бу первую очередь айтлу лахен артис пеш, дуй. Полностью езжайте домой, дуй. Полностью шейгаски махтал далах беш будешь. Все мулы, которые сюда вот исповедуют вот эти радикальные гумш, еще сразу целах бьешь, вот там воспитывайтесь, дуй. И сам был наха в Европе места нету им, дуй. Алшей, арбошей, вежи болчик, рабах без. Юж да скуза насмехается, да нах бил бы, ха я капус цигонш, дуй. Цигоншем, адам дорож, что мал мегар да схож, хуются уже, Индия, чух, дуй. Отвращение, все. В конце 90-х, от Хайнама, в 90-х годах инсаннама религиях ума наханца достатта аттума сахали, инцоқаслан сборчун боростан информация любой ума таган доступна юк, таган цухайна иху аттохилла уж хаққа ихинятан иха бинагал даққан мадуй умшадек чайн оқал кердиан дол ума раса профукатта ицахуютау تعبوا الكير كده هو تنشابك ويش عالتي بقى دعوة تجدين قام خارج دقيقة البوليتيك شان ليلو الشيخ ساعة تسوق بولنا قال إيش تقول يا أخي أي خويتنا أتغنى
любой дин дала, дадьеш еще, чуэл еще, лах еще, хаж еще, ой, о гванда доло, дунья гванда хама, ой, жизнь мою, ой, за окном, ицакита, ну, там жену. И религия, хотя не знаю, сумца ему дорса гишие докита, примерно. Цаделах тиешер, цаишие ду, и ну хакай эра, ол, что дунья человекша, у агерга нах, бо семья, там, масани, це жизнь, жизнь, хавалаз. Даваха, тахюхи, хоснахи, ла, дюш, иеха, цауэча. Есть, хажбиес, на хубо худуюцти, ла, حلق أطولان تهوغلا إيوها بيزما إنزل جوتو جو أولي كاتس دويتو особенно подростковым возрасте 17, 19, 20 лет оцена جو улечься доцуна хундача формироваться доцун мозг чуаша дол хундуй вахабистки идеологии. Так и молодежь, ехал, хенти молодой, нишбуй, охчушварт молодой, нишбаладик дар. Кегиниш, 19-20 лет, царах уже потихоньку, дальше дама белхи бакки хули, хазхай калдош. Религии бана, тетан, адам уаду, жухи, ухизу, чипал, нахи, ладью, ручнах биелош. Кварт ваш вох, школина, чмелде, гуамелда глиелош. Може вообще один связано, он даст все как делать, ешер, хотя нечто невообразимое вообще родится друг друга, что цадить бубо, что на тешво, има те довердок, дальца какие там бир буксуах, но хамаш жуй, исайла хайна ила бост, не связан с Богом никак, и Бог хую, интерес ясно отцом хунахан, это вселенная, мухуэла, но аже и солнечная система, важна, ажим шикверчули, кай мозги уйя, ажим дай хайекна, это аудал арбой идеология халига тансаиш. Оқ чохит воижирш элот итхан хаэлот сагсон. Враг гуал. И враг шивраг бувай. Русизм, арабизм. Один скрытый, а другой открытый. Скрытый век арабизм. И чего враг гюшен вой. Там лишь на вымелил проблем. Из-за этой арабизации, из-за этой религии его проблем. Сон я алгет. Вала отцом удадье просто Кира, разрываюсь, это Адама, да, все это видно, просто и цыгушел, и слепой голове шел. Я из-за этого поругался с друзьями, из-за этой темы, да, Саиш висица дошли на асдухдуй, но они не отказываются от меня так, как Саиш ваш дукаеш. Некоторые друзья от меня отказались вообще общаться, ешь бац, из-за этой темы, да, но я буду идти до конца, потому что я борюсь за свое чеченское, да, со своей ногчен бороться, ишу, до конца дал да алмула, а бороться, и каждый что бороться, и есть, в наши руки надо нам взять все это, да, каждый шахет, швейгваться, омон, надо идти до конца, вокруг да около, хабарцы, надо сказать все как есть, иначе уничтожаться, что мы теряем идентичность. Хажиш по этому во что мы превратились? Я не могу их отличить от этих арабов и от этих, араб, и арбу изудри, ишмел биомушу, иш божите, мел биомушу, изудри цери, сигеркш уж, хачешё, салула аш буш, те чур йо бюх хож, мел бюх аш умушуш. Как мы можем взять у них что-то? Мы что, хуже них, что ли? Тя гуцалила войник. Вой гудело, что гуюца шел до пустынишка, ряхнёл, не умыш. Там хэна, там галдар уж, галдар бош. И анекдот чуть, и сказка чуть вон. И вой молодежь, и вой там дик забаламутитин, халк де что там. Молодцы, до такой степени слепой он думает, и слепой духот. Ну, отсюда видно. Elčan, это жан замер. Again, Bergman Bella, Östhala. И хиджаб شيء عاج كيحش بالبول أتصمنا حقال احتال أرسون حلق خجاب شوي شمودي يولي شو دق جيم خلا مكسون دلع دق دوخ صوني هم
Дох ёлак тилан ёзуд. Все, и майре аюялца обозначение эрцун. Цунг цаа вистрли шаати хору мошей юкмехтига уважение шадолхум лардяшдар. Цадут ихолсуна, цадут жимо ёлак тилнаг. Цунг эзаглу да хамег ца. Уже каст далворк зуд бер ханг вистрл мега цемега хинца شايق ألجسن تقوللو عون تغا تغماري عملو تغاون مليات تغاون دويتش خزدا تاع ناقص خيل شغملو تغاون اش تاني وقع انزري يقول بخكم بالله شتايلن Легенд. Можно сказать мне? Я просто хотела, МД тоже вот подметил, что как бы мысль эта у меня ушла из головы. В общем, что вот эта идеология того, что он поругался со всеми, ну, со своими друзьями на почве того, что девушка как бы в религиозном плане может выходить замуж за другую даже национальность. Ведь это же и поощряется. То есть вот я даже слышу элементарно, что некоторые есть прецеденты того, что наши даже сами парни, они как бы это тоже пропагандируют. Они сейчас начали говорить о том, что «Ой, бусулду» первое, даже те же самые блогеры, они также это пропагандируют. То есть вот надо начинать, мне кажется, именно вот ломать эти стереотипы среди мужчин, что если ты мусульманин, значит, или там мусульманка, значит, она может выйти замуж за любой национальности. То есть постоянно нужно своим детям прививать это понятие того, кто есть враг, обличать его вообще полностью всю личину. То есть не быть настолько таким, знаете, типа, ну есть, ты знаешь, есть в каждой нации там 50-50, кто-то хороший, кто-то плохой. Нет. Вообще, в принципе, нет такого понятия, что кто-то хороший, кто-то плохой. Просто вот есть наша самоидентичность, и мы должны ей придерживаться. Как уже здесь, по-моему, говорили, что если мы не будем этого придерживаться, мы просто не имеем возможности к существованию элементарно. Вы должны об этом задумываться. Мужчины вообще, в принципе, откуда происходит эта идеология, вот это мировоззрение, вот именно в таком фокусе исламизации, именно в этой вере. Именно от мужчины это исходит. Если же я вижу, допустим, здесь среди своих знакомых или еще кого-то, я вижу, что у нее какие-то вообще понятия, там через каждое слово там чуть ли не дуа она читает. То есть она через каждое слово, где это употребляется, где это она это слышит. Она же где-то это слышит, правильно? Это значит, исходит из семьи. Значит, ее муж подвержен именно вот этой исламизации. Он ведет вообще, в принципе, такую арабскую жизнь. Он уже не чеченец, он чечено-говорящий. По сути, это так и есть. Просто вот эту самоидентичность очень важно не потерять ее, не растерять. Посмотрите, что сделала Первая и Вторая Чеченская война. Вот я как ребенок, действительно, я себя считаю ребенком войны, потому что насколько мне сейчас сложно говорить на своем родном языке. Вы думаете, это как-то, я не знаю, меня там стеснит или еще как-то? Да, потому что это сабях баци. У меня я себя сейчас не оправдываю, но многие контингент, вот именно детей, таких как я, мы пострадали после этой всей идеологии, после вот этой всей пропаганды, которая сейчас происходит, мы пострадали. Вот чтобы наши дети, вот мои дети, да, в будущем, чтобы наши дети не пострадали, мы должны приостановить эту пропаганду хотя бы у себя дома. Говорить, объяснять своим детям, что вот чеченский язык все-таки в приоритете.
Но как бы если мы уже попали в эту пропаганду, если уже как бы Россия сделала свое дело, по сути, посмотрите на нас, на вот это подрастающее поколение. Хорошо, что у нас есть как бы сейчас, живя там в Европе, у нас есть хотя бы какое-то право выбора. Мы хоть как-то можем себя там где-то отстоять, можем уже изучать и свой язык, потому что та пропаганда, которая сейчас происходит там, это просто, тебя, знаете, есть такое выражение, свой среди чужих и чужой среди своих. Вот чтобы этого не допустить, мы должны как бы всячески вот эти вот все прерогативы, вот эту всю разрушать, вот это вот мышление людям давать, что, понимаете, если вы там не супер, там, не знаю, как-то говорите на своем родном языке, это не значит, что вы потеряли свою самоидентичность. Просто родители должны это объяснять. Это очень важно. Бехман Гилович. Религия, что это кодуга, что это религия, да? إذا ويدي ويتشينا تيبا ويغلقش دوغ شدو عاديات دوغ ويدو دو عاديش دوغ ريتانا إستوري تيبا عادي سريع وريدي شونا عادين ويغلقش دوغ А гинца от динчу язина просто огромное количество хазних санжу арбу культурирум на что. Так он арбу культура яузивалялч. Он динчу ахцер культури рездин хум нашкердич. Чи бух бош инцец должно то любой чонаш. Так вайн хитсалс вайн дицандо суфизмюй вецахело суфизм. إذا وي دول عادة تاني اسمي شاتنا تيبا شرع دوي اشتبوش ليلي نمشتوش نسامم ديلي وي غيل قول وي قومخ وي كультура хум دويس أني то, что арабское от религии цахалум да цтиет шин действительно религии хую халук швала дешет веш арбой закон арбой дал богштик закон мухивдер арбой шей до этого ислама хилдор арбой шей до адат что шей хумнаш цер хумнаш так это хакасти шейдик просто балхил бес хуман цани собусал бу حلوها تعمل وتعديد مديسنا إيدي ياتي باقي سين سيو ات هو حجلة تاقو وردون هو يات عن كولتورير هم دو يحاقو حقومت دوغ شمدو دات هو يا حقيقش دوش يا دات تاقوقش هذا شو تانيكا نسوازن وين يغلقش تبوغش طلعون دات ويغلقش древняя цивилизация, шалат Египта, Шумерия, любой царство, киетам, бой, вой, да хил был, киетам, а вабивч, не хуже, не лучше, не даже больше, киетам бош, вой, дэх, нохчи, чисто этнический хилдо. Динна, ванти ван моди, она тяхш, до шаде гадал мукла. Отсумнах тяхки, кабаш, дахи хайкас, тадиз, жимбайла, хилла, جمحاش يعني قشتوي أزدنا خير تصور ناس تقول كشوا حلقة ده ترى ده توكي جدورش نو هنشول بكالين نا يوم вообще راس بلون там да с Google зашел там معاك ديوشة статья أو третьими первую мировую войну дюнса ал 5000 лет ал Египте дюнса любой он муабайлах или авач он дел аеху бац инсан инс аехуш был стабильно, это растешь и хушбу, его и моста. Всю жизнь был лилбеш. MDG Лерсон, очень чоха, и лерца чоа, что разногласия туда-сюда, и корги маверт, и разногласия. Из-за один из борьбы ее полностью ты просто вышел из этого ситуации, из этого мрака. Арвял, лил шдуха. Некоторые не поняли, вот что арвалар. Деля Аллаху бо, что и вот и чукал на зомби юйца, но деля вялу и яшу бо, что шдуйца, вот сюда страх, который нагоняет они. А страх или есть умша, дюч камелный подкреплять.
Цундел, хо арю Аллах, те просто не поняли. Но ты должен знать, что изже адам дуи, что хума да цахан йоху люцейра аруш. Но хо оснахяс дальше, хас хайгил флирличан Аллах, но оснахяс дальше жизнь дага, озмака бесичу, никогда развитие Бога, насчет развития я имею в виду. Никогда развитие гылгум дагур дац. А потом плачут, ой, ишт вахта айна бусов на дунину хизяш дац. А просто обезьян, хо хиздяш, а мозгиш. Вот что там медлил хитрость заключается. Цундео ца массе чуадони хум. Цундео дуэ хэр площадка потихоньку ца дуак ца ич. Ца хайра ца душ. Хэс потихоньку донеси да. Ой, религии бороться дяш дацу. Мы боремся вот этого чукаланду, именно вой ночи на как нация халаки рячу идеологию, цюнц бороться дяш дуэ. Мы боремся за свою свободу, независимость, за свои права, за свои идеи, да, за свои мечты. Все, за своих детей мы боремся. И что цанница зулмина даст ночи отбит, что хиллу, что арбух элит, что тряк шашчет, но хайби пиан арбичан хавелла, хайби пиан чуай цайличан адуй. Пусть да халак во волвеллак, шила онкар бердер во, но кино спасение уже только у Аллаха проси, а не у того, кто уже может тебе помочь, ну и финансовый, и медицинский, и научный, и так далее. Марков. Аслан, религия тут ни при чем, как ты сказал. Дело в том, что они ею пользуются для самоутверждения, чтобы показать вот этот свою целомудренность показать. Они мне напоминают, как вот европейцы, вот одна часть европейцев, американцев, татуажи с этими пирсингами безобразными, с растянутыми ушами, с бамбуковыми палками в ноздрях. И вот вторая крайность это вот это облечение в эти хиджабы, отращивание этой бороды. Это все вот эти понты. Они хотят на религии самоутвердиться, показать, какие они чистые, какие они набожные. Хотя религия это философия между тобой и Богом. Это что-то интимное, оно должно быть у тебя в душе, у тебя в доме, за закрытыми дверями. А они ее выставляют, как европейцы хотят самоутвердиться вот в своей современности, в этих тату, ну, в этом роде. У религии есть право на существование. Она должна быть, раз она необходима кому-то, раз она так важна, она должна быть. Просто нужно убрать вот эти понты и показушничество. Показуха – это самое грязное, что есть на белом свете. И они, наоборот, оскверняют эту религию и пользуются ею. Абсолютно, я согласен. По суммам мацабову, я наоборот, да. Каждый имеет право, да. Ну, виноват. Ну вот отец, я к твоим матери. словам это подтверждаю. Да, я понял. Отец, мать и отец виноваты в этом. У них не было времени этих детей воспитать. А почему у них не было этого времени воспитать? Европейцы наладить их время. Каждый работает, дети в школе, все четко, ну и дальше совершенствуют свои дела, ну и каждым годом. Вот спорят, что закон, что ашбук, который мешает, убирает законы, вносят. Вот то есть, а почему наши родители не было времени, ايش دي القياج وحمو يحل إسان دقال عقاب غاش حق دين نبيل والموكشل يوخين والش موس عقاب غاش бюхом больше. Вот родители в таких, то есть эти все родители в таком ситуации становятся. Сундела хара вайн хамишат до миш бу нохчик ами интерес мишат дяш уж боз без вайн тан уж основной бойзна ищи категории. Угар халга ирасky бу, ютиха ирасky бу. Вот ирасky пока мял бу,
радикализм, шовинизм, фашизм, ишкоча, домялся было, конечно, нам будет это. А вот среди нас есть продажные, они продаются, а хоко МДМА аллара чуабукыш вой. Именно хаби чемпион чуабукыш. Бог бил, да. Удивится. Бог хор чуабукыш, Бог бил. Родственники такие же, Хосан родственник шбу, только на другой стороне. Надо их убеждать в том, что это не так. Пейсамлах побес, в общем, Бобушворт. Иначе мы растворимся. Может, я цари, может быть, hayati вообще стиль, и может, у меня деньги, да, склип, что я у меня деньги, мажин, ор. Причем, мажин цейн, да, цуят, и ор, шует, адман, еза, лили, целеза, мужчин, цаеза, малили, цунюя, такие дух, цаны, энна, я, برضو ريليجي تاني связано دينا هنا عندنا بوش يتعرفت بتقولك شو ما чисто для себя يزعل или يزعل или все لو هل ده ديل تهن ده ديل ملو خلق شو شو ده القولا شابوخ وتسجلي ده حاج خدول هم نشك حاج تحقية رقي تاع حماج بريتشو ميوتي это вообще مجني شوي ميق شايخي شيلا ميق دادق شيلا مج دايق نو شاليه ويتن سناشو ودويتي سنا سبال مبيق يخوج отсрелигио именно злохобизме царчо улика то именно молодой возраст за 30 беш царь бирбат уже все бесполезно царь болба кегиниш буй алкуш баш он один шон صاحوني عدن جوريش ولي أبي شاتين هو صاحو إنزلي أرابسكي شيخو وني عدن ده هذا أنا أتاجنيستك ده هو اللي تاخ حخرسوش هو وني عدن ويخو ما يو عديلا ويلا ما هو اللي فما اللي هو صوب دي صوش ياخد يستي ساعد يتك ده ساعد فما الله وست عديلا تا أدمي حيقني ما بيلنا إنزلي بسيلنا حكيرتي سيلوش رستا يعني شوش كلن دوم عن أجرم نيتسو أحوي تيتسالش أتون ده الإشتبال ناخنا دخل إتيشين دين دوشتوا يا دوز وري أنتو عديلة تي سوالزي حماجي حتيو عن بدري دوبشني ميت نيكا كوز نشيني حدخونا ميريو حل حساس ده تنبو تابيلي تشاش نيتسان почтение ешь айдел признать вещь обал вещь ицун вещал вещь айдага а не то что кибаргал шерчини шелу творит вещь айзари иншаллах бу böyle belçe çuğuli mosmetoli ye bu sal bu çiğta ama yoğu litemeri şu işleyelo çolukça diye şetsak yetem de var bu şaş yehotsa bizi şaş uli bu diye şer doy şeyhuni adın güça aşer atsak Allah ve şu jiz ve var de yakdın sahadaş ve khaz gılq duq vallahi duq تعال أرابسكي زكونشتا ويش تعال أرابسكي همنشتا ويش داقول بلدتا ويش ينتي نرمانا تيك وجدوش أدم خلش يعني شي بريادتشتن شي نرمانا أدم خلش يعني شي أصوبة سوارخ تنقر ديوش شمام دات شي بريادتشتن أدم خلش يعني ناخن يوقع И что я заметил, самый бог лицемерш и набожный нахбуй, и самый их обруштуич, и иншаллах, и он и один был, и обруштуич. Самый яркий лицемерш еще. Вот антитеррор смало, то цан бут цан эфира, и цастадны им дуеваю адол, и дуеваю воду, и цану цан диш бегге им дагерч, и алгетсону основной проблемой. И моды, сан тренд дюк, и массиридю, и исламский темят, и вот тренд он. У нас раньше этого не было, а лет 20 назад и тренд диацеруется, он его ищ проблем сейчас. А это мода ин, и шамел и мушхерчин. А на самом-то деле внутри они лицемеры все. Шаверк нормально вегуй, он
он искренний. Аж на деле, а на самом деле внутри они лицемеры. И лицемерие, и дата я каду, и бесполезно. Хабур сумваться, бесполезно дуалгетсон. Чё, чё, да, идешь, я не буду сдаваться, важно, я вижу, во что мы превращаемся. Мне немало лет, но уже достаточно, и я вижу изменения, какими мы были раньше, какие мы сейчас. Вообще, я всем им говорю, это все нам навязывается, я им всем говорю, что это все нам специально навязывают, что навязывают, на весь мир хожу, и Мария Захарова Бог, и творят, и пресс-секретарю МИД России, они говорят сейчас, заберите их. Когда мы вам говорили, что они террористы, вы их пригрели, заберите Бог. И она радуется, что и проблем, что ей это нравится, им нравится, что у нас такие проблемы, что мы так деградируем, и хазреч будешь. Они им подыгрывают, не осознавая, что они делают, до кондации. До такой степени вроде умный настолько много идиотов среди нас, и МД, ты прав, что это мода, но не забывайте о части населения Чечни, которая бедствует. Я гумайоч, голодают люди, им терять нечего, и они ударяются в религию. Даже есть случаи, что уходят добровольно на войну, потому что они даже не могут ничего дать своим родителям, у них нет выхода, они смотрят в будущее. Я никогда не смогу жениться, я никогда не накоплю столько денег, чтобы сейчас же там такое, они там такие усложнения понапридумывали насчет этой женитьбы и замужества, что не у всех хватит даже на мечты о женитьбе. Поэтому не забывайте об этой части населения, которая бедствует и которым терять нечего, поэтому они уходят в религию и работают на то, чтобы заработать хотя бы потусторонний мир. И хотя бы у меня будут гурии, там у меня будет все, здесь ничего нету, несчастных много, обездоленных, сирот много. Дай нами, гергарвоч. Я когда читаю эти письма, у меня аж сердце кровью обливается. Я и не знала о таком бедствии моего народа. Поэтому их тоже всех не надо под одну гребенку. Есть ошибки, те, которые зажравшиеся в Европе, сидящие на шее европейцев, и еще их презирающие ко всему тому, что они их приютили, помогли, все дали. Вот такие обожравшиеся шкафы ходят по этой Европе с этими бородами. Это обожравшаяся часть населения. А в Чечне живут бедствующие, которые готовят хотя бы себе загробную жизнь себе готовят, потому что на этой земле у них нету, куда бы они ни посмотрели, буду-ка я молиться, хотя бы тот свет заработаю, Оли. Саелище. Проявление ждать и сандал, моментальное проявление, это видимость что-то какого-то движения хилар.
его быстро усмирят моментально. Ну, ама бахар камадат сюда я и очень малевич на обу. Тут и цаши куят. Из растуш ден душевик пенсит и хавина. И дактор уючек. И одах ты вача албуха аж кинеш бу уже авигар. 500 тысяч, 400 тысяч, и ахшнаш бу авигар хальча маашун дохар. Система юка растуш, ты на шайдек растуш, ты шмадует. Всегда русские виноваты, потому что они всегда продаются. Идут шайдек, продаются всегда. Всегда болтуш, штете, раз мгновение, каким-то чудом, ногчичу, кирия, действительно каким-то чудом, санагвар, кириенер, хитамшин, сатик. И я, она профукатина, хинт кицашансия, мегнаксан, сарас у нас в Украине, да, масаница. Прогореться день России, сумхула, единственное, хотя шансю. Но я от идеологии, того, хитсинцы, алтосарю, эмарат, еду, кади, лиду, баха. Ага, о дуне, ну, бог, закон, национальный, духо, он счит, сказала, хошт, всю жизнь в России, если что, изина, до, то, геноцидина, хазинахи, захуча, халха, бодахи, дахайхуш, шадяху, тагдяху, чистала, дуадаль, теста, и курхи зушсабе, шенца пачалки еза, шенца нохчи хума диеза, нохчи хума хирдуба, хотя шанс фильмек шуквой. Но и шанс действительно упустить долгое время и от шанс хирюалца рьецун. Знаксан Украине теце прогореть той и шанс нохчиш использовать еще вовсю. Вот, хотел бы высказаться насчет тех, которые сидят в Европе, в частности в Германии, в Австрии, которые бойкотируют вот эти, разные компании, да, бойкотят, что кадите, что бокс. Вот они сидят на территории Евросоюза, типа бойкотируют вот эти компании, да. То есть кичар сакола упрекать беш, кидеш. Они типа думают, что они бойкотируют. То есть, то, что они работают, то, что они платят налоги, то, что они ходят вот в эти... они бойкотируют вот эти магазины немецкие, ходят в арабские, в русские, в турецкие магазины. Они думают, что не помогают Германии, не помогают Израилю против Палестины, да. То есть, то, что вы ходите вот в эти арабские, турецкие, русские магазины, это, во-первых, пропаганда, которую на вас навесили, в которую вас загнали вот эти русские, арабские и турки. То есть они вас загнали в эту пропаганду, чтобы вы ходили в их магазины. Это называется конкуренция. Это называется мировая конкуренция. И человек должен быть глупым, действительно, чтобы этого не понимать. То есть вы туда ходите, и открою вам секрет, то, что вот эти магазины, они тоже платят налоги Германии, Австрии и так далее. То есть они тоже платят налоги. И эти налоги идут на помощь Израилю. То есть это то же самое. То есть вы никак не помогаете. Даже покупая вот эти приправы для, вот эти продуктовые приправы, да, чтобы добавлять в еду. Вот даже покупая эти приправы, большинство из этих приправ, они тоже идут от евреев, от Израиля. То есть даже готовя себе еду, вы помогаете Израилю. То есть вот я хочу, высказаться против них. Не надо меня тоже упрекать, то, что я куда-то хожу, колу покупаю и так далее. Раз вы не хотите поддерживать Израиль, то свалите с Германии, свалите с Австрии, свалите с Европы, либо свою русню, либо в арабские страны. Не нужно меня или других упрекать в этом, потому что вы сами не сможете до конца придерживаться этого бойкота, потому что вы будете вынуждены отказаться от всех технологий, от айфонов, от самсунгов, от всего, и от всего в этом мире
уйти куда-нибудь в леса или в горы и жить там чисто. Это далеко от цивилизации, потому что все компании в мире, они взаимосвязаны, и верхушка идет в Израиль, верхушка идет туда, то есть еврей впервые создатель, потому что евреи это конахи, которые создали эту цивилизацию, потому что они сумели. И мы должны брать пример с евреев, а не ругать их. Мы должны уподобляться им. Мы должны брать с них пример, как здесь Малер. То есть всяк тырдал хаждезвой, он хилдезвой, дёнул дошхилдезвой. Они там Четко ругать ты их и так сказал, далее. Чечен. Единственное, хочу дополнить. И арабские, и турецкие магазинши или они в них покупают некачественную еду, мясо перемороженное, 5-6 лет назад замороженное, и чают дылар, все отходы покупают в этих турецких и арабских магазинах, специи с тараканами перемолотыми и с мухами. Нись Йохабех Мабилаха, дольше будет терно. Это очень важно, потому что я однажды купил в этом арабском магазине мясо, дик дубош. И бёр дырится, дикда цари, дует, ох или гуштер. То, что это мясо загнило реально, дуй. Даже когда я им сказал об этом, они как бы, ахи, махи, там, эмте, иштхулил, да, тебе показалось, бог, да. То есть это реально как бы, да, богр, пагдуки реально, дуй. Я сам лично с этим сталкивался. И еще хорошо ты эту тему поднял, вот молодец, да, дуквах. И еще хотела дополнить, одни знакомые были арабы, которые продавали, возили по арабским магазинам и в арабские страны бразильских курей. И когда я у них спросила, курей, индюшатину, курятину, и когда я у них спросила, а как же она халяль из Бразилии, халяль гуюхацан, а он говорит, мы напишем, и все, нам какая разница. Они даже этому не придерживаются, понимаете? Никакой халяль, Бразилия, непонятно какого срока годности. Куры, индюки рассылаются по всем арабским, турецким магазинам, и эти дураки думают, что они делают что-то плохое Европе. И теперь и диларши, и яхкел, и джиджкши, яхкел продукт шуич. Вистхил, я просто, чтобы не забыть, сказала это. Да, не сяла, не спахалил, шадерк дуй, это истина. Сахоме, бусул вежри, шуг, камел дуса дуй, шуг обращение, юса. Аш эц арбой тукон шуах, турки тукон шуах, аш эчто, жишк дуй, церила намного добросовестнее относятся, немцы относятся, европейцы, к этим продуктам, потому что к ним постоянно приходит вот эта комиссия, проверяет и так далее. Потому что вы реально можете зайти в магазин, проверить это мясо в любое время. Потому что асмалар, европейцы, как я сказал, намного добросовестнее относятся к этому делу, то есть к этим продуктам, мясу и так далее. То, что вам там халяльно якобы продают, вот эти люди, они сами же не особо верят в ислам и так далее. Потому что в какой бы магазин я ни зашел, арабский или в турецкий, ни у одного из них нет бороды. Даже мажьятер, потому что им плевать. Они сами европезировались. Они сами забросили это. Но чтобы чисто на вас сделать бабки, они типа якобы халяльное мясо продают. إدوق حلال ياتشن ما ياتشن قزازة смалер бразилиер кичер дуй чисто йош как в России, например, вот эта колбаса сон лично генерал тюканчуа. Там было халяль, ну то есть этикетка халяль, и там сзади, там в составе написано реально то, что там свинина содержится, дуй. То есть это всего лишь вот эта этикетка, это всего лишь марка, дуй. Это неправда, что там везде халяль.
Ну, для кого-то, может, это будет откровением, не знаю, дуй, но ну, как бы элементарно, умдокой, короче. Это бизнес, это, ну, такой маркетинговый ход, дуй. Это арбойш еще. Арбой был здоров, есть арбой док без Европе цаш. Арабские страны шорт, такой, любой говорит. صح وقع بيزميو صح وقع بيزميو قوز عشان سويش طالع دين هنا عدين جلوجيني صح ياتزيش هم даже ملاش проявление уничтожения شو сразу المجموعة يتصلر движение خلارخي هما دات يقطع هما دات ونعدين صنوخشو حبوصل بوشتو هما دات وهنس فيها المودوس هنس خوزيال европейские странышка аш бола гонда болнохчи буй цанюка хадалуз и хумац никогда в жизни хесундат и что вообще аху балаца не религия не дегнашка я шубалва беташин латишит матиш лукца но кузаду и хошит сел модуза недавно и хума вообще сацу мне что он один нохчу цахел нохчу хэж гусал пэлви шуй со нохчи уй ха хобусал буй нет нохчи ханец ю хоцуна у религи хадин до потиеш волдел уэл хобусал пэлш нохчи хулш нохчи цахаш бусал пэлш мовацо هم نشتوی هنچ خوزادور شتاوت و دیگه شتوی قمه شتوی ناц юхум نشتوی уже герг дюет штуи единственное вой хенце стати кобал дин тилаецс де кецмет майри ахя хуй бусал полчане анга я мекал идати да киек да вообще дадайн дел до цаши койоч но в любом случае цаха и вахабизм и движеният Улукин движение, юцегалия, главный вегуй, вероденец. Цун, и никакой больше. Цаава безмя, цаа, софизмя, цун линчу, совьял, шаек ию, все. Хузаду и шаеды кашлючте, европейские страны, шуя шают шел. Хайрли ло, что он наш. Цигар хаба, кетан хузар молодежь, вербовать ешь. Хузар да чукисат, мадуй. Полцах Украины, да что кушуко, жихат добуш, эрцевала, бешума эрцбуш. Цул халх эзер шкалат, луахтан кенте бу имуах бана бел летат уам бина قنداس قيرا كيجن بالغوفتان دا эрцебаш сабуш миск бекарш пацаныш дел эзер шка үш ума ят. Факад юцагдо. Вот именно. Хардин хада эндл арбой шбуй. То есть им можно, среди них могут быть христиане, среди них могут быть иудеи, среди них могут быть атеисты, агностики, ну кто попало, дуй. То есть к ним вы, ну, нохчиш к обращению, дуй, к ним вы можете быть какими-то терпимыми, дуй, то есть среди них вы допускаете, что среди них могут быть такие кефиры, да? А то, что среди чеченцев могут быть такие, вы не можете как-то, ну, как-то нетерпимо к этому относитесь. Ну, и вы не можете это даже представить, это допустить. Войну, то есть я понимаю, что среди нас могут быть и атеисты, и агностики, и деисты. Кто попало, дуй, мила холил ду. Я это допускаю. И я отношусь терпимо к такому. Я отношусь с уважением, потому что я понимаю, что я не смогу изменить внутренний мир человека. И при этом я являюсь мусульманином. Ишт момент тюцигах. Я отношусь к ним терпимо. Дуй, иш дел теш мабати и мадай вуж мадай. Ну, а вам что с того? Иш синах теш хилча цехилча. Вам зачем это, дуй? Важно то, как этот человек к вам относится. Что и мухду, и адам.
Это важно, а не то, что у него там внутри. Шуму был цунчоху адалах. Шубал был шум дати. Цундел, не нужно к этому, не нужно лезть там в сердца людей. Вы думаете, что он среди нас массу ногчи чуах, массу ногчи ком юках. Человек бусу бумехчу, но потом, когда выявляются, не мусульмане тоже, вы их называете жукти, вы их называете евреи, типа. Хотя мы все знаем, что в Чечне на сегодняшний день там нету евреев. То есть еврейш олаш сразу, да. Ама еврейш богом, вы говорите чисто, чтобы их ногчи комах иш дахадбе. Вы юках бат еврейш. Со ногчи вуки ногчи бу. Атеист ногчи юках хирбу ки хирбу. Не надо их как-то датхать. Иш ногчи бу, иш вы вежри бу. Иш вы телат безер бу. Мы должны их принять, дуй. Цундех, асмаалар, не нужно их отталкивать, нужно принять их такими, какие они есть. Иш милша хилча, иш вай ногчи, за ногчи идею иш баладуй. Вот, иш тумдук, бехкун юдук, вахве лядуй, делрейс хилшун. Вахцавелла диц. Амел дючтерк, бакдук. Ты совершенно верно. По голосу слышно, что ты молодой парень, но очень умный. Как хотите. Если хотите, завершайте. Да. Завтра воскресенье. Можно Ну, и шум подумать. беда, абсолютно беда, шум цебулос, просто нах реал беля, уж что, ла дагу, ца проблемет. تأحر آل مكياس إذا سألغت Медбир. Джимма запутаться хилер судуй в своих мыслях. В общем говоря, إيش بوصل برباتر بوش يقاملش سداش ساريخ жукти бу еврейш бу бوش يقاملش сдаш. Мы должны их принять так же, как арабы приняли своих христиан, атеистов, агностиков и так далее. Ванюга иш хирбу бахас. Мы должны их принять. Только через это мы сможем развиться, мы сможем примкнуть к этой цивилизации, да и мы сможем стать цивилизованными людьми, только приняв этих людей. И мы должны развиться, да и мы должны уйти от этого вот от этого уровня обезьян. То, что мы там, это не свои, это чужие, это эти. Мы должны их принять. Я много повторяюсь для того, чтобы вам, все гладугар был, сахоме, бусул вежри. Я пытаюсь вам это вдолбить в голову, чтобы вы приняли этих людей, потому что только за ними будущее нашей нации. Und elch wadina ma'alar har düne busubnahan nabahtio kersnahan yasmani zundelhan etsnahan dalo igul politik daelezoi шамаддар тем, кто разбирается в этой политике, в этом всем дуй, ашеш моли долгум бусубнахан набахтю керснахан ясманию. Сундел вай коман ясмани ейтез вай эцнахе. Сундел вай мы должны довериться этим людям. Мы не должны их отталкивать, убивать и так далее. Короче, ишта хумду, ишта вариант тухти гадуй. После дунья, что живет, что вообще настолько фантастический больницу, отцел мощно больниц будет, Ерик вселенная квелани, галактик, инзари, умножаешь. Просто инца ойлич 20 миллиардов световых лет ханюй, квартица и луж расстояние из ханюй то же самое.
Оцюкадок гумиз на данный момент вейюл технологическую швайн свету кызтяхар вей с аппаратуру лоч. Так, отцел коллам больница на и замелки гумна штат солюч что это сахдиркаш. И что приписывать те шдалты дел иштуй дел уштуй бошица религиозность милла вала там саг цакия чума на хайка дошвала, например, на заводе или там, не знаю, хидак. Там да хушула, пускай работает, и бусал была вайца и керствола, и милла вала хун пайд бахшуя хакуман. Это ой бачалка, мечим обороня тема есть, само раки это есть, само не знаю, каким придумать есть. Человек Аллах Акбар, да что их сюда уж мадаться. Ай Аллах Акбар, уж тихо, ай что они холару шуй уж гуанда. Арча дон, экалош на что есть туда. Религии мелочко, религии дала, и религии духовного миру, вообще не относящиеся к этому миру. Я дела таганца ахвик описать тогда, что мадаться, описаемого мадаться вообще для человеческого мозга. Вообще ценных умана даже. Сразу и хукорка Дела. дела писывать пешбол. Дела легенд и бусул на бахтю керснаха нелсменю алер. Это был сарказм, конечно же. То есть, раз они так говорят, то отдайте это дело в руки нашей умной части. Шадега школан инзари ниц бобо чутак. Абуса дина логик ягата пожалуйста, например, на ويرحالهم دولشة هم قلنا تأخر وهم دي شوتو أدبان نجروس كنباخ تاين سودال كقوة تأخر تخن أقل ويلي تشاش بول أمو أتصل ويلي تشاش ميلستي وميلسيردنا وول هم بيش بتوتو نبال هم تويجت توتو نبال تون هجوز غت قلنا لوتشا بيتا جوز تقوشي يالس من يابيتا يازي نمبو за 50 тысяч лет до сотворения небес. Хамелло судьбуш творение шаек по моей воле да логика цены дадуста как что это получается вообще авучо дела холхон хит судал قلن شابو شو حقو شو حسوش كدار وشا دو بيت بريد سلنيشي يوج كهو يوزاو شو ريليجي يونيادنجي بوش إسكاس شاتو ياتشنا خنياش فيش ناخي خبيش И Эллах Дарич Чачин как раз кучу интернет орудовать для шубца Абу Халид Бохш. Абу Малики особо приближенно уз, такфир да элэч, группный шуз, царша йошна, оцен шуна, Абу Малик, такфир. Короче, где элэч егишь, он такфир да Бохш, таук. Горе мулла. Эмилу, но чего, Ибраим? Или горе помощник, горе муллы. Ногче можем быть, что он цагачен, ДНТЦ, класс. Юхту багар очо, короче, dünya kafirşendu busulnayan nabahtayı teyfa busulnayan yalsmanı dünya kafirşendu баг. Хажла зафиксировать делаешь из бохту. Султа бог вай шадак иман штуд массера лай маште шуджаб шлилош. Массера пасунна хачик бог шалакачи мазва шлилош. Шадо сунна шадак сивак шлилош, короче. Полностью хилма веззар. Можете басартушана, те басартушить. Короче, полностью пасунна. Адахуте ахпон шадак штанислур дуба, худуня чадайл шадак нистер дуба, пачахалк шадак ветулам бохкар дуба. Что противоречие? Гой отсюда. Как бы наоборот, иман суннате массу отсумате нисваллаг сунна уже дуня набахтаю елсман ютсон дуня кефиршенду.
Son yalsmani tak dal tawan dal sha ikhiyatan bash waitan el chakhilanch от религия. Валяла. Sha ikhiyatan для человечества больше вaitan больше рокелч. أحلا حدود شيء هني عادين بوصلنا خان دنيا هني عادين نبختي هني عادين جوجدو هكذا получается так дальше الدنيا قوالي за 50 тысяч лет халқы полностью мелдол хуман бух язбин абилан ба шоло қицаунду юго оца هني عادين испытание هو испытание запрет определить шадина бош حقيقوش مدوцуе ويوستي даяздина гладеш إتساقيات الكورتم غير مبات عندي شات عجيمة أبا وجده ودخول شوالشون كده عندك تساقا Ну и просто Худохан, он сначала пропагандирует там людям в группах, и что массу мислой, гунадин суннач, сивакш, гунадин магваш, хиджаб, шаддек данисин чултеха, ах, Аллаху тулам, урбу туда-сюда, шаддек данис урдуба. Потом ему, когда сказали, что это противоречит, потому что есть европейские государства, Америка есть на Западе, там есть даже на Востоке, например, Япония, такая страна, как Япония, Индонезия, Малайзия, очень даже неплохие страны, Турция, но Австралия, целое материковое, короче, государство. То есть кефирские государства процветают. Так, из Эльч уже там уже не проходит его политика. Массу не света кефир стала, суннат ахваранта не стало, уходит сейчас. Не больше почал, шахитина. То есть там эта логика перестает работать, и нужно сразу какой-то, запасной вариант, да, чтобы оправдать свой бред. И тут начинается, дуния кефиршин. Кефиршин, да, хочу ответа. Хочу, але маздидашать, она забуриться, закапсулироваться, да. Хочу что, он кархуасти, короче, да, суджуды, уэци, чур, халат сагоч. А ты это, дуния политик царич. Наверное, ну хоть царич. نيس إبراهيم ديل رسول ونيس بوهنا Nisam darījis просто от Lēvan darb dēca. Цыган, провокатор, вербовщик, буду, дала. И общество, потихоньку, хироин, шаг за шагом, полностью под влиянием Бахтин, Шайкюкела, Бахтин, и уже это, и роботчик, управляет лишь. Что, короче, вот штука, Бахтин рукой. إبراهيم ريلي دوي كيجو من دوق دوق زدوات سدوت سوتي أو بروشتيا والحالة هو إتسا سيستيمير إنسان ضعيفة إمود هينسا يو لا يخافز ما فيز الواتسا начало 90-х да конечно школа обдама вогни первый второй класс жимон дieша умна ам сразу хужри дало и все عشان خشرة он ай мари дieша шадик إشاعة الإيديولوجية ناخن خالكية جوشول إيمين ودين تاع الدين قصدنا شورت كولتوري وأرابسكي شورت رازني الدين ديشة دوش تناخية شو مدر إداعة أولش نزنايو может боится может кто-то щенца эйду поле ашеру цаволжу даули أعتقد تعلقك شو دعوة طبعا ساقيت ترسو تيا حو دعوة شو دوق والوش وبروش تو تيجا دوق دق وبروش например دنيا بوصدنا خنا تعذرنا خيلش نباخت خيلش حل حبروك هم أودرك دنيا ميادول هم خيخيت من وقتنا خلش وبشي تعال تيجا سميسل تقول تيجا تاخ وبشي وكاكو تاخ وخشو يهم ميلش لابسي خستلنيش последний пророк до скончания времен и вечности тоже. Так, тигдукка хумна что с религия, окьегда мялула, от кахки мялула, даже дукка умнаш. Сунда цо вопрос цанин, цахум дук орш. Давай, короче, уэл мои, уэль один чур эрви, руаму, уэль на шейда, дейл возвор вервать, и действительно, дейл да итням.
Он да часуша вселенную уқалан ошибиться дейдац. Явай солнечную систему ошибиться дейдац. Явай дунья моду ошибиться дейдац. Он да уқалан моду действительно создатель. Судучтек. Так осмет тааго дукка умна что цега. Таган примерно акиек водах. عيناخي دكزات شعداء جهاها أول هنا عدين دينشر هير ولا مو دينشر هير ولا نأبرات هون وزنيتوا دقيتن إخيل شعير والبيشوات ونأبرات كاحد بيشوقسون هون ده جا ويلي تشاش بولنيت كوسمس كلن زن أغور بولوس نيتوا دقيتن هون أشي بشلش ما يعزي هون ده جيرك سيلين شاق ولا بوشوز دين وديوش خلش أقتنع تجا دقومش والله هم نشدوي تون ديلا هم نش اشتويلا يشجع اشتغلي عود المال دقليل دو وني عادين يروسالم يوني عادين تعوني عادين باي مروي تعقيب بروح كده وقت إدال يلشتاق وبوصدنا خنا هالدنيا جوج قوتنا دباختي خلش تاخوي وبهربوصدنا خنا الدنيا نشوف بعنا سياسة جو ميلا سيرنا والله الدنيا نشوف آخر بالا تزوج الشين يلس من يل كرسنا خنا الدنيا دعدا إتن أدرشة ومكشات تاق إشتا إبودو شياتنا قعو بوش حدوش خلش طبعا يا بريتا بريتلي بودو شي دوتا و Ну, сотворение небес и земли. Изам, такой более философский вопрос. Ну, просто цари Эльна, в жизни Абдул-Хумдуи, из Мухуль, что. Инц, аха, короче, масала, содействие, ока, хаэт, но церквь, амич, церквь, ценхирюха. Я не знаю, да, короче, тренировки, например, кюкшиц, езум шал ешей, чал, пайшчало, короче, да, сниц, ты бохон. Бегать, дыхание, кхулха, короче, развиваться, да. Умственное упражнение, там, кверто, дикбол, бога, юеш, хельчка, развиваться, да. Там, يتر مثلا مج يخ مج يخ فريوها بيس تطلع كوشتا بيس فريوها تن مقدادوش إلا مقداديش فردوها دوان لمس دويل دуховный тяглу руха как например застройка застройка аинол постройки чун кибички вахта и фундамент вахта и постройка херючуна стену олчуна в итоге. То есть инол действие чунах результат, что ищет дохер дуне, вот так он работает. Ну ваган короче санку قصة wel تذكرنا نشيش هنا نسولها حوزين короче تنميل بلشة هون تنح بتش حلقة كل شيء اللي هون تنح تطولم كل شيء اشتغل هبراس دو هون مير طول религиозно обрядчи هم лелушана ты духовно как бы тренировку делаешь для себя духовно начало. Например, там гуттурчуача там неузгоч хельч там лоб принимать лоб что духовно развитый. Когда должен дуется каждое действие там государство ючола и государство хелит и построить есть силакша яхарахи мажды басархи яхарахи короче мекдат старахи хачиквок халкеш старахи цунах цахуй из и проблем. Это вуда штахуна один, هر ديز وبوسوج وإيش دل ديشون وإمشتا. صابنا один, هر ديشون وإيش وإيمان بكل يوم وليلو شل شاشة تبتش حلقة خيو شاشة تبستروي خيو لشاشة يوم سيجلر شو يوجد الشمات. إيش داتس إيش هادول هم إيه شيشة نتعدو أتومان سام بارك شعب دلان أوبشيستون كيت يز أتومنا ديك شابات شايل شنري شتاء تاني مالني شو باش.
религии просто, религии дуется сложно холундацис, абсолютно сонахит холундацис, это чего-то необъяснимо умно, что станбунах, шейнху, ща, это противоречит, теж лицемерие, теж бешбу, духо беш, цеху, ща, это кисерч бешбу. От религии чуязина инзерич о арбо культуре, древних культуре, ща, царин, возможно, целью шалмеги, но шейхил культуру на тот момент. Бусад нахан, керс нахан, а дуния дел дуй, то бусад нахан, то керс дуния дел дух то дел. Тахана дел, тахан примерно от целве сила о дел. Тахан примерно хер жизнь квеллан, дуния квеллан. Ишадол хума дуния чу сообразительно дадин, бол от цел жизни бол. Тахан примерно муардон вообще делать дух, что умно что ты ищешь, бог дел, вот охер вопрос, то и главное, от TikTok чуть один дючишь, рейтинг квартин, хуйня один, арбо, шейху, я не знаю, вопрос, хуйня один, туалет, киламаз, да меткцах, туалет, чудинерша, и обал хир дующие. Вот сушейхан, сунхуха, и кобал хир дудят. Сунхуха, у идея связывал шу, кто он такой вообще. Единцу, мелч от яшня, тут и язин, что саудях концун, никогда он бурдат, як ечен цага. А у кайра от чухазнехан рейтинги, уаттина, бух комментариев, кача вообще яду, унядиник. Хуйня один, шейх величайший, а шуются, хуй шейх юцашиц. Ишчо и величайший шейх вала, мети вселенная му создаться один дайла, так вот ученыш, около кавик шбох шбох, и дель вид слушай вала. Оздел квелн да хажи, так мадица худер мадиц каскш мадиц нахан. И тюр наш маити хурихум наш ючлует абидуин наскал, хуются хушор. الويور داخ دون ساخ الله هروم ويور داخ دون سا ويور داخ وين تخنت إن نخش دو أنت أو دعوته هنا عادين سو نخش موي ولا سو بوصل ولا اللي تام كيرس ولا كاكا رازين تميلا ولا دعوشتك خاص توردقي هنا عادين إن شكردي تصدق سو تغن إدوات سبيرو ويكا سو قردي تصدق حولا أو تعول فتنات ويكا كاكم تنزنا دوينات تم ويكا اللي ديبياتم ويكا نخش ليت مالياتي كولتور دا إيه تنحول تيميرلان نخ تشنجيز خان نخ ونعدين وتسيء نخل سليت نخشيخ هنس إبول أغروس كيخ أقوى 300-400 ليت وانتي زواك كيخ وانتي إنزلي هم نشليدو شلاتشا إتو بدأ تسدينش بو خزنير صندوق نو اتسدش سرونو درجة تسدش بو إيديو سيريول إشام يلون إيديولوجي شا حاجة شو قوش مدوي شا تعجيم لرتا وشون عودة مش لا ريليجي شين لا يتشي ميرز جيل يلدي شيت يلدي يسخل عودة ميلدل هم نشناخ نيوكي دا ناخ بيتشا ولغت أوت ناخ بيلا ما بيول al شي بيرق أي تبعش الوهن تهوني عدن سيري ويو فلسطين يو هوني عدن أرشيوي ويو زيت هو فلسطين شو تشي вообще بس شو بوشتات الخزايا بسيلادو وردو شربو وي بيرق ما يقتني ويقدع إيتشو تواخ وعاتا ورت أدم لا تغدو تعبس نشين لوشا ورعيزة بيش تاقا هودي توالو Арбош там Палестина почал кватте возможности вой вайлатец дахку вахшбол вайлатинс давай дахла дох хума доршу на ноги вика идаца двечнуса израильский победа хелцаун хула там примерно ваял возможности вохай иш хекка дочна халхайел цент яхид таншара масса дахна изхиду метсабага بحكم الله بريروات خل سون بريروات خليرا ولي سبريروات مسويها هاي برغت ويستغل هاي برغت да. В общем говоря, Асмаалр, то, что я упомянул про то, что إذا ويقع بوتان إدعالو بسلبنا خن نبختيو كرسنا خن يلس من يوهر الدنيا
Духар Дине. Ну, это был осмалар сарказм, как бы, забрешь, приготовишь, алера, седой. Ну, в общем говоря, ваюкац образованный, ваюкац аларт абалнах буй, ин кучу бершсан. Ищан, лези, они знают, как взаимодействовать с мировой политикой, с мировыми лидерами. Цан хэ идолхум. То есть, когда ты идешь, например, проблем, ты же идешь там к врачу и к определенной профессии, например, хайбали, хайджан. И поэтому нам нужно отдать вот этот вайбала, политики с болбала, вот этим людям, которые разбираются. Это дабл без, а не тем, которые там чем-то там песком как-то это песок шламыз бог. والله هذا شو قاعد لابوس إباليتك يا تقباش تقيت تلقي قاعد جينو قيوم داتا أو دنيا شروم داتس أو دنيا شروم دوقي قيم أو دنيا شو عشم ويا أو ناخن يقي روستا نابرستا اللي تسميري تردو يقولي تا يشوت لي متليح يزواش البقش ناخن دي زقي حول تا تخرج شو حخدير قي تا بريداتر شندية سومشتو تا أوبلوت شندية سومش إيش حالك ديو это что-то копейки плотно, а что-то и докцы глелушты. И политика какие-то кабаш коргиру цадис, дахки Дел умыш. дох хуна суна цадис политика қейд духум. Потому что у нас есть какие-то корни, у нас есть какой-то стержень, дуй. Но эти нахан, которые реально не разбираются в этом, реально в этом не понимают. Сан дезон духум, они реально не понимают, дуй. Не хотят, конечно, просто не хотят, это раз Да, знавали. вот именно, что дюня деш, да, шеш каадету, шеш асма аллар. Они готовятся, там построили себе пирамиды, построили себе могилы, дуй, они готовятся к вечной жизни. Но в то же время вот эти люди, вот даже арабы, они устраивают свою жизнь в этом мире, дуй, в то время как мы готовимся к вечной жизни, да. То есть это неправильно, это не должно быть так. Мы должны думать о своих потомках. Подумайте обо мне. Сукейна уат, суока уат. Сунтер, ой леш, хай бехкина, хайса бусу вежри, ой леш сунтер. Обо мне подумайте, как я буду потом жить. И я также думаю о своих потомках. Я не стремлюсь попасть куда-то там, заботиться о своем ахирате, дуй, потому что я, я всегда думаю о своем потомстве. И я считаю, что это здоровое мышление, дуй, здоровый образ мышления. В любом случае. Чтобы вы были какими-то эгоистами, которые думают только о себе. Шейнтер ойл мои, тхунт эра е ойл. Дела кучуа болчак, асмалер, кучуа болчак цабогас, кун гладугар бол нах буй, цег да богас, дуй. Сосанна ишт ойлеш инзаре нах бушун сун лично боюш, которые не могут тут об этом говорить. Но они реально так размышляют. Почему эти ибехки нах, почему ишт аудулбу? Почему они так говорят? Почему они так размышляют? Почему они думают только о себе? Почему они не думают о потомках? Уайдайшсан, которые отдавали свои жизни, которые проливали свою кровь за нас с вами. И эрин хулитил мадатиевой. Иштажа тхунтер, ой лейш тхунтер. Думайте о нас. Ой мух, тхумух эрдуку дуненчо. А не только о себе, о своем рае, о своем положении на том свете, дуй. Совели бехкма билду, смалар, вахваларна. Декела. Как
Кстати, что дальше? Виспер дальше. Религия из основной из своих тухар халга эйлер оксуа религия что не один гет религия дич хан таболчан инс серчат гамел дахазер долчан боис хуза религия дицар хуза цадел вац бош вац это измяц абсолютно дел вац бош нах вац хуза просто дал те харцо мопол бо дел духовный мир ю остальной мир за окном мир ю и мир нахваст وایشی سن دنیا دیشه دالوش مالوشه ساشیه предложение این هونه тоже самое دایا ایشولشت دنیا دوبو وارد هونه عدن بوسلنا خن ويري تعوني عدن تاع نباتيات تاع هميات ويل شوهر دو تاع دينش ديغان سخاء يوز دين شويازن كل بيسو داكن يا شيخ ولا يا إيمان جود في سون هاتري نزه تيتسا خوش أورا نزه تيزده شوقك وشامل وحرك دعوة تشتون تغطي يخا إيش ياتسي سان دينتك داتا قاج نو انتك مسان قاج بلي طولشتو ريز شرازنا يو تون ده وكاج دي چون خو وردو بوسل قلع سخلع لبوجنا ريليجي is вообще хотел والله специально пропаганду и олш хунт олшту и хума и от адми уэлцеет олшту ха давай уэлнаш мои мегер мадат уэлнаш динчур эр валқирам бу мо слушай динчур эр валқирам бу ерик вселенная кладан чуа шада этанду аршеду что бош кайк ушхалча то дунья ой описать тади что конис ونداج قدم بيدوتشا أيه دين دول هم حون هدو مخاي تاقي سازات سيو سيا ألفا يا ميجا تون شادك خادي يشتوك شين شادك خات مبوص وسلسلين جنوينا إيه تاق تون سوا أشي بشلي الشات تون تحن متع وبشي ونداج كوسموس ويوكو شاتون تاجين بايلا بورشا انتريس وسجن خات إذا على دوش في البولشان بوس شاشة هاوس تحقيق تردوشو شجا ديل أبيسني تسستا يعني عادات سنكك داخيرة دات يديل زكوان أسد عمو وقتو ديشتات دالا وين الدنيا دالا كرست ولا كرستن دالا بوصل ولا بوصل بان دالا هندوизме لاتسانا دالا شي دنيا دوش شي نرمان شي واخ ويسق разные уются ушеломш союз идеологии шо религиозные вообще тохтуа религии цахих цадол хундачи واخ شو حق دل دوتون دل اتسدي سونسا دو حال دول شوان هوا دين داداخ قير بوخ داتسز просто один حق ديش بوخ دو ديش مكسمدوي هنز ديش возможность تقي اتسير санки оски يصعد وقت دا تليفون شو ديشي потихоньку деша уайли он самеконе уайли والله мек сунем мекес он самек что усвек дал тахан ерик вселенная قولن болницу обратиться дешхана أنا دخواها قولنش ميدا أو شرائر ويروا سمنين شغلوا أرمداش جيزنا سنخيليش يتسقى سمنين وبشي تحنا ور تيجحودو خيعون أحبوخر جموخ دو ويقونخل كودكسي ودائما خيلول اتشر هم دو أحد يترك حيدين خلر религиозность حيчох قاب держи это в себе. Не нужно пытаться как-то ее выпячивать наружу. Не нужно пытаться показывать ее другим, показывать себя каким-то религиозным, потому что никто это не оценит. С одной стороны, вот эти религиозники, которые такие же, как ты, они это не оценят, потому что они тебе будут завидовать, будут пытаться тебя опередить. И с другой стороны, вот эти светские люди, которые будут считать тебя дикарем, никто это ни с одной стороны не оценит. Если ты хочешь, чтобы это оценил Господь, держи это в себе. Религиозность. Не нужно ее выпячивать. Если Господь
видеть то, что у тебя внутри, держи это внутри. И он у тебя это примет. То есть, он кодекс пункт юқисуни смысл так зато, amma ويوقع خلهم دوقي مثل بونك تلا يا سعدوي سونجين والجدنا دكدور سدينا سبوخش حيجوغ ديل قير قيق إشاد دول ريليجيوز نئهم حيجوح قاب خز أز تخيل скромный خيل سعنيجا مجيت حي يدالهم دوي حيجوح دولهم حينشيخسا مجيت والرسيق إيش تقيان وسو دوي صندوق ما جينا سو وقع واسو أما تعب أحد تعوق تعشي ما واسو تعمش دوبوخ سو ليلة تلا كجوا دوي اسمع صندوق جينا جمولش خينا دوي إتزستال يعني знаю تعجمولش цан в раннем возрасте замечать шхила своя худуси гадуй, но я многое помню, дуй садейна, слелу шхилаг, ваюка алел шхилаг, сёг дицнаг. Ишт хайчекса магайт оларх цар сёг дуй, в общем говоря, хайдин магайт, хайки магайт, хаз нахсан, хаз скромный хил, хаз нормально, нахарц, лармс, далел, цанинак ихлак махэж, цанинак илах махил. إدرق سوق تعديسن دوي إيش إتسومن تاع إتسرام تسأل عليه الشوق صدوي إيش تخليش هاي ناخ بوصل بخليل شو يتخليل شو دوي شو نخشي ضلع نخشي خليش دوريس خل Стасе човека там и ухола дистредует. ما جردوي ها تشيخ سون غيترا وجا تشيخ ديز الفيت не уж молодежь уже садуашку соболчан кучу надпред тамарцу дик тута буйса уже ойре дик хуил масера асумаш вай адикю عادي كده على المارش عايل شابك بيسا